upside down. Upside down. Find your way into this wonderland. Cross the maze, the dark, the innocent. Chase the faith, the thrill, the heaven sent. I got your world upside down. The labyrinth will guide you far away to a place where senses will decay. Your ghost and mind will shadow play. I got your world upside down. Reaching the microphone are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen.
Всем здорово. Продолжаем сегодня стримить ОПшку. Появилось немного времени. Так что будем продолжать. Прошлый стрим немного не совсем удачным получился, потому что YouTube очень сильно лагал, и в результате проблемы были со стримом. Пришлось завершить досрочно. Но я надеюсь, сегодня такого не произойдет, и мы полноценно погоняем. Так, что там у нас в чате? Угу. Максим Рыскулов, всем привет. Здорово, Максим Рыскулов. Лука Мудишев. И сорян, если неправильно прочитал. Валентин, привет. Случайно увидел, что ты стримишь. Здорово. Поздравляю с победой 92. Да, благодарю. Я сам как бы не ожидал вообще реально. Так, АТП. Ну все. Сейчас на Припять пойдем. У нас там очень много работы. Так. Харон, я уже видел, что у тебя днюха. Все, молодец. Поздравляю. Так, ну что? Значит, на Припяти у нас чего? У нас там... Надо подумать. Тайники альпиниста. Тайники альпиниста придется в интернете смотреть. Я уже не помню, где их искать. Потом медальон доктора. Чё еще? Да много чего на самом деле. Но в любом случае, сначала зачищаем Припять в ноль. Потому что неудобно будет бегать. Когда монету пришлют, не знаю. А еще не факт, что она дойдет. Зная Почту России, она может спокойно, случайно, в кавычках, потеряться. Понятно, да, о чем я говорю? Сопрут, то есть. Так. А чё? А, барсики валяются. Я думал, псина сдохла. Ну ладно, нормально, все, пошли. На АТП мы все задания выполнили, которые можно было в прошлый раз. Я хотел еще в прошлый раз пойти на Припять, но вот из-за вот этих лагов с Ютубом пришлось отложить. Харон, ты сам накосячил. Я тебя предупреждал. Я тебя на прошлом стриме предупреждал, чтобы ты не ставил спаунер. Ты все равно взял и поставил спаунер. Ты адекватный. Тебе же русским языком сказали. Спаунер сломает игру. Или ты, может, не русский, я не знаю. Точно. Надо ствол поменять. Так, ну у нас тут, в принципе, и АЕК есть. Лагаете. Поздно высунул ты уже башку, успокойся. Вон он чешет. Стрелял в одного, попал в другого. Забавно. Ага. Подходим, не стесняемся. У меня много бесплатных маслин. Шо? Не хотим? А, хотим, нормально.
До армейских складов начинает... Слушай, блин, Харон, ты серьезно? Ты не понимаешь, не въезжаешь, что я тебе говорю, что ли? Ты мне прислал лог, где ясно написано, что ты поставил спавнер. Что непонятно. Поэтому у тебя и вылетало. Но это да, если придет обзор, сделаешь. Да, конечно, естественно, я сделаю. Короче, у меня там видос будет полноценный. Там я из стрима вставлю фрагменты из этого, где я выиграл. И саму распаковку. Ну и саму монетку тоже покажу. Сегодня еще ночью будет видос новый с копа. Я вот его как раз вчера целый день делал. В принципе, он уже готов. Остались только субтитры с переводами. Ну, блин, мне что-то надоело, я решил постримить. Харон, да без разницы, работал у тебя спавнер или не работал. Ты его поставил и сломал игру. Все. Тебе сказали до этого, что ты сломаешь игру. Я тебе сказал, люди из чата тебе сказали. Так, а чё это тут у нас? А чё это мы убегаем? А куда это мы пошли? Сбоку, говорит, заходи. Сейчас я сам зайду. Только не сбоку, а сзади. Так. Что тут у нас? Так. Батончик, Марс. Патроны. Слышь, Харон, ты родителей тоже не слушаешь, что они тебе говорят? Или чё? Мне вот чисто вот мне тупо интересно. Тупо интересно. Здорово. Давно не виделись. Лучшему фанату Соли. Йо. Петрович БФГ, от души вообще респектище. Блин, это вообще первый донат реально мой. Я вообще не думал, что такое произойдет, блин. Ой, вообще от души респектище тебе. Ну, не знаю насчет лучшего... Блин. Момент. Сейчас я разберусь тут. Ты что, не видишь, я человеку отвечаю? Что ты мне мешаешь? Так вот, насчет лучшего фаната Соли не знаю. Я думаю, есть как бы и получше, но все равно, конечно, благодарочка за такую оценку. Максим Рыскулов. Люблю стримы в пятницу. Сегодня от начала до конца стрима, пофиг на время. Да я ж поэтому и решил сегодня постримить, потому что пятница, я ж думаю, люди-то будут, ну как бы... После трудовой недели зайдут, может посмотреть. Да и самому как-то по кайфовее. Сейф 247. Блин. Реально, до сих пор, конечно, немного в афиге от такого поворота. Петрович БФГ вообще не знаю даже, что сказать. Опа, там снорки. Нам снорки не нужны. Нам нужен переход в Припять. Хотя, вот это, я думаю, можно забрать. Что тут у нас лежит-то? Тайник, не тайник. Вот только не говори мне, что на крыше, а? Ай, ну конечно же на крыше.
Твои мини-моды для соли шедевры были в 2010-м, было классно. Так что лучший. Ну, да нет, ты чё, какие мини-моды? Это вообще были поделки детсадовского уровня. Тем более там такое в основном читы были. Я ж тогда еще тоже, можно сказать, школотой был. Тоже читов да побольше хотелось. Все такое. Не понял. А где? Да ты рофлишь, ну где этот тайник? Что это вообще такое? Тайник или не тайник? Серьезно. То есть серьезно, да? Где это находится? Ну, как бы оно должно быть вот прямо здесь. Вот прям вот здесь я прям стою. Смотрите! Смотрите, что тут? Это же рюкзак. А чё я его не могу тогда взять? Чё это я не понял? А как его взять, если я его не могу взять? Ну смотри, я его просто взять не могу и все. А стоп. Да, это тайник, походу. Тайник коллекционера. Так, следующий тайник в Восточной Припяти. О, до Восточной Припяти мне херачить и херачить. Глаз ворона, патроны. Блин, хоть бы арт какой хороший подкинули. Если на следующем курсе курсовые научусь делать, то уже донатить буду. Да не, нормально. Мне главное, что кто-то на стриме вообще присутствует и смотрит. Вот это чисто главное. А ну с остальным это ну не обязательно вообще. Так. Тайник коллекционера на АТП я взял. Вот он у нас переход в Припять. И туда мы сейчас и направимся. Из такого более-менее... ну, более-менее с натяжкой можно назвать это модом для солянки. Это было вот только музыкальные флешки я делал. Что там еще было? Музыка, короче, была для радио. И если считать для ОП2, то это, наверное, тоже, ну вот, флешки, музыка, опять же, и этот, ретекстуринг. Поехали. Для 2.1 такого ничего особо нету. Ну, на 2.1 они все вот эти моды, которые я делал на 2.0, они подходят. Ну, ретекстуринг тут уже вообще встроенный. Вообще без проблем. А флешки, ну, можно ставить, да. Вполне себе можно ставить. Но только движок придется ставить взломанный, который для правок, потому что геймдата закрытая. А так вполне все должно работать. Мы сейчас сольно ОГСР двиг переводим, пока тестим. В смысле, какую соль? 16-ю или ты говоришь про ОПшку? Про ОП 2.2? Смотрим в небо по классике. Блин, что за FPS такой, а? И вообще, кто у нас здесь есть? А люблю я на самом деле по крышам. Все видно. И очень удобно делать вот так. Так, убежал, ясно.
Кто у нас еще тут есть? Ага. Слышь ты, падай уже. Еще есть пацанчики? Так. Кто тут у нас? О, снорки. Че, получится? Хедшот не получится? Получился. Ну, здесь понятное дело. С хедшотом сложно будет. Но все-таки отъехал. Угу. Нормально, упал даже с первого раза. 2016-ю? Прикольно. Там хоть на первый взгляд ничего сложного, но на самом деле много проблем будет. Многие вещи не работают, многие вещи надо переделывать. Это я по опыту 2.2 вам скажу. Там народ сейчас чисто занимается переделкой старого под новый движок. Там фактически нового нет. Из нового только сюжет на долине шорохов и еще там чего-то. Возможно. Ну, кстати, да. Могу вас обрадовать, что в 2.2 с балансом будет еще большая жопа. Потому что... Как его там... Как мне кто-то говорил... То ли король баланса, или как его там... Главный по балансу, ну, в кавычках. Он еще больше, короче, повырезать там. Вырезает там, все такое. Короче, готовьтесь. Готовьтесь. Так. Так, этот товарищ куда-то убежал. Динозавр, здорово. Есть траблы, скрипты вроде адаптировал, кое-чего пока не получается. Что именно? А что тут кости делают, я не понял. Странно. Вон еще. А кто тут у нас? О, еще снорк. Слушай, а хорошо он в хедшот это идет. Что, собачки? Не получается у вас, да? Свой любимый эффект применить. Так, убежала. Ладно, я думаю, можно и не бронебойками стрелять. Так, где? Кто? Да чё вы такие бессмертные все, не пойму, а? Что происходит? А, не, смотри, упала нормально. Так. Ух, сколько вас там. Ладно. Мы все равно на ту крышу попадем, так что давай пока отстреляем тех, кого видно. Так, тут кто? Смотри, тут псевдопсины. Везде псевдопсины. Это кто? Это крыса. Интересно, попаду в крысу? Попал, только ей, по-моему, по меди. Уборщик трупов отсяка работает некорректно. Не убирает мобов, а только НПС в движке прописано выпадение лута с трупов. Не такое, как было в стандарте. Ну и так по мелочи. А что, разве выпадение лута с трупов в движке было прописано? Оно ж было в конфигах прописано. Ты там настраиваешь. Первый раз слышу, что выпадение лута в движке прописывалось.
Ну падай уже, слышь. Ну шо, пойдем тогда на следующую крышу. О, тут кто-то стоит, смотри. О, слушай, я же вспомнил, это ж торговец. Ему можно продавать все недешево, кстати, он хорошо берет все. Это новый торговец упэшный. Так, что у нас тут? Коробы для минигана, сам миниган, мины, патрончики, медальон доктора, собственно говоря, и эмбрион снорка. Мы это все забираем. И кто-то заспаунился. Больше ничего здесь нет? Тайничков каких-нибудь? Каких-нибудь тайничков? Кто-то шмаляет. А, ясно, понятно. Да вы достали. Да идите вы знаете куда. -1. Блин, да что ж такое? А, вы серьезно? Хорошо. Псина. Ну чё? Тебе норм, да? Пацанчик свой ствол просрал где-то. Бывает, бывает. Так, что тут у нас пока в чате? Можешь помочь советом, просто никогда не разбирался, какому торговцу что продавать. Ну, если прям вообще коротко, то российские стволы продаешь Петренко, натовские стволы, ну и броники тоже, опять же, российские, там, долговские. Натовские стволы Скряги продаешь. И свободовские броники. Да блин. Потом. Обычные такие с этим... Как их? Всякие сталкерские броники или бармену продаешь, или Сидоровичу. Они в принципе одинаково их берут примерно. Но бармен берет не все. Монолитовские броники, за исключением экзачей, выгодно продавать Сяку. Он их хорошо берет. Блин. Да что ты будешь делать? Экзачи любых видов надо продавать Петренко. Он покупает экзачи дороже всех. Че, все? Никого нет больше? Конечно же есть. Ну-ка, ну-ка. Во. Чем в тело шмалять. О, зеленый снорк. Сейчас мы ему вон туда вот стрельнем. Ща. А, ну ладно.
Или хедшот сделаем. Ясно. Его не впечатлил хедшот. Даже 2. Даже 3. Артефакты части монстров дороже берет Сахаров. Дороже всех. Там дальше по ходу дела, по ходу сюжета будут еще дороже кто-то брать, но это настолько далеко, что я уже не помню, кто именно и насколько дороже, но я точно помню, что будут. Но об этом можно даже не париться, потому что вряд ли ты пройдешь даже мод до этого момента. Так, что там? Не только в конфигах, там хитро сделано, в соли был рандом, делал Сапсан. А сейчас выпадает по полной пачке патронов с того ствола, которым владел МПС. Скриптовое выпадение как бы работает, но пачка патронов спавнится движком. Ну, движок-то это... Он же открытый, там же можно это поменять. По-любому можно. Вроде никого не вижу. Так, ну мы, в общем-то, нашли медальон доктора. И теперь у нас другие квесты нужно выполнять. Особый журнал. Это не здесь. Так. А вот это, кстати, на радаре. На радар бы сходить. Он мне как раз даст код от этой каморки, и там найдем плейбой. А за плейбой получим винторез без износа. Мыло для Фимы. Тоже надо идти. Но это потом. Так. 20 банок пива. Найти записную книжку. 20 тушек ворон. Вот все время забываю про этот квест. Здесь есть вороны? Ни одной вороны вообще нет. Понятно. КДА стрелка, медальон доктора. Тайник кости в Припяти. Один в детском саду, второй в гостинице, третий в одном из жилых домов. Тоже надо видос смотреть. Части вроде бы док, Сахаров эмбрионы. А с доком там вообще мутная тема. Он, я чисто проверял, он сначала дешевле берет, в какой-то момент чуть-чуть дороже, но не настолько прям дороже, чтобы ради этого чисто в Припять тащить части монстров. Вот еще дальше по сюжету, после мертвого города, возможно, или еще дальше кто-то появляется, или это даже доктор делает. Но, по-моему, там вот цены прям вообще хорошие, такие выгодные. На части мутантов и на эти артефакты. Микроскоп в X10, скальп контролера. Записи альпиниста. Где-то на балконах домов в Припяти. БФГ Петрович. Рабочий день закончился. Будет время, буду забегать. Всем хороших выходных. БФГ Петрович. Ты решил второй раз. Блин, респект тебе. Спасибо. Спасибо за пожелание удачного стрима. Заходи еще. Мы тут сегодня надолго, я думаю. Часов на 5 точно. А то и больше. Как пойдет. Главное, чтоб YouTube не глючил. Так. Телепорт, бар Припять. И про бонусный переход. Ну, до бонусного перехода еще дойти надо. В каморке у бармена, да, я в курсе. Ну вот я, например, еще даже ПДА не нашел. А потом еще надо будет эти бонусные тайники искать. Лекарства для кота.
Колода Кузнецова. Тряхнуть наемников. Да, я как-то думал, что побольше у нас тут будет квестов-то в Припяти. Но раз такое дело, то пойдем посмотрим сразу все вот эти тайники. Итак. Тайники Кости в Припяти. Вот так вот тогда сделаем. Тайники Кости в Припяти. ОП-2.1 все варианты. Давай глянем. Что-то 720p не особо-то и качественнее. Блин, тупит. Ага, кран. Кран. Подожди, все варианты. Тут же, наверное, вот так есть. А, ну в кране это нам не надо. Хотя, ладно, давай посмотрим все, типа. Почему нет? Кран. Типа, если кто не знает, чтоб было здесь в стриме такое. Ага, на кране вот где, да? Хорошо. Следующий. Второй в гостинице, третий в одном из жилых домов. Так, это место, которое возле автовокзала. На дереве. Понятно. Следующий в гостинице, да, будет? А, в одном из жилых домов пойдет смотреть? Ну, давай. Один из жилых домов, это который возле автовокзала, я понял. Хотя, может, это и не один вариант, который может быть. Понятно. Прям, короче, вот здесь. Ага. Что там у нас еще? Убежал, всем пока. Давай, давай. Удачи. Заходи еще. Ну и чё? Это не одно место, что ли, в доме? Ага, прыгаем в лифт, и там, да, и может быть. То есть в лифте, да, или возле выхода. Все, да. Дальше где у нас там? Дальше вот этот дом, на котором, кстати, я сейчас стою. Поднимаемся. И чё, и куда? Еще поднимаемся? Опять в шахте лифта, что ли?
Да. Вот это поворот. Никогда бы не подумал, что в шахте лифта. Но это сарказм, если кто не понял. Так, шахта лифта я понял. Дальше что? Выходит, идет к гостинице. Гостиница. Гостиница. Лестница со стороны стадиона. Да, что-то я такое помню. Залезаем дальше туда, короче, за завалы, и там будет тайник. По-моему, он может быть либо на этой лестнице, либо на другой. Ну-ка. И чё? А, не, смотри, вот еще может быть на улице. Типа вылазишь из здания, и он там будет. На еще одну лестницу сейчас пойдет, да? Да-да-да. Еще одна лестница. Это еще одно место спауна. Вот он. Смотри. Дальше. В детском саду. Это, по-моему, последний. Так, в детском саду идем, где долговцы. Заходим внутрь. И в дырке, да? Угу. Все, хорошо. Значит, тайники Кости в Припяти посмотрели. Давай теперь посмотрим тайники альпиниста. Альпиниста в Припяти. Тайники альпиниста в Припяти ОП-2.1. Угу. Появился с АТП, да, ну, понятно. Я, в принципе, так что-то и подозревал, что лучше не слазить пока с крыши, потому что сейчас придется лазить. О, охренеть. Это мне надо, короче, обратно, что ли? Блин. Там это играет. Музыка под авторскими правами. Ну, ему вроде не прилетело, но мало ли. Все равно звук выключу. Так, это значит идем как? За бонусным тайником стрелка. По проводам. Перемещаемся, перемещаемся. То есть по этим проводам подходим прямо, ну вот сюда, куда они выводят. К дырявым текстурам. И внизу там будет тайник, да? Угу. Понятно. Следующий. Следующий ползем по этому же балкону. Спрыгиваем, вернее, вниз. Блин, вот начинается теперь вот это вот по локации, за локацией, над локацией. В очке у снорка. Второй тайник. Дальше. Опять спрыгиваем на этаж вниз. И еще на этаж вниз. А, вон он. Вон он где. Запрыгиваем и берем. А где последний? Угу. Бежим по крыше.
И вот тут в углу, да? Ну хорошо, я тебя понял. Но это еще не все. Почему-то. Ладно, что дальше? Бежим, бежим, бежим. Куда бежим? Пока непонятно. Ну. Еще дальше. Ага. Вот сюда, значит, бежим, да? Залезаем. И здесь вот. Короче, все, да? Да, все. Тайники закончились. Альпиниста. Все, закончились тайники альпиниста. Ну что, тогда поехали. Поехали все искать. Придется, правда, немного суперпрыжком воспользоваться. Ну да ладно. Раз уж такое дело, то сначала по крышам побегаю, зачищу всю Припять. А уж потом вернемся обратно. Так, кто-то появился. Ага. Твою медь, контролер. Ненавижу контролера. Пойду контролера сначала завалю. Он у нас вот здесь. Два контролера. Шо, не достаете? Ну, бывает, бывает. Есть. Излома, развалите его. На. Еще давай. Ничего себе, излома развалили. Вот это поворот. Да что ж за хрень? Чё, враги закончились, что ли? Не-не-не-не-не, не закончились. А где? Это кто? Это зомби. А, вижу. Один у нас здесь, а второй, вот тут где-то. Ты чё, дурак, подствольные гранаты пускать? Так, там зомбези. Зомбо-бабка. Ей нормально. Она жрет военного. Блин, охренеть. Зомби, блин, вообще невыгодно с огнестрельного оружия разваливать. Рашид Баубеков, здоров, я от Макса впервые начал играть в Stalkers OP 2.1. Здорово. Ну и как тебе OP 2.1? Уже подгорать начало? Или пока еще нормально? Кто стреляет? Ты шо, дурак? Неадекватный какой-то. Вроде всех завалил.
Давай-ка мы на наличие тайничков тут проверим, всяких бонусных, но, конечно же, тут ничего нет. Потому что, ну зачем? Зато появились новые враги. А, это не враги, это торговец. Все, хорошо. Зато я псевдопсин слышу. Хвост. Глаз. Что еще? Снорки исчезли. Так. Опа, монолитовец, ты уже подготовился, да? Уже в позу встал в правильную? Ну ты извини, конечно, но я не по этим делам. Ствол. Хотя, в принципе, здесь можно все собирать, потому что торговец скупает все и довольно дорого, так что это имеет смысл. Даже пистолеты забирать. Пойдем сейчас остальных залутаем. О, опасно. Аптечки. Аптечки это вообще хороший подгон. Аптечки всегда нужны. Это забираем. О! А это у нас этот, да? Как его? Блин, забыл. На Г. Нет, не то слово, что вы подумали. Более культурное, на самом деле. Кстати, я тут в дом пришел. Может быть, здесь тайник лежит? Но здесь не будет точно. А вот в лифте может быть. Смотри. Смотри. В лифте есть. Короче, один тайник я нашел. Подгорает у него жестко, он со снайпером полчаса воевал. О, братан, если ты со снайпером полчаса воевал и у тебя подгорает жестко, то я тебе... Ну, не знаю, если хочешь нервы сохранить, лучше не играй больше в ОП-2.1. Потому что ты или комп разломаешь, или еще что-нибудь. Не стой столбом, подходи. Поговорим. Потом придется новый покупать. Не очень же хорошо получится. Драгунов. А, это Драгунов. Сейчас эти появятся, блин, военные. Карательный отряд. Придется выносить тоже. Эй, приятель, что ты делаешь в квартире оружейника? Какого еще оружейника? Я прятался здесь от выброса. Моя фамилия Драгунов. А ты кто такой? Многие называют меня Меченым. Слыхал я это прозвище от разных сталкеров и торгашей. Твоя слава впереди тебя бежит. Многие хорошо о тебе отзываются. Приятно слышать. Чем промышляешь, сталкер? Я охотник за артефактами. Ищу очень редкие экземпляры, о которых мало кто слышал, а видела еще меньше. Обычно такие арты образуются раз в несколько лет и в единственном экземпляре. И что ты потом с ними делаешь? Как что? Продаю, конечно же. Потенциальных покупателей чудес зоны очень много, поэтому продаю тем, кто больше заплатит. Информация про некоторые арты крайне скудная. Мне иногда приходилось по несколько месяцев искать какие-либо сведения о заказанном артефакте. Собирал информацию по крупицам из найденных ПДА и из различных записок. Выслушал столько легенд и небылиц, можно несколько книг написать. Весьма интересно. Твои поиски привели тебя в Припять? Не совсем. У меня есть большой заказ на целую кучу уникальных артефактов, но я здесь не из-за него. В ПДА некоторых монолитовцев я нашел любопытную информацию об исполнителе желаний и каком-то предмете, обладающем невероятным свойством. Хочу побольше узнать о нем. Слушай, я некоторое время пробуду здесь. Может, поможешь мне с заказом на арты? Добыть их довольно трудно, поиск может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. Я только недавно вернулся с Большой Земли, поэтому почти никакой информации об этих артах у меня нет. Только небольшое описание. Какая награда за труды? Я постараюсь узнать, о чем шла речь в ПДА этих фанатиков. Поделюсь этой информацией с тобой.
Чувствую, что эта вещь очень ценная и стоит больших денег. Минутку. Список артов в твоем ПДА. И рюкзак захвати для артов, а то мой недавно порвался. Совсем забыл. Если встретишь сталкера Голема, то передай ему, чтобы поскорее тащил свою задницу в Припять. Он сообщил, что стащил артефакт серпантин у каких-то отморозков и готов продать его. Этот арт раньше был в списке. Я вычеркнул его оттуда, можешь его не искать. В поиске чего-либо мне нет равных. Вот увидишь, я их все соберу. Сталкеры, внимание! После отключения выжигателя в сторону Припяти выдвинулся конвой с группой зачистки во главе с майором Акуловым. Многие из вас знают, что под командованием этого выродка было проведено несколько карательных операций, в результате которых погибло немало наших братьев-сталкеров. У него приказ провести тотальную зачистку города, поэтому крайне не рекомендую соваться туда, хотя соблазн велик. Но если кому-то из смельчаков удастся ликвидировать акулу, то я обещаю его хорошо вознаградить. Вот он и карательный отряд подоспел. Конечно же, именно тогда, когда мы здесь. Ну, в принципе, как еще-то. Слыхали, пацаны? Айда все в Припять охотиться на акулу. Ща только гарпун из хрона достану. Вот же ж мудаки, ничему их жизнь не учит. Согласен. Сейчас опять эти бессмертные будут. Да, надо бы поскорее сматываться из города. Ах да, совсем забыл, зачем пришел. Мне сказали, что это квартира оружейника. Я ищу его чертежи. Ты здесь не находил такие? Погоди, ты слышал? Акула здесь. Бармен прав. Этого упыря необходимо замочить, чего бы ни стоило. Личные счеты? Он и его подручные недавно поймали меня, когда я выходил с болот. Они несколько часов избивали и издевались надо мной, выпытывая необходимую им информацию. В итоге я не выдержал и рассказал все, что они требовали. Вдобавок за свою свободу пришлось расплатиться одним из редких артефактов – серпантин. Хорошо, что голему удалось найти еще один такой же. Слушай, стрелок из меня никудышный, со спецурой мне не справится, а вот ты, судя по всему, опытный малый. Завали акулу, очень прошу, такие подонки не должны жить на белом свете. Со всем взводом воевать не обязательно, может тебе удастся подобраться и выстрелить издалека. А по поводу чертежей, ничего подобного здесь не видел. Правда, я нашел клочок бумаги с секретом. Подробности расскажу, если выполнишь мою просьбу. А вдобавок автомат неплохой отдам. Что скажешь? Народным мстителем меня сделать решил? Сиди тут тихо и не высовывайся. Вот так вот, все. Спавен произошел. Ща будет мясо. Ща будет мясо. Ща мясо. О! БТР! БТР, бля. Где мои зажигалки? Ну. Вон он стоит. Блин, я не доброшу, слушай. А что делать тогда? Не, ну он вроде не стреляет пока. Блин, как быть-то? Отсюда я гранату не доброшу. А, смотри, у меня же есть подствольник. Давай попробуем с подствольника навалять ему. Так. Раз. Два. Три. 4. 5. Да твою медь. Ух. Последней гранатой развалил. Вот это, конечно, повезло. А он, короче, эти ходят уже. Вояки. Еще один. Блин. Кто-то ко мне идет. Кто бы это мог быть?
Ага. Зашел в дом. Ну давай, только выйти. Больше никого не вижу пока. Ага. Че, обратно сныкался, да? Да вылазь давай. В принципе, а чё я туплю? У меня же есть разваливатели, короче, этих всяких. Коп в Донбассе, привет всем. Здорово, коп в Донбассе. Сюда иди, слышь. Ты все понял? Где остальные? Насколько я помню, здесь не один БТР. А на остальных у меня уже гранат нету. Так. Еще один. Здесь нет БТРов? Конечно же здесь есть БТР. О чем вообще, блин, говоришь ты? Какой еще нет БТРов? А вот здесь-то я гранатку уже докину. Ща. На. Только башня отлетела. Ах ты. Конечно же они меня палят, действительно, чё бы нет. Ладно. Это не важно. О, все, бессмертные пошли. Так, еще с этой стороны шмаляют. Ух ты! Чё? Пацана снайперка. Она тебе не поможет. Там кто-то еще был. Псинка? Успокойся, псинка. Вы давайте сюда подходите, я вас тут встречу. Откуда шмаляем? Ага. Я так понимаю, дальше мне уже нужны такие стволы. Ай. Где? Слышь ты? Зря ты сюда пришел. О, жидкий пердеж кинули. Воюют с аналитовцами. Ты смотри какой. Во. Ой, не успел. Ну не можешь больше, сейчас исправим. Что проблема?
Ай. Слышишь, что бегать за тобой должен? Стой на месте. Вроде... Так, а кто? А где? Откуда-то оттуда. Ладно. Давай пока пособираем мой хабар. Это все мы возьмем, это нам все надо. Вот. Да, с той стороны. А, смотри, вон он. Ща, погоди. Ты хотел, чтобы я с тобой поздоровался, вот я с тобой поздоровался. Неплохо, да? Я тоже так думаю. А кто шмаляет? Ну это торговец. А. Но это еще не все. Кто-то там стоит. А где еще? Ага. Этот бессмертный. Серьезно, как вы мне надоели, бессмертные, а? Зря ты меня подходить заставил. Зря, вот зря, серьезно. Ты знаешь, что с тобой сейчас будет? Понял. Раздражать он меня будет тут еще. Кто? Где? Ну и что? Ага. Вон оно как. Насколько я помню, еще один БТР должен стоять у автовокзала. Шмаляют опять там где-то кто-то. Так, отдавай мой хабар. И я пошел. Не знаю, где он там шмаляет, но мне в принципе не важно, так что пойдем. Шо? Кто посмел? Кто это сделал? Ага. Прикольно отъехал. Это мы забираем. Это мы тоже забираем. Калаш. Тут еще пацаны есть. Но с ними мы сейчас решим вопрос. Так, еще где? Угу, угу. Я тебя понял. СВД мой отдай, смотри тут. Сменил свой автомат на СВД. Че, думал умный, да, сильно? Ой. Кого ты там искоренишь? Ты даже у себя между ног не можешь ничего искоренить. Получена информация о тайнике. Опа.
Это с охраночки достойно именной даже. Правда, в Красном лесу, ну ладно, главное, что тайник. Мастер военные. Не такой уж и мастер, раз отъехал. Тут у нас еще кто-то есть? Не залутанный, да? Вот пацан с СВД. С этого я уже все забрал. А псинка исчезла, значит пустая была. Один. Detected один. Пришлось 2 раза в него выстрелить. Да, но он тут один, да. Это все. Это помянем. Пойдем проверим еще и стадион. Тут явно будет много интересных персонажей. Я бы так сказал. Ага, вот, например, уже чешут. О, Севдыч. Ладно. Это что, зомби? Таракан, ты дура. О, смотрите, как строем таким. Прикольно. Забавно. Тушканчик какой-то одинокий, неадекватный тут. Совсем не понимает, что происходит. Вы шо, неадекватные? Уберите от меня свой эффект обоссанного экрана. Кто еще хочет домашних маслин? У меня все высшего качества. О, смотри. То есть вы просто взяли и обошли, да? Угу. Я понял. Я вам попрыгаю тут. А ну-ка отъезжаем. Что это такое? Стой. Все? Ну, наконец-то. Полутаем, что тут у нас интересного. Частей монстров много насобираю, надеюсь. А, ну понятно. 1. 2. С кучей тараканов 2 части. Действительно, почему бы и нет? Угу. Ни одной ноги даже с норков не выпало. Тут где-то зомбак был. Вон он стоит. И у него тут тоже есть плюхи хорошие. А вот, кстати, у нас трупик. И это военный. Чё, кто еще тут есть? Выходите, короче, на разборки. Псевдогиганты? Вообще не вопрос. Чё, кто еще? Никто? Странно. Ой, блин. УП-2 тоже закрыта будет, и опять ее сломают на 2-й день, а ведь обещали, да. Не знаю. Я не спрашивал. Но вроде я слышал, что должна быть открытая, вроде разве нет?
Но если они опять закрытую сделают, то это да, это, конечно, вообще зашквар будет. Но мы все знаем того человека, кто это инициировал все. Вот эти вот типа реалистичные усложнения. Что тут скажешь? Здравствуй, док. Вот и я принес тебе твой медальон. Я знал, Стрелок, что ты справишься, ведь ты лучший. Вот, держи, чтобы попасть на крыши высоток, пришлось долгий путь пройти. Спасибо. Твой путь был долг, опасен, но интересен. Ведь ты же сталкер, а медальон отнеси шахтеру и привет передай. Осколок монолита можешь оставить себе. Но помни, радиоактивен он шибко, и в благодарность возьми одну интересную вещицу. Она необходима для работы какого-то костюма, подробности мне неизвестны. Но возможно тебе когда-нибудь повстречается нечто подобное. А где? Мой кусок монолита. А, у шахтера, точно. Так знаем. Ну да. Вот именно про него и говорю. Вот как раз недавно на глаза сообщение его попалось в одной из тем на официальном форуме. Говорит, типа, вот сейчас говорят, типа, игроки, что много предметов, да, разных. Типа, можно по тайникам найти, типа, все такое оружие, там не оружие. А он такой говорит, типа, больше такого не будет, максимум 2 предмета одного типа в игре за всю игру, типа, один себе, один по циклическому заданию, и все. Да. Ну, он считает, что это для него просто мод сделан. Вот лично для него, чисто. На игроков вообще насрать. Чисто для него мод сделан. Здравствуй, доктор, хорошая новость у меня. Новость какая? Жив-то дружок твой, Макс его из клетки вытащил. Теперь он на свалке у долговцев на блокпосту. Слава богу, пойду проведаю дружка чуть позже. Что тут у нас есть такого? Ну, я на самом деле не уверен, что он дороже берет, чем Сахаров. Вот чисто вот сейчас, если смотреть. Читал, маразм. Да, маразм. Маразм. 560 рублей хвост псевдособаки. Щупальца 640. Хвост собаки 240. Мне вот интересно, а Сахаров-то почем берет? Я еще на самом деле части монстров даже и не продавал. Потому что их много. По квестам надо будет таскать. Так, медальон отдали. А, радиация. Если я не ошибаюсь, БТР где-то здесь должен быть. Зомбачка до сих пор жрет военного. Ничего не поменялось в этом мире. Все абсолютно то же. Ага. Кто? Где? Вот так, да? Чё, кто еще смелый? С зомбачкой потом разберусь. На каком форуме можно это почитать? На официальном форуме. Официальный сайт. Stalker Worlds. Вот там все это есть. Ёб твою... Ты чё неадекватный, Кто там с РПГ шмаляет?
Слышь, выйди. Или чё, шмальнул типа и в кусты, да? Охреневший баклажан. Блин, а где БТР-то? То ли не будет БТРа здесь. Ну да, не вижу никакого БТРа здесь на самом деле. По-моему, это был тот, который на площади стоял, но это не точно. Там на официальном форуме очень много всякого маразма, который так называемый этот специалист по балансу вводит в игру. Несмотря на то, что 2.1 он тоже пытался под себя. И первую сборку, если ты включишь, ты охренеешь, что там вообще происходит. Что только стоит то, что, короче, обрез не стреляет дробью. То есть, понимаешь, да, смысл? Ты в начале игры... Ясно. Ни хрена себе. РПГ, РПО. Ты чё? Ты кто? Короче, это все мое. Короче, о чем это я? То есть ты в начале игры, у тебя оружия нет, у тебя ни хрена нет, ты можешь с бандитов только насобирать каких-нибудь обрезов странных и ПМов. А потом ты вдруг замечаешь, что обрез не стреляет, короче, дробью. То есть понятно, да? Обрез дробью не стреляет. У тебя патронов нет, у тебя оружия нет. Обрез дробью не стреляет. Как тебе такое? Нормально? Начало игры. Конечно, такой бред. Потом это, конечно, убрали, но такой бред. Я вообще не знаю, как можно было до такого додуматься. Не, я-то... Не, на самом деле я знаю, как можно было до такого додуматься. Просто этот человек решил, что типа... С патронами играть это слишком легко. Надо сделать так, чтобы у игрока были патроны, но использовать он их не мог. Так будет лучше. Вот так вот. Много всяких бредовых моментов все-таки исправили. Вот с патчами. То есть убрали эти моменты вот бредовые. Ну, не все, конечно, но многие. Вот такие мелочи особенно. Так, не понял. Тут еще. Ой, вы слишком перегружены, чтобы двигаться. Вот это печально, конечно. Ладно. Пойдем торговцу продавать все. Видимо, слишком много хлама насобирал. В смысле, как форум называется? На этом сайте он и есть. Это и сайт, и форум, там все.
Stalker Worlds. Лав, здорово. Что тебя интересует? Бурбон. Вот так сделаем. Привет, меченый. А ты кто такой? Я тебя здесь раньше не видел. Меня Бурбон зовут, я племянник Акима. После того, как ты отключил выжигатель, мы с дядей решили расширить бизнес. А в Припяти пока нет торговцев, конкуренции никакой. Поэтому пока дела идут неплохо. А монолитовцев не боишься? Или с фанатиками договорился о сотрудничестве? Да, договорился, не трогают меня. Сами ко мне за патронами и гранатами бегают. Хорошие они клиенты, никогда не торгуются. Понятно. А цены какие за скупку металла? Поди еще дешевле оружие скупаешь, чем Сидор на кордоне? Не, Сидора в его скупердяйстве никто не переплюмит. Несмотря на то, что здесь нет конкуренции, цены стараюсь держать вполне лояльные. Скажу сразу, натовки у тебя скряга купит чуть подороже, а Петренко за калаши даст большую цену. Но так как до них еще до них товар еще дотащить нужно. А я куплю здесь и сейчас и дам честную цену. Пулеметы и снайперки можешь сразу мне тащить, навряд ли найдешь того, кто купит у тебя их дороже. Броники тоже можешь мне все нести, дам хорошую цену. Я их Акиму отправляю на кордон, он их там чинит и перепродает новичкам, которые рады даже БУ костюмам. Запчасти монстров не покупаю, никакие. Портятся быстро, начинают вонять на всю Припять, а холодильника я так и не раздобыл. С первой партии пролетел, так что больше с ними не связываюсь. Привет, Чё? Транслитом, ВТФ. Транслитом, потому что я начинал игру с английской, с английской локализацией. Чё, ты его не видел? Ну вот он появился. По-моему, да, он появляется вот после CS2. Вот, кстати, кто спрашивал у меня про то, кому выгоднее продавать. Вот вам, пожалуйста, диалог. Скриньте, запоминайте. Вот он сам говорит, что натовки скряги тащи, Петренко всякие отечественные стволы, броники, броники. Кстати, возможно, даже он хорошо броники купит. Давай сейчас проверим. Вот он сразу говорит, пулеметы и снайперки типа дороже никто не купит. Броники тоже. Давай попробуем, короче. Вот так. Вот так. Ну-ка. А смотри-ка, а реально. А реально неплохие цены у него. Только вот почему ты тогда вот это не берешь? Сказал же броники тебе нести. Экзач монолита почти убитый. 10к. А еще у него водка в продаже есть по 600 рублей. Это я заберу. Это я заберу. А почем патроны? О, у него и дроп недорогая. По 2,5. Может еще что интересное есть? 5800, 3600, 2720. Аптечки 2300. Патроны на гаусс есть. Даже аномальные гранаты есть, но это, конечно, зашквар. За 12500 снежинку покупать, которая ни хера не может. Не-не-не-не. Я не согласен. А вот пистолеты, смотри, хорошо берет. 101. Ну, примерно как скряга. Не так, конечно, круто, но... Так бы я их вообще не собирал, в принципе. Бизон дешевый, продам здесь. Элки тоже здесь продам. Ну, плохие, по крайней мере. Это оставлю. АК-105. Абаканы забирай. Вот это забирай. Это говнище все. Я его не потащу. Разве что вот этот оставлю. А вот, кстати, снайперки. Сейчас посмотрим, как он снайперки берет. Только ему солью, короче, убитые стволы вот эти. Вот эти, ладно, оставлю. Дробаш. Дробаши, кстати, сахар вот тоже надо продавать.
Вот, давай посмотрим по снайперкам. Сейчас только прицелы сниму. Соединить, отсоединить, отсоединить. Отсоединить. 3500. Ну смотри, неплохо, неплохо. Снайперки реально хорошо берет. Хороший торговец. И главное, прям вот сразу в Припяти. Отлично. Вот это прям хорошо. Пойдем к доктору сбегаем. Скинем у него остальное. Тем более, как правильно сказано, там будет переход в бар бонусный. Можно будет не таскать через все локации хабар. Это очень хорошо. Сейчас ненужное скинем. И пойдем дальше Припять зачищать. Так. Потом решил, что это кто-то мой тайник обнаружил и решил использовать. Вот сюда вот. И наоборот, выгреб из него все и перепрятал в другом месте. Всякие кольты, ФНки. Я опять все выгреб и опять все перепрятал. Через несколько дней опять мимо тайника шел. Заглянул. Подожди, Аек, это тот, из которого я стреляю, его оставлю. Тайник через некоторое время. Из этого я не стреляю, из этого тоже. Тогда я решил около тайника денек-другой. Миниган у меня есть, но я из него не буду стрелять. Примерно. Тайник восстанавливается. Зачем? Попробовал туда деньги ложить. Универсальное ружье гранатомет М79. Кумулятивный заряд H82 он использует. Ладно, я тебя понял. Не-не-не, стоп, стоп. Оставлю гранатомет. Оставлю. Броня. Легкий комбинезон сталкера. Не, если он легкий комбинезон сталкера не берет, то его смысла нет вообще с собой таскать. В труп скину. Потому что он ничего не стоит. И все. Водка. Армейская аптечка. Аптечка. Армейские аптечки скинем. Артефакты. Глаз ворона. Ломать мясо. Что еще скинуть? Вот это скинем. Части мутантов. Скинем все. Не все. Отросток биомассы оставим. А то мало ли. Вдруг я опять сюда не вернусь. Реально там захочу куда-нибудь пойти. Забуду пройти отростки. Так, небольшой рюкзак. ПДА можно скинуть. Пиво можно скинуть. Батоны, сигареты. И хлеб. Нет, хлеб нельзя скинуть. Хлеб пригодится. Так, сейчас я свет включу. У микрофона сталкерского радио «Сказочник». Начинаю передачу истории и слухи зоны. Но сначала о личной проблеме. Какие-то гады недавно моего кореша застрелили, Саню. Вроде бы случайная пуля, но с той стороны могли только монолитовцы стрелять. Поехали. В той стороне просто никого, кроме них, нет. Вообще еще попить надо бы взять себе, но это ладно, попозже. А что такое? Ой, эти твари у меня кровью умоют. Итак, мы зачистили половину Припяти, но осталась еще вторая половина. И насколько я помню, должен быть еще один БТР, который я еще не развалил. А это значит, что надо быть осторожнее. Но это не точно. Да блин, радиация, отвали. Серьезно. Так, что тут у нас? Штейр. Валяется Штейр. Ну, в принципе, да, я ж до сюда добежал, как бы, и все. О, радиация. Нормально, нормально. Просто полная. Ну, что делать? Контролер без безуара. Контролерша из троллейбуса. Блин. А я думал, что сегодня контролера не было, а он вон где.
Она, вернее. Понятно. Тут ничего. Этих залутали? А кто их залутал? Не понял. Кто моих пацанов залутал? Алло. Или это я сделал? Возможно. Возможно, это и я сделал. Ладно, пошли. Там я, по-моему, монолитовцев залутал, да? Вот здесь. И на этом у меня перевес появился. Я тебя понял. Так, здесь у нас кто-нибудь есть? Внизу. Да, есть трупы. Есть чьи-то трупы. И зомбак. Вот так. Успокойся. Чё ты такой нервный? Богатые пацанчики, слушай. Ой. Понятно. Чисто без палева. Да-да-да. Все, отъехал. Ладно, сейчас я тебе пуканчик подожгу, не сомневайся. Да. Слушай, а не ошибся, БТР здесь и правда есть где-то? Привет, решил заглянуть, не серчай на видос по копу или истории загляну, игры, это не мое. Здорово, столичный коп, да нормально все. Видос по копу будет либо сегодня ночью, либо завтра. Мне субтитры осталось сделать, потому что он на английском. Я ж не буду чисто на английском выкладывать, чтобы вам ничего не понятно было. Поэтому надо субтитры сделать, русские там, все такое. Ну что, пришло время мстить. На, развалили, все нормально теперь. Где контролеры? Контроша, ты где? Он где-то здесь. Я думаю, он наверху. Подозреваю, что здесь где-то. Да что за... Дверь заперта. Да где? У меня сейчас уже мозги подгорать начнут. Слушай, а может здесь где-то? Непонятно. Так, так. Ах ты. Так, а кто тут? Военный? Опа. Шо, плохо тебе? Блин, еще. Еще контролер. Где контролер? Слышь, сюда иди. Где ты там? Блин, что происходит?
Нет проблем, подождем, нам лучше по-нашенски. Ну вот поэтому я и делаю субтитры. Чтоб всем было понятно. Ну, сука. Я тебе сейчас руку протяну тут. Еще и с водярой, алкаш, блин. Наконец-то. А то мне этот звук уже бесить начал. Все, теперь можно собирать обар. Тут у нас довольно жирно на самом деле. Грозы всякие. И не только. Монолитовцев слышу. Столичный коп, а ты чё, видосы не выпускаешь, что ли? А то мне что-то уведомления не приходят. Хотя, может быть, опять такое, что YouTube отписал. В последние месяца 3 вообще, блин, постоянно отписывает от пацанов, блин. Потом думаю, что не выпускают, что ли? А люди потом еще и обижаются, не верят, что это типа YouTube отписывает, говорят, что это я делаю. Типа сам. Мне зачем это делать? Если мои видосы смотрят, то и я смотрю, все по-честному. Слышь ты? Ага. А кто у нас тут еще? Тут кто-то есть? Здесь никого. Ладно, короче. Вот это вот забираем. Вот это вот все забираем. Эти военные всех повыносили прям вообще в Припяти. Свободовцев, лолговцев, всех. А еще и контролер где-то здесь. Так, отдавай мне свои части. Я заберу все. Где контролер? Ща. Как это, мать вашу, работает? Рылом в землю. Тут контролер охотник, блин, он поопаснее. Но все равно. Хедшоты не это. Не переживает. Вот чего не любил в этой игре, так это муть, когда колбасит. Слышь ты! Чё, только со спины умеешь подходить, да? Так я тебе вот так сделаю. Как тебе, нормально? По черепушке кувалдой. Раз в недельку выпускаю, YouTube может и балуется. Надо зайти. Надо будет зайти. Коммент мне под каким-нибудь видео оставь, чтоб я не забыл. Потому что если меня отписало, то тебя в подписках и не будет, как бы. А если тебя в подписках нету, то я забуду, скорее всего. Так, ну... Чё, все? Жиркоп канал, здорово. Здорово, братан. Чё там, кладуху откопал, да? Два горшка, говоришь? Два горшка серебра? Или что там?
О, пацан хотел уехать, ну, короче, не фартануло. Опять с РПГ, блин. Что вы за неадекваты тут, а? Столичный коп, как раз твой сюжет недавно смотрел. Нас даже кони вытягивали уже. Откуда? Из грязи, что ли? А чё это куда вы так залезли? Забираем все. А этот пустой. А этот пустой. А этот пустой тоже. Ты. Аптечка. Аптечка это хорошо. О, у пацана карта. Поэтому надо всех лутать всегда. Жиркоп канал пока по мелочам. А, это, наверное, был этот, как его, другой канал, как в поисках сокровищ, что-то такое. Я подумал, что это ты, потому что у вас примерно подписчиков одинаково. Да, точно, это он был. Я чуть подумал, что это ты был. Так, ладно, что еще? В принципе, почти уже до самого начала локации дошел. Четверо каких-то этих тут есть непонятных. А где они? Там кто-то есть? Нет. А тут? А тут есть. Зомбак. Остался один. Что там за вакханалия происходит? Жесть. Давай побыстрее залутаем всех. Пойдем посмотрим, что там происходит. Пока вроде стрельба идет. Ну чё тут? О, Псевдыч. Не один Псевдыч? Ничего себе. О, все, отъехал. Я вот это все заберу, вы ж не против, правда? Конечно, вы не против, еще бы вы против были. АК-74. Жиркоп канал, как вы выделяете, скажите дураку, а комменты сейчас прочитаю. В смысле, ты проник, что ли, столичный коп? Ставишь собаку, потом начинаешь вводить ник, который тебе нужен. И он там сам высвечивает. Потом его просто выбираешь и все, а потом дальше пишешь сообщение. Все. Харон. Все тут можно, успокойся. Ты дурак, что ли? Чё ты там это пукаешь? Сидел бы, никого не трогал, может быть, пожил еще бы. Псевдопсину слышу. Ладно, это ладно, в принципе. Так, вес у меня есть. Все я зачистил. Теперь пойдем искать тайники. У нас тут тайники альпиниста и тайники Кости. Один тайник Кости я нашел. Но осталось еще два. А, в детском саду. Я точно помню, что в детском саду был. Пойдем.
Монолит непобедим. У меня все победимы. Все развалим. То ли это здесь было, то ли это в следующем корпусе было. Здесь может быть. Вот так вот. Да, вот он, тайник Кости. В детском саду. Спасибо, понял. Да не за что. А вот где третий? Надо посмотреть. Вот, тайник Кости. В гостинице, точно. Что-то я про самое, как бы, очевидное место вообще забыл. Да блин. Тупые деревья с кустами. С правками играю? У меня никаких правок на пулестойкость или там на ХП или на оружие у меня нету. У меня только на вес стоит правка. И по мелочи там. Это на геймплей не влияет. На повреждения и все такое это не влияет. Так, нам сюда. Нам сюда. Смотри, с первого раза нашел. АРФ снайперский. Ну и всякая ботва. Так, погоди-ка. А ПДА-то я нашел сам? Да, ПДА из тайника Кости у меня есть, значит все нормально. Здорово. Ну шо, купишь у меня? Конечно, купишь. Забирай. Вот это забирай. Вот это забирай. Все вот это забирай. И вот это тоже забирай. Броники. А броники реально неплохо берет, смотри. Хорошо. Экзачи. Экзачи хорошо. Хорошо прям вообще берет. Прям вот от души. Калаши забирай. Вот эти калаши забирай. Вот это забери. Остальное я себе оставлю. Харон, я ж тебе сказал, навесы там по мелочи там. Типа на фотоаппарат, чтоб не надо было, короче, подбираться вплотную. Такого. На повреждение или там на ХП у меня правок никаких нет. Это так неинтересно играть. Так. В принципе, у меня остались только тайники, да, этого альпиниста. Ну так мне тогда и убегать не надо отсюда. Сейчас вот сюда на крышу поднимемся. И пойдем. О, лютый похититель на свая. Эй, лютый похититель на свая, ты чё это там? Куда он убежал? Заходил на МК-Тим, не понял, как создавать файлы. Какие файлы? Слушай, Харон, если ты не понимаешь, когда тебе русским языком говорят, что не ставить спавнер, потому что он сломает игру, ты все равно берешь и ставишь спавнер.
А потом пишешь в личку, что у тебя игра вылетает. Как ты можешь понять, как создавать файлы, если ты элементарных вещей не понимаешь? Вот объясни мне. Ты сначала начни слушать, что тебе говорят. И какие файлы ты хочешь создавать? Я не понял. Что ты вообще хочешь? Опять правки ставить? Но опять будет у тебя игра вылетать. Блин, вот это по проводам ползать, конечно, такое себе удовольствие. Вон туда нам надо. Сейчас я сохранюсь только. Пытаюсь создать свой файл, буду учиться. Ну, молодец. Только вот расскажи мне, а как ты научишься? Потому что там надо знать конфиги, знать скрипты надо. Ты знаешь конфиги, скрипты? Ты вообще сможешь это? Ты вообще понимаешь, что там в этих файлах вообще говорится? Что значит? Это надо программирование изучать, надо язык Lua изучать, скриптовый. Ты можешь это сделать? Не понял. Великолепно. Так. Забираем. Есть. Где там последний был? Вот тут где-то? Или где? Или здесь? Вроде здесь. Да, вот он. Тайник на первом этаже в одном из соседних домов. Все, пошли. Столичный коп. Блин, ладно, опять не понял, пойду гуглить. В смысле столичный коп? Ты о чем? Как выделять ники, я ж тебе сказал. Сначала пишешь собаку, потом начинаешь вводить ник, который ты хочешь выделить. У тебя сами они будут высвечиваться внизу. О, круто. А здесь нету. И где я его теперь искать должен, а? В одном из соседних домов. На первом этаже. Великолепно. О, все понятно. Жиркоп канал, тоже бегу дальше. Давай, Жиркоп канал. Удачи. Тут нету. Тут тоже нету. Здесь тоже нету. В одном, говорит, из соседних домов. Где? А хрен его знает. Где-то. Ну хорошо, хоть на первом этаже. Это как бы радует. Тут пусто. Тут тоже пусто. Тут тоже пусто. Слышь ты,
Успокойся. Ладно, если не в этом, значит, может быть, в другом. Раньше тоже хотел мод создать, но в интернете мало нормальных уроков для этого. Тут, Максим, дело даже не в том, что уроков мало, а в том, что сам инструментарий на Сталкер, он кривой. То есть разработчики не соизволили нормальный инструментарий предоставить. А с этим, это, чтобы научиться, очень сложно. Я вот когда начинал вот этим заниматься, я вообще ни хера не понимал, что происходит. Когда я в первый раз запустил СДК и пытался что-то с локацией сделать, это еще было в школе. Даже, да, в школе еще было. Я, короче, ни хера не понял, я вот что-то сделал там, хотел локацию скомпилить, ни хера у меня не получилось, и я удалил все. И после этого я уже начал снова локациями заниматься, только уже когда OP2.1 разрабатывался. Здесь ничего нету. Где, блин, искать? В одном из соседних домов. Называется «Обыскивай все». Да ты! Вот же дебил. Пусто. Здесь нет. Здесь нет. Для этого нужны программы. Прикинь, да, для этого программы нужны. Динозавр, спасибо. Вот, ищем тайник альпиниста. Посмотрели видео, а там в другом месте тайник, короче. Пришли туда, а там его нет. Вот теперь обыскиваем все дома. А что делать? Я не помню, где он должен быть. Я в последний раз это в OP2 проходил, эти тайники. И точно так же по гайдам их искал. Пусто. 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 Блин, охренеть. Придется все дома обыскивать, что я могу сказать. В одном из соседних домов. Первый этаж. Ну, в этом доме вряд ли, потому что сказано в одном из соседних, но я все равно проверю, потому что мало ли. У меня такое ощущение, что вот в том доме будет, потому что вроде я что-то такое помню, что когда я проходил OP2, у меня тайник вроде был тут, который на первом этаже. Если я не ошибаюсь, он был вообще где-то вот здесь даже. Вот тут вот. Но нет его здесь. Вот он. Вот он, тайник. Записи, найденные в тайнике альпиниста на первом этаже. Короче, вот он. 5-й документ. Вот он, этот дом. Вот, напротив гостиницы. А по карте, если смотреть, то мы находимся... Вот где. Опять же, все важные события будут в тайм-кодах в закрепленном описании, в закрепленном комментарии под стримом попозже, когда закончится. Так что, если надо кому-то что-то посмотреть по OP2.1, что мы уже прошли, стрим весь смотреть не надо, нажимаете на тайм-код и все, и смотрите конкретный момент. Хорошо. Тайники мы нашли. Значит, теперь нам надо на радар.
А на радар нам надо... вернуться к Драгунову. Хорошо. Сейчас вернемся к Драгунову. Он нам что-то даст за это? Главное, чтоб не звездюлей. Так. Вот здесь. Не стой столбом, подходи. Поговорим. Так, что там? Это был бы хороший контент, потому что на ютубе качественных видео по модостроению сталкера нет. Опять начал YouTube лагать. Что за хрень? Ну вроде так не сильно хорошо пока. Блин, главное, чтобы он не начал конкретно лагать. Был бы хороший контент. Ну знаешь, Максим Рыскулов, сейчас так как бы уже сталкер. Уже сколько этой игре лет. Ну... Как-то особо и не популярно, то есть это... Так, майор Акулов был убит в перестрелке с неизвестными вооруженными людьми в ходе спецоперации в Чернобыльской зоне отчуждения. Именно это напишут в рапорте. От его рук больше никто не погибнет. Ты большое дело сделал, спасибо. Держи бумажку свою. Постой, на ней же ничего нет. А это и есть секрет. Нужно посветить на нее ультрафиолетовым фонариком, и тогда появится текст. У меня есть такой. Давай прочту, что есть написано. Совсем нет времени. Оставил кейс с оружием на Юпитере в туннеле рядом с градирней. Один из ключей, открывающих замок, спрятал в смотровой башне рядом со станцией Янов. Другой в небольшой коробке внутри большого здания на бетонном заводе. В небольшой коробке внутри большого здания на бетонном... Блин, охренеть. Закончу работу над новым образцом, когда вернусь. Не забыть бы отключить систему защиты на заводе при возвращении. Еще и система защиты какая-то. Любопытно. Если когда-нибудь окажусь в тех краях, попробую отыскать запрятанное. Меченый. В сети появились сообщения о том, что это ты загорбунил акулу. Опять вся слава тебе досталась. Я свое слово держу. Денежная сумма переведена на твой счет. Угу. И чё? Чё он мне перевел-то? У меня есть к тебе дело. Срочно загляни на нашу базу. О, Свеблов. Что-то у меня бабла-то не прибавилось. Или прибавилось? По-моему, 50к прибавилось вроде. Максим Рыскулов. У тебя хорошие видосы, качественные, с хорошим звуком и записью. Приятно смотреть. Спасибо. Это ты по поводу чего говоришь? По поводу сталкера или по поводу остальных тоже? Потому что, например, если про сталкер говорить и темы, которые не связаны с копом, то на самом деле звук там у меня не очень. В любом случае, просмотров-то особо и нету у меня. Печально, конечно, но что делать? Никто не хочет смотреть мой канал. Так, ну теперь нам надо все-таки уже на радар, я так понимаю, да? Угу. Все, пошли. Ухарон, все, я пошел. Давай, динозавр. Удачи. А что это у нас тут? Хвостик? Я заберу. Чё? Монолитовец валяется? Блин, зачем я пистолет взял? Точно. Чё я забрал-то? Надо же ему скинуть еще этот броник. Чё я с ним таскаться буду? Вот это скидываем и пистолет. Пистолет. Пистолет скидываем, все. Порядок. Вот теперь точно можно на радар. Оп. Оп. Ах ты! Опять контролер. Блин, веселое место Припять, я смотрю.
Доктор, что нового? О! Смотрите-ка, что тут есть. Привет, Стрелок, ты про тайники-то свои вспомнил? Какие тайники? Ну как же, Стрелок, ты когда первый раз к исполнителю ходил, тайники по пути оставлял с хабаром. Все на открытых местах, но труднодоступные и хитро спрятанные. Еще говорю, что их никто кроме тебя не найдет. И в каждом ПДА оставлял. Про все не помню, но про один я запомнил. Ты говорил, что он прямо здесь, в центральной части Припяти. На открытом месте, виден невооруженным взглядом, но до него очень трудно добраться. Ладно, док, поищу. О! Поход на радар откладывается. На радар пока не идем. Вот это сейчас поскидываем. Паратрупер, Скар. Аеки. Вал. Еще вал. Гроза. ПКМ. Angel of Ecstasy, всем привет. Здорово. Здорово. Идем тайник Стрелка, короче, забирать. Я думал почему-то, что его можно будет забрать только после того, как ПДА Стрелка найдем, но нет, диалог есть. Где-то контролер здесь ошивается, блин. Не хочу я его искать. Думаю, люди наберутся со временем. Надеюсь, что наберутся. Нам опять наверх надо. И опять сюда. Блин, из-за микрофризов чуть не свалился вниз. Погоди. Где тут этот тайник-то? Он должен быть здесь. Чё я его не вижу? Что делать? Что делать? Здесь, я так понимаю, ни хрена нет. Да ну не, он должен быть на этом дереве. Как нет-то? Ай! Все. Погодите-ка. Пересмотрел копы по сравнению с первым видео, у тебя звук улучшился. Ну, ты дурачок или что? Вот что ты за мной шел, объясни мне. Пришел он тут. Я понял, я тупой. Мне надо было вот на вот этот вот, на вот эти провода лезть. Все.
Не, ну да, с первым, конечно, по сравнению улучшился, потому что там у меня вообще звук без обработки был. И сейчас-то я обработку уже знаю, как делать. То первые видосы были. Первые видосы, они всегда. И у всех так получается, ну, не лучшим образом. У меня же, в принципе, монтаж какой-то, ну, годный. Он только в копах и есть. Остальные видосы по другим тематикам, там особо монтажа никакого и нету. Далеко. Куда пополз? Далеко куда-то. Вот, мне надо как-то сюда. Но если сейчас не получится так запрыгнуть, будем супер прыжком. Угу. Понятно. Угу. Даже так? Вот так они сделали, короче. Чтоб супер прыжком не запрыгивали, да? Да блин. Да чё тупой провод, как в него попасть-то? Ай. Надо попробовать как-то с разгона, не знаю, это запрыгнуть. О-о-о! Отлично. Все, ПДА обнаружены в тайнике стрелка. Вот. Контролер. Контролер. Пш. Отъехал. С норки. Твою медь. -1. Какие ж вы уёбки. Блин, даже непонятно откуда. Ай. Ну все, ты отгребаешь. Ты отгребаешь. Ща. Дай мне только вытащить кувалду. Да кувалду! Пошел ты! Вот так-то. Будете вы еще... Мне тут что-то быковать вообще. Контриков 3, да. Не, четверо контриков.
Двоих я со снайперки развалил. И еще двоих кувалдой. Вот раз, да? Вот там был 2. Вот тут где-то еще должен быть еще один. Это что у нас, зомбак? Вот этот, что ли? Да, 3, 4. 4. А придется мне опять на провода запрыгивать. Ага. Ясно. Понятно. Отойдем подальше. Ну, теперь можно и идти. Я не совсем помню, где там бонусные тайники должны быть. Так что, если кто помнит, подсказывайте. Я вот только помню, что надо вот на эту крышу залезть. Так. Вроде что-то здесь должно быть на этой крыше. Да, смотри. ПДА и 3 радиоактивных хлеба. Ты, наверное, решил, что, найдя мой первый тайник, ты найдешь тут еще что-нибудь полезное. Следующий мой тайник тебе придется поискать еще дольше. Единственное, чем я могу помочь тебе, это закинуть тебя обратно на крышу высотки. Для этого пройди по этой крыше дальше до конца. 1917-1986. 69 лет советской власти в Припяти. Ура, товарищи! И о чем это я? Да, о том самом. Эти тайники сильно жизнь улучшают. Я знаю. Сейчас полезем. Стрелок, осторожнее! Смотри, не упади с этих проводов. Я этого не переживу. Доктор, ты вообще в другой части города стоишь. Откуда ты знаешь, что я делаю? Ты шо? Угу. По-моему, да. О, научный экзоскелет. Все, у нас есть 2 научных экзоскелета для Сидоровича. А еще у нас слезы огня и алмазный колобок. А ты настырный. Мне это нравится. Раз ты такой любопытный, даю тебе еще одну наводку. Есть рюкзачок на автовокзале, но с земли его не достать. Думай, сталкер, думай. Да я, по-моему, уже помню, что дальше делать. Стрелок, ты сумасшедший! Пожалуйста, аккуратнее, прошу тебя. Есть такое дело. Я вообще на голову больной. Что ж теперь поделаешь? Тут, по-моему, тоже телепорт, да, будет? Ну да, тут же не запрыгнешь. Тихо. Тихо. О, хорошо. Автовокзал. Да, все. Оп. И нормально. РПГ. Нашел. Молодец. Хочешь попасть обратно на крышу высотки, откуда ты начал? Найди мой рюкзак на 6-м этаже. Для этого сначала запрыгни обратно на крышу дома. Вот видишь, запрыгнул.
Угу. Я тебя понял. Вот так надо сделать. Хорошо. На 6-м этаже, да? На 6-м... Подожди, я уже забыл, что он сказал. Журнал «История». Найди мой рюкзак на 6-м. Для сначала... Ага. Ну вот. Все. То есть, получается, нам опять надо... На это же... Не-не-не-не, не на этот же. Вот на этот. Вот на этот провод. Стрелок, что ты творишь? Ох-ох-ох-ох-ох. Доктор. Ты чё, следишь за мной, что ли? Я не понял. Подозрительный ты какой-то. А вон, кстати, тайничок. Опа. Провалился. Сейчас запрыгнем. На ПДА одна заметка. В одной из лабораторий нашел схемы резервных тоннелей для аварийной эвакуации. Входы в эти туннели замаскированы под обычные двери или подвалы. Единственное, что смог разобрать и проверить, это пути с Припяти и Кордона прямо в бар и обратно. Записал на ПДА наводки, чтобы не забыть. Бар Кордон. Черный ход из бара за стойкой бармена. Бар Припять. Кладовка рядом с черным ходом из бара. Кордон бар. В подвале дома в деревне новичков. Припять бар. Дверь в углу дома за доктором. Надеюсь, что про них никто больше не знает. Провалился на 5-й этаж. Наверное, очередным выбросом разрушило балкон. А может, телепорт тоже провалился? Ну-ка, проверь-ка другой край балкона. И еще, раз уж ты такой опытный сталкер, что нашел все мои тайники в центральной Припяти, я дам тебе подсказку. Мой тайник с артефактами ты найдешь вместе с одним из тайников, о которых тебе расскажет доктор. Удачи. Угу. А вот кто в чате сидит, кто проходил это, кто помнит, тайник с артефактами сейчас появится или сейчас смысла нет лазить на антенну? Ага. Ну все. Как бы это все. Пойдем к доктору. Ой-ой-ой, не надо мне в дерево. Об дерево и убиться можно. Доктор, говоришь, расскажет мне о чем-то там. Ну давай. Удиви меня. Нету смысла? Понятно. Доктор, нашел я свой первый тайник. Полазить пришлось, однако. Вот ПДА. А я как раз вспомнил про еще пару твоих тайников. Ты говорил, что положил их в трубах на дикой территории и в темной долине. Также на открытом месте. И ты сказал, что они спрятаны одинаково и что их нельзя взять без ручного телепорта. И хитро усмехнувшись, ты сказал, что лучше начать поиски с дикой территории. Док, вообще не помню. Ладно, пошел искать. Ну, зато я помню, где они. Хорошо. Владимир Семенович, всем привет. Здорово. Здорово, Владимир Семенович. Так, ну сейчас надо подумать. А еще такую историю расскажу. Возвращался я из похода. Нет, здесь оставлю, короче, ненужное. Тем более у нас теперь есть переход в Припять сразу, так что будет нормально. Набил пустые рожки, добил неполный. Оставим все ненужное.
И тут вижу метрах в 100 от меня приличную свору собак, Патроны, которая движется гранаты. Хотел начать по ним палить с расстояния, ну что близко Все к себе оставим. не подпускать. Нажимаю на курок, а 5.45. 5.45 я стреляю. 5.56 тоже. третий патрон досылаю. Еще Это раз тоже. отлично. Короче, я как ломанулся назад к ближайшему дереву. Все. Залез Вот повыше, так. нашел рожок Зажигалка, снежинка, Я дымовуха, не спеша расстрелял с- М209, До меня дошло, что мне специально продали, светошумовая граната, чтобы потом моим хабаровским научный заявить. экзоскелет, Ведь предупреждали же меня, мужик, водка, чтоб я у кого попало, потом армейская не покупал. аптечка. Не послушался их. Чуть собственную О, жизнь кристальная не душа, здоровье плюс 400. Ну такое себе на самом деле. обязательно отыщу. Лунная пустышка. Где-то засветят Понятно. обязательно. Панцирь. Панцирь оставим пока. Пусть лежит. А третья всё время Симбион. смотрела куда-то в сторону. Слезы огня. А то ребята пропадают. Элизиум. То ли попал в Элизиум аномалию, вещь. то ли в какую-то Чё я выложил? другую неприятность, то ли не отбился от монстров из-за таких Всё вот нормально. патронов. Нет, такое прощать нельзя. Безуар. Берегите себя. Может, где-то далеко кто-то очень Игральная карта. очень вас ждет. Я ПДАшки уже выложу. Вот это выложу. Сигареты выложу. Зеркало. И все. Про то место старый лесник как-то рассказал. Сейчас еще вот так сделаем. Про него Раз, узнал, два, что сидит безвылазно в своем лесу. 3. Знаю. Наверное же кто-то из Вот сталкеров это вот рассказал. сюда. Так вот, выбрал я время, сходил, Артефакты. посмотрел. На берегу реки стоит почти заросшая камышом рыбацкая Всё. хижа. И рядом с хижей на берегу это зеркало и пристроилось. А вот теперь можно и на радар идти. Зеркальная лужа или ртутное пятно висящее. Тем более нам и в X10 надо. Молодец. Долго вдуплял слишком. Да отвали ты своя радиация от меня, слышь. Что ты докопалась-то? Контролер. Сколько вас тут вообще? Серьезно. И кто? Кто меня палит-то? О, здорово! А чего это мы в час ночи не спим, я не понял. У нас тут комендантский час вообще-то. О, все, пошло дело. Ясно, понятно. Снорк. Был. Уже нету. Педик. Ай. Два контролера охотника, охренеть. О, безуарчик. Безуарчик, это хорошо. Сфоткать никого не можем. Ну да. Сначала всех развалил, потом фоткать решил. Логика. О, зомби. Чё вы тут расселись, а? Пойдем. К Сяку надо зайти. В X10 надо зайти за микроскопом. И еще посмотрим, что еще надо.
Пойду попить себе налью. Главное, чтоб опять экран смерти не вылетел, пока я буду за водой ходить, как в прошлый раз. Так, ну нормально, вроде экрана смерти нету. Я пока чайник только поставил, так что пошли. Тут у нас никого. Ну да, идем к всяку. Инструменты ему отнесем. А что у нас еще за квест есть на радаре? Так, ну... Припять, это Припять. Здесь только награда за достижение. Бесполезная. А что тут? Вот это на радаре. Короче, ладно. Мы в любом случае выйдем из X10 на радар. Так что пока даже и париться не буду. И соваться стрёмно, и как лучше обходить неизвестно. Кстати, что-то давненько я часа ужаса не видел. Busy Treasure Trails. Hi, friend. I'm fine, and you? What's up in Canada? Харон, спать пошел, давай. Так у тебя получается уже днюха, да? Типа. Ну как бы у тебя уже следующий день. Так что поздравляю. Вы что, дураки, что ли? Ты не коснешься Монолита. Да ё! Ты не охренел ли столько попаданий из мурки выдержать, а? А вы чё там? Только рекаете. Слышь, сюда, иди.
Чё? Где? Кто? Кто посмел? Что происходит? Все. BC Treasure Trails Snow and Unemployment lol. What is unemployment? I don't know this word. What means? What do you mean? What it means? «14 лет тебе уже, а лучше бы ты слушал, когда тебе говорят спавнер не устанавливать». Так. О, у пацана капелька была. Опять лаги ютуба. Я твой рот шатал, слышь, ютуб? Вот так. Snow and no work. No work? And what is your work? What are you doing in Canada? Не стоит? Я видел по твоему логу, как он у тебя не стоял. Даже если сейчас не стоит, так раньше-то стоял. Стоял. Игру сломал спаунером? Сломал. По логу все видно. Ты что думал, все так просто, что ли? BC Treasure Trails. Today will be my new video. Metal detecting in English. Today or tomorrow maybe. No, I think today. Forestry. Nice. Опа, пацанчик вообще не вдупляет, что тут происходит. Ну и ладно. Второй тоже вообще ничего необычного не заметил. Ну вы тупые. Так ты английский знаешь? Прикинь, английский знаю, еще испанский знаю, и русский знаю. Если мне говорят не спавнить, не ставить спавнер, что я сломаю игру, я не ставлю спавнер. Так. Привет, Сяк, принес я инструменты. Отлично, теперь и ремонтик можно сварганить, а заодно сделаю тебе братский подгон за проделанную работу. Есть у меня один эксклюзивный костюмчик, жалко отдавать, для себя берег. Ну так и быть, держи. Ладно, забирай свой ящик. Ух, тяжелый. Есть куда рецептик записать? Вот он на экране моего ПДА. Если понадобится спрятать что-либо или там от непогоды укрыться, пользуйся небольшим убежищем, которое находится напротив поворота на Припять. Там раньше начинался вход в лабораторию X10, но во время одного из выбросов перекосило шлюз и вглубь не пробраться. Код к внешней двери. Вот все, получили мы код. 129, 128, 79, 75. Хорошо. Так. Вот почему меня рассекретить мог. Чё? Я вообще не понял. Ты сказал, спать идешь. Пойду-ка я прогуляюсь до бара, набьюсь как следует. Что-то голова гудит. Давай. Кстати, тут сталкерня недавно заходила. Они как раз с бара шли. Сказали, что Захар искал человечка для срочного дела. Зашел бы ты к нему, узнал бы, что к чему. Походу, дело действительно важное, так как он даже с Ворониным ругался.
Договориться о чем-то никак не могли. Окей, зайду, давай, удачи. Угу. Приветствую, Сяк, давно не виделись. Здорово, меченый. Доктор к тебе послал, говорит, у тебя есть рубиновая пружина. Да, конечно, для доктора все есть. Держи, привет ему передавай. Все. Что еще? Есть еще интересные рецепты? Есть, как не быть. Но пока ты бегал на кордон, здесь кое-что произошло. На радаре появился снайпер Монолита, причем в какой-то супер навороченной броне. Пули его толком не берут, а вот долговцев и свободовцев, стремящихся в Припять, этот подонок положил немало. Подобраться к нему почти невозможно. Меткий ублюдок. Нужно поскорее от него избавиться, но не просто застрелить, а заставить подохнуть в муках. Я кое-что придумал, заодно узнаем, насколько крепка эта броня. План таков. Поздно ночью ты находишь этого снайпера, тихо подкрадываешься сзади и со всей дури... Да, понятно. Даешь этому хрену кувалдой по башке. Значит так, найди кувалду и приходи сюда в час ночи, обсудим детали, но не позднее 4 часов, иначе снайпер тебя легко засечет. И если какие-то дела у тебя есть в том районе, то сначала выполни их, а потом уж подходи ко мне. Спецснаряжение у меня. Отлично, глянь свою карту. Я поставил метку на возможную позицию снайпера, откуда просматривается дорога, ведущая со складов, и откуда удобно вести стрельбу. Советую идти через ржавый лес, там легко прятаться за различными укрытиями, но остерегайся мутантов и постарайся не шуметь. Найдешь железного человека, сразу же затаись и дальше передвигайся только в приседе. Тихо подкрадись к нему сзади и, не теряя времени, шарахни изо всех сил по его дыне. Ну вроде все, размажи голову этому Гондурасу. Удачи. Весело. Не ставьте правки, вылеты будут. А тебе об этом на прошлом стриме говорило сколько человек? Вот. Где? Угу, я понял. Пошли. Хотел в их здесь сейчас пойти, ну ладно. Раз такое дело, пойдем сначала снайпера развалим. Жалко, у меня маскировочной экзы с собой нету, ну да ладно. Твою медь, опять лаги Ютуба начались. А все-таки накоплю я на свой домик. Что ж за хрень-то такая? Не, ну серьезно, опять как в прошлый раз все. Пропуски кадров пошли. Да. Погодите-ка, кто там ходит? Свободовцы. Хорошо. Так, ну чё, пойдем? Пойдем разваливать. О! Твою медь, бюреры. Бюреры вообще твари. Вон он, смотри. Химера. Здорово. Зомби. Химера. Лютого похитителя на свая слышу. Харон, материться в чате не надо.
Ну, вроде никого. Пойдем тогда заберем сразу вот эту вот, как ее, награду. О, Псевдыч. Слышу Псевдыча. $50 патронов на корд. Ну, на корд это еще ладно. На корд это хорошая вещь. О, Псевдыч лазит такой беспалевно. Как он меня заметил? Так. Где там этот снайпер? Слышу артефакт. А вот и снайпер тут где-то. Твою медь. Фу. Толпой налетели. Наш Крыка подписан? Нет, а чё? Типичный зритель, здорово. А вон артефакт. Ща, только это. Найду, где этот снайпер-то. А снайпер у нас, походу, на вышке. Да, вон он сидит на вышке. Сохраночку делаем. Потихоньку залезаем. Противник! Ну да. Вернуться к сяку. Все, готово. Успокойся, ну. Душа. И ты успокойся тоже. Блин, да что со стримом? Жесть какая-то. Хотел узнать, сколько он примерно игры прошел. Ну, он почти все прошел. Я как бы иногда его видосы смотрю. Так что знаю. Сколько процентов не скажу, потому что 2.1 я до конца не проходил. Я только 2.0 до конца проходил. 2.1 я проходил, не знаю, докуда там. До новых локаций дошел, там до Припяти, до Юпитера, и все, и мне надоело. Его из леса на будку пересадили в 2.1? Не знаю. Я не помню, где он был в 2.0, ну да, на будке он сидит тут. Тут он сидит на будке. Снорки. 125 серий. Угу.
Да, он много прошел. Но он и солянки все проходит, он прям вообще любитель солянки и всего, что с ней связано. Как у него терпения хватает одно и то же постоянно проходить, я не знаю реально. Удачи тебе. Здравствуй. Блин, со стримом вообще печально. Чисто вот пропуски кадров идут и все. Опять будет запись кривая. Ну что, меченый принес? Попозже отдам. А чего отдам-то? Кувалда сделала свое дело. Мозги снайпера растеклись по всему шлему. А-ха-ха, вот видишь, я же говорил, план замечательный. Какие ощущения? Честно скажу, было весело. А то, доставай свой ПДА, подключайся, качну тебе рецептник преобразования медузы в золотую рыбку. Есть еще интересные рецепты. В Греции все есть. Есть способ преобразования золотой рыбки в мамины бусы. Неплохо, да? А теперь о задаче. Нужно из лаборатории X18 небольшой сейфик принести. Ученые его там бросили, а по моим сведениям, внутри кое-что мне очень нужное находится. Принесешь? Мамины бусы, говоришь? Ладно, принесу. Знаю я, какой там небольшой сейфик. Прям такой небольшой. Про серии знаю, сам смотрю. Ну да. Если кому солянка, там ОПшка нравится, то да. Чисто посмотреть. Я что говорю? Я даже вон смотрел, когда NLC проходили. Сам бы я в это играть не стал, а вот как кто-то проходит. Это можно. Это было весело. Но сам бы я в такое играть не стал. Так, давай повыкидываем ненужные стволы, что ли. Спас. А чё Глок не продал? Глок-то продай. ЛР-ка снайперская, нулячая была у снайпера. Вообще круто. А баканы надо продать. Я, если честно, не знаю, зачем я сейчас все собираю. Давай. Забирай баканы. Забирай Глок. А я пошел в X10. В 2.0 телепортом креста его доносил. Пока. Да, но здесь телепорт креста. Надо искать настрой площадки. А я там еще не был. Многие шахматисты недолюбливают. Но у шахматист в изначальном, короче, в изначальной редакции, как он есть, то есть, ну, не в составе там ОП 2.1. Там вообще жесть просто, там такие вещи, которые вот если даже стримить будешь этот мод, то YouTube, скорее всего, забанит как минимум этот стрим. Или если ты видосы снимаешь по нему, тоже, скорее всего, забанит, потому что там такое, которое YouTube не любит. Ну, кто играл, тот сам знает, я даже говорить не буду. Потому что за некоторые вещи, сказанные в прямом эфире, YouTube тоже может забанить видос. Ну или стрим. Так. Пошли. Я вон еще помню, как Крамер стримил мод какой-то. Ноунеймов. Не помню, как он назывался. Короче, там за сознание играешь. И там было такое, что попадаешь через звездные врата на Луну, и там, короче, нацистские марши играли. У него YouTube в ту же секунду, короче, стрим пометил как 18+. И из выдачи поисковой убрал. Чисто вот из-за этого. А потом... О! Все. А потом вообще запись забанил еще.
Он ее скачать не смог. Чисто из-за музыки. Ну, хотя, в принципе, это понятно. За музыку YouTube быстро там находит. Ох, ёпта! Что происходит? Так, микроскоп. Слушай, тараканчик, что ты хочешь от меня, а? Ты дурак, что ли? Ой, тушканье еще набежала. Ну, конечно же. Вот, кстати, здесь есть одна моделька такая в моде. Здесь на экране, короче, будет скриншот из СДК, как я локации делал. Я эту модельку сам сделал. Ах ты! Встречу, короче, покажу. Вроде такая была в X18, если я не ошибаюсь. Но это не точно. Интересно, а можно турель разводить из дробаша? Давай попробуем. Можно. Можно. YouTube опять выбросит. Да, YouTube лагает. У меня со стримом вообще жопа какая-то. Меня, правда, больше интересует, зачем я сюда пришел. Мне ведь на самом деле уже в X10 ничего не надо больше. Да, мне ничего не надо в X10. Хотя давай проверим на всякий случай. Лютого похитителя на свае слышу. А вот, кстати, и хейтер. Давай, давай, вали отсюда, пока цел. Так. ПДА стрелка. Это надо идти уже к этому. К шахтеру. Отыскать военного с ручным телепортом. Выкрасть детонаторы с военной базы. На агропром надо идти еще. Дикая территория, темная даль. Короче, ладно, все, пошли отсюда. Не, Максим Рыскулов, насчет правок это такое дело. То есть ОП-2.1 это такой мод, который... Ну, в общем, как бы помягче сказать, реально его просто один человек угробил. Он чисто баланс под себя сделал. И продолжает делать 2.2. Чисто под себя. То есть правки это естественный ответ на такое. То есть вот во всех нормальных модах такие вещи либо согласуются с игроками и делается так, как они хотят, либо делаются опции, как сделано в меню, в настройках, где можно конкретные вещи включить или отключить. Здесь же такого нету. Да, здесь много опций. И то это благодаря тому, что я постоянно об этом говорил в команде, что нужно делать опции для таких вещей. Сделайте опции. Чтобы игроки могли включить или отключить себе, если им не хочется с этим говном играть. Блин, охренеть. Стрим вообще глючит. Пропуски кадров жесткие.
Если в 2.2 сделают открытую сборку, то я уверен, первые изменения, которые будут на этой сборке, это реально просто уберут вот эти вот тупые абсолютно вещи, которые как бы усложняют, но на самом деле они просто издевательство над игроками. По крайней мере, я бы это сделал в первую очередь. Так. Не знаю, правда, зачем я сюда иду, но мне нужно на на янтарь теперь. А значит, нужно забрать какие-то стволы, которые можно продать на янтаре. Давай посмотрим, что мы имеем. Мод был бы популярнее, если бы не сложность. Сложность и маразм — это две разные вещи. Сложность — это, допустим, DDR. Сложность — это NLC 7. Вот там реально сложность. Там именно сложность. Тоже маразматичная, но именно сложность. А вот тут именно маразм. То есть, вот, например, бессмертный НПС. Что, это нормально? Или как в начале было, что обрез дробью не стрелял. Это что, нормально? Что за бред вообще? И то, в том же NLC 7 вся сложность заключается чисто в том, что ты ходишь как дистрофан, бегаешь как дистрофан и с инвентарем работаешь как дистрофан. Все. Если бы вот убрать чисто вот эти вещи, этот мод был бы вообще, вот в него бы бегали вот без проблем. Играли. Много людей бы играло в него. Намного больше, чем в него играют. Там чисто сложность в этом. Что как дистрофик просто. Реально не меченый, как правильно говорят, а помеченный. А здесь вот чисто сделано в угоду одному человеку. Вещи. Так. Что мы заберем? Так что, дробашей-то нету здесь? Есть Сайга тактика. Давай вот штурмовые бэкэнчики заберем. Потому что они по ЦЗшкам нужны. Потом давай заберем всякие патроны. Вот. Гранаты. NLC чисто от Архары. NLC чисто от другого разработчика. Архара тут вообще не при делах. NLC Сяк разрабатывал. Вот этот вот товарищ, который у нас тут стоит. В народную солянку в свое время был устроен NLC 4.0. Он вошел в состав народной солянки как отдельная сюжетная линия. Так. Что еще можно забрать? Можно забрать артефакты. Вот. Можно забрать ПДА, прототипы ручного телепорта, сигареты. Вес еще есть, хорошо. Экзоскелет сталкеров. Экзочипа забираем, кстати, броники. Броники. Это броники. Точно Сяк, да. Сяк. Что у меня по весу? По весу на самом деле уже печально.
Я думаю, нет смысла набирать чего-то много. Давай возьмем самое дорогое, что здесь есть, что здесь можно найти. Вот это возьмем. Это мы сейчас Сахарову продадим. Какие-то стволы, которые... Вот, например, вот такой 65%. 50%. Не, сик зачем? Штейр вот можно взять. Потом вот эти акашки можно взять. Хотя я так думаю, что зря я их беру. Лучше уж валы взять. Они хоть подороже. Винторез. Гроза. РПГ-7 СВД. Да. Все очень печально на самом деле стало. Ладно. Все равно мы сейчас чуть-чуть разгрузимся на янтаре. Вроде у меня никаких заданий. Нет, у меня есть задание на радаре. Забрать плейбой. Завтра запись посмотрю, я спать сильно хочу. Давай. Только завтра, скорее всего, опять записи не будет. Потому что YouTube лагает. Вот эта запись, которая прошлого стрима, она вышла вот только через 2 дня. В нормальном таком состоянии. Я вообще думал, что она не выйдет, но прокатила хотя бы. Да, настроение хуже не бывает. Ну все, опять пошло лагать. Ну да. Что с Ютубом происходит реально? Вообще, я так думаю, что это даже не с Ютубом происходит, а чисто из-за этих... Из-за вот этих педиков, которые хотят интернет отключить в России. Это ж явно не просто сбои такие. «128, 79, 75». Не, ну как так вот? 2 стрима подряд, и 2 стрима подряд чисто идут глюки. Странно. Вот он, плейбой. А больше здесь ничего нет, кроме канистры. Все, я понял. Аптечки есть. Вы перегружены, чтобы двигаться. Круто. Давай канистры выбрасывать. Все равно они никуда не денутся. Что еще по квестам? Что по квестам? Угу. Ну, вроде ничего так особенного здесь нету. Вот это надо доктору отнести. Но это мы в контейнер положим, будем таскать. Вернуться к Косте. Это на склады. Чё еще? Да ничего. Нету больше никаких квестов. Все. Кто шмаляет? Что происходит? О! Да блин, серьезно.
Мне показалось, что там военные. Так, ща приду. Поехали. Так, опять стрельба. Зомби? В смысле? Сталкер, враг. Так, мужик, чего ж там у тебя? И почему? Ладно, неважно. Сам виноват. Я ему как бы ничего плохого не делал, так что... Реально сам виноват. Так, сейчас пойдем еще сяку лишнего сольем. И можно на янтарь. Привет. Так, что у нас тут лишнего? Пистолет. Броник. Калаш. Вот это. И, по-моему, все. Да. 1000 рублей. Ну да, прям разбогател. Итак, что теперь? Ну а теперь вот сюда. Чё? Ну и кто тут у нас? Ага, хейтеры.
Тут у нас хейтеры. Да. Школьник. Твою медь. Ага. Вот оно чё. Ладно, не хотите со мной связываться и не надо. Сахаров, Круглов. Все, я понял. Только у них квесты. Может еще что есть? Не. Ни тайников здесь нет, ни хрена. Куча аномалий только. Чего? Кристалл. Хорошо. Да что за... Чё за... Чё тут происходит? А, аномалии. Понятно. Круглый, здорово. Ну как, нашел то, что просил? Ага, ноутбук отыскал, и вот флешка, вся инфа об инъекторе здесь. Спасибо, если что надо, всегда обращайся, запиши рецептик. Может, еще какое дело есть? Есть один вариант. Когда мы последний раз пытались пробиться в X16, мне показалось, что я видел необычный артефакт. Мы тогда отбивались от зомбарей у самого выхода с завода. Там у дальней стены справа, если смотреть от входа, стоит такой зеленый строительный вагончик, и внутри него было что-то. В это время контролера принесло, и нам пришлось сваливать очень быстро. Может, принесешь? У меня есть новая модель детектора артефактов, который может определять тип аномалий. В принципе, попробовать можно. Во. Хорошо. А чё за кристалл дашь? Ну ладно. Чё еще? Принести падший ангел. Из-за него говно какое-то дает. Охренеть. Ты издеваешься, что ли? Да, понятно. Заходите еще. Приветствую на нашей научной базе. Профессор Сахаров, я принес вам образцы тканей для исследований и новенький микроскоп. Фото немного смазано, так как перед глазами во время съемки все плыло, не обессудьте. Каких исследований? Ах да, давайте, кладите их сюда. Видите, банка стоит. В ней канифоль, можете всю забрать. И все? Я думал, у вас будет хотя бы половина списка. Я ведь не радиоинженер. Поищите детали в зоне, наверняка отыщите то, что вам нужно. Сами подумайте, где они могут быть. Там, где стоит радиоаппаратура. Осциллограф или генератор, знаете, как выглядит? Ну вот, поговаривают, что в ЖД-тоннеле в темной лощине обнаружили заблокированную ранее комнату с радиотехникой. Там явно проводились какие-то работы с радиоприборами. На радаре, возможно, есть что. Чистое небо якобы занимаются исследованиями зоны. У них, может быть, что-то найдете. Медную проволоку на свалке стоит поискать. Туда чего только не сбрасывали, а фонит там сами знаете как. Вряд ли кто-то полезет за цветным металлом, пренебрегая своим здоровьем. Поспрашивайте там кого-нибудь. Действуйте. Возьмите вдобавок неплохой пистолет. Желаю вам удачи в поисках. И на том спасибо. До свидания. Угу. Хорошо. Так, это нет. Это нет.
Тут что? Что можно? Щупальца кровососа есть? Есть. Артефакты. Так, давай мне аптечки. И что еще? И ничего, все. Больше мне ничего не надо. Да, кстати. Болотный доктор части скупает дороже. О! Лютый похититель прибежал там. Кого-нибудь развалил? Развалил, слушай. Моё. Так, продолжим нас сразу. О, банка канифоли. Все, хорошо. Да что там происходит, блин? Жесть. Дробаш за 1000 рублей. Ну и все. Части монстров я тебе, значит, не буду продавать. Обойдешься. Пойдем за артефактом. Опа, ученого покоцали. А тут у нас пауки. Жесть. Что происходит? Ну, я так понимаю, мы сейчас будем с контролерами воевать. Чё бы нет-то. Пойдем повоюем. Что происходит? Вакханалия какая-то. Ох, блин, это что было такое? Жесть. Реально чисто вакханалия. Отъехал? Ой, еще. Но. Все что? Не все. Где еще? Снорки там. Так. Значит, говоришь, необычный артефакт. Ща. А кто меня палит? О, спавен произошел. Чё я не удивлен-то? Контролю... О, псионики даже. Даже не контролеры, даже псионики. Галя.
Зомби не заметили ничего необычного. А где псионик? О, твою медь. Придется тогда сначала псионика развалить. Или не придется даже. Не придется. Ладно, давай искать. Что могу сказать? Зомби. А кто еще тут есть? Да ну вас нахер. Вот это я заберу. Это я заберу. Ты чё? Опять какие-то кабаны где-то бегают. Ой, что ж со стримом-то такое, а? Просто жесть какая-то. А, Круглов. Ты ж от меня вот это хотел, да? Привет мученику науки. И тебе привет, Дон Кихот Зоновский. Держи свою загадку, исследуй. Опа, так вот ты какая. Изумрудная. Держи детектор, думаю, пригодится. Универсальный детектор аномалий. Хорошо. И что он делает? Позволяет обнаружить и идентифицировать практически любую аномалию зоны. За место этого вешается, за место дозиметра. Так, продать я тебе хочу вот этот вот спас. Забирай спас. И давай мне бабло. Все. Хорошо. Заданий.нет. А что у нас здесь? У нас здесь дезертир. У нас здесь Архара. И нам нужно на агропром, короче. Да, надо на агропром. Как раз разгружусь. Отдам дезертиру жратву. А она много весит. До хрена прям. На агро пойдем. Жесть. Просто охренеть, какие потери кадров идут. Блин, ну никак это не справишь. Это YouTube лагает.
Ладно, гоняем, что делать. Барсики. Да я помню, что вас кувалдой нельзя убить. Зато с этим очень хорошо справляется дробаш. Тут у нас где-то артефакт я видел. Я все видел. Где артефакт? Куда он укатился? Вон он. Два артефакта. Вспышка и что-то еще. Кровь. Говна. Пойдем бандитов развалим. Кстати, здесь же еще надо и военных вынести. Во, точно. Ты дурак, что ли? Что ты делаешь? Что за жесть происходит? Дурак. Я БТР слышу. А знаешь, что это значит? Это значит, что мы сейчас будем разваливать БТРы. Или они нас. А еще я не могу двигаться. Круто. Что делать? Ты что, тупая? Угу, прикольно. Меня сдвинула плоть и завалил БТР. Ага. Забавно. Значит, надо сначала БТРы развалить. Поджигатели пуканов у меня есть в наличии, так что сейчас решим вопрос. Вы слишком перегружены, чтобы двигаться. А, далеко стоит, слышь? Он далеко стоит. Ладно. Мы тогда сейчас один из экзачей выкинем пока. Все, я могу двигаться теперь. И типа, если я туда пойду... А, здесь два БТРа. То есть один вот здесь, один вот здесь. Охренеть. Угу. И чё? Попробуем пробежать. О, нормально. Вон стоит БТР. Все, за деревьями, отлично. Еще за деревьями. Вон он, БТР. Поджигатель пуканов. Он долетит? Возможно, кстати, и не долетит. Ну, попробуем, что я могу сказать.
Надеюсь, долетит. Ай, твою медь. Это я дебил, конечно. Не знаю, попробуем сначала тот БТР развалить. Как-то так. Тот меня не видит. И этот тоже. Все, хорошо. Нормально, башня за деревом. Сины. Сины. Я вроде сохранился, да? Ага. Понятно. То есть она меня вроде как бы и видит, но вроде как бы и нет. Все, поджигатель пуканов здесь точно сработает. Давай. Раз. И в глаз. Блин, далеко кинул. А, не, нормально. Отлично. Минус БТР. Там больше нет БТРов? Нет, там больше нету. Теперь БТРы только вот тут где-то должны быть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А где он? А, стоит. Хорошо. На тебе. Блин, как мне нравится, как они отлетают, а. Прям вообще. Тут же есть... О, еще БТР. Еще БТР. Ёб твою медь. Из РПГ кто-то шмальнул. О, ясно. Что происходит-то? Мне нужна снайперка. Мне нужна снайперка. Что? Закончились, да, снаряды? Уже не такой крутой, да? Но... Что происходит, а? Ни хрена себе их там. Охренеть. Жесть какая-то. Глаза разбегаются, не знаю, с кого начать. БТР. Мне гранатку кинули. Вот там один БТР стоит, вот там один БТР стоит. Ща, погоди, у меня поджигатель пуканов наготове. Так. Работает безотказно. Ща.
Да блин. Охренеть. Чё, блин, происходит? Чё происходит? Чё происходит? Да как вы достали, а? Давайте сюда подходить. Подальше, стойте, подальше. Да, вот там вот. Жесть. Жесть. Дробь из мурки не буду на них тратить, конечно. Не знаю, у меня вроде есть, да, что-то под этот калибр. Да, вот давай возьмем вот этот дробаш. Ух. Охренеть, у него разброс. Понятно. Говно. Жесть. Мясо. Просто мясо. Туда я не пойду, не дождусь. Вот так. Чуть не вынесли меня. Везде, блин, ДТРы стоят. Что происходит? В сон клонит, надо. Ты дебил, в тебя стреляют, какой сон нахер? Неадекват какой-то вообще. Толпа военных в него стреляет. Ой, что-то в сон клонит. Действительно, чё бы нет-то? Ну, стреляют и стреляют, вообще похер. Почему бы и нет? Первый раз, что ли, стреляют? Ага. Что, не попал? Да, в жбан попал, но ему насрать. Блин, что за вакханалия? Ты решил сюда подойти? Серьезно?
Ну, и чего? Чё-то в сон клонит. Чё-то говорит, в сон клонит. Поспать надо. Ну чё, ты выйдешь там, нет? Блин, на стриме вообще кто-то есть или из-за качества стрима все уже ушли? Вот так вот. Ясно, понятно. Пойду-ка проверю. Чат вроде работает. А стрим работает? Вроде работает. Работает, но херово. Че, думал, нормально все будет? Не будет. Вот это косой. Да. 3 выстрела и все мимо. Круто. Ладно, пока полутаем. Что-то АК-105 есть, АЕК есть. А, вы слишком перегружены, все. Великолепно. И чё? Нормально. Ах ты педрила. Все стволы покоцал. Ну-ка вылезь оттуда. Вот так. Не вижу. Никого не вижу, реально. Пойдем реально еду отдадим дезертиру. Ай, какой ремонт враг рядом. Ну ты дебил. Какой враг? Неужели? Отдадим сейчас дезертиру, короче. А то я даже собрать ничего не могу. Хрень. Все дыры нами затыкают. Ненавижу. Что делать? Что делать? Не понял. Вот я дебил.
Ему же водку еще надо бы принести, а я выложил всю водку. Что-то в сон клонит. Надо бы вздремнуть пару часиков. Ладно, оставим тогда ему еду. Там ему нужна колбаса, консервы и хлеб. И сразу нормально так разгрузился. Сейчас я еще посмотрю. Точно, что там ему надо. Так. Консервы, хлеб, колбаса, водка. Ну да, водку я выложил. Приперся, называется. Где я теперь должен 5 бутылок водки брать? Хрен его знает. БТР. БТР мы сейчас с другой стороны обойдем и развалим. Хотя тут вон еще у меня бандиты не залутанные лежат, ну вообще. Что делать? Лутаем, короче, бандитов. Скидываем ненужное у адреналина. Тогда уже идем лутаться. Это заберу. Патроны заберу. Так, тут вообще какие-то трупы непонятные. Военные. АК-104. Давай сюда. АК-105. Это забираю. Это тоже забираю. Один из этих дробашей надо разрядить вообще. Вот. Разрядить. И вот так сделать. Бандюк. Сталкеру нормально, да? Он ничего необычного не заметил. Чё, двое? Да вроде нет. Подходи, раз пришел. Так, миниган. Есть для меня что-нибудь? Не, ну продавать-то я ничего не буду. Зачем? Это точно. Давай, наверное, экзочипа выкладываем. Они как бы больше всего стоят. Весят. Экзочи. Вот, кстати, маскировочный экзоскелет мне сейчас пригодится для квеста. Вот. Сколько? Нормально. Хватит всех залутать, в принципе. Я думаю. Выложим даже дробаши, потому что мы сейчас не пойдем на янтарь. А веса не занимают. Все, пойдем дальше разваливать военных. Сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. Ты дебил. Какой сон тебе? На вон. Спи 10 минут. Хватит тебе. Так, ну вроде мои трупики не исчезли тут. Ага. А что ты думал?
Ну чё? Еще желающие? Блин, жаль, БТР далеко. Это раненые. Один за БТРом ныкается. Пускай ныкается. Мы сейчас, короче, попробуем обойти. Главное, чтобы здесь больше БТРов не было никаких. Так, ну все, тот БТР я обошел. Ребята! Опа! А чего это мы левитируем здесь? Ни хрена себе. Вообще нормально. Получи и распишись. Опять жидкий пердёжки. Твою медь. Вот это я удачно зашел. Тут БТР прям стоит вообще беспалевно. Блин, у меня зажигалка всего одна. Что делать-то? Зажигалка одна, а БТР еще есть. А, ну у меня же гранаты есть. Что-то я туплю. Серьезно. Достали со своими подствольниками, а? Где? Иди сюда. Сдохни. Достал. Ну это обычный военный. Ничего из себя не представляет. Как и этот, в принципе. А вот БТР у нас с этой стороны. О, вот это я удачно зашел. Тут у нас кустики. Расстреливать не может. О, смотри как. Что ты сказал? Что ты там пискнул? А подойди сюда. Хорошо, хоть у БТРа исправили, что колеса от запорожца выпадают. А то это было очень тупо. Взрываешь БТР, колеса от запорожца выпадают. Действительно, почему бы и нет? Ну чё, где? Где он? Не знаю. Блин, это мне оббегать надо. Чтоб залутать их. Так, 105-й. 104-й. Хорошие стволы, это берем. БТРы. А где еще эти ящики находятся, вот интересно. А, вот смотри. Вот смотри, обыскать. Как хорошо, что я разгрузился тут, потому что вон, смотри, что. Задание завершено. А точно все? Сейчас мы посмотрим, кто на землю будет. Чё, где? АЕК? Или это не АЕК?
Это, по-моему, не АЕК. Это Абакан обычный. Я тебе порву, скотина! А, ясно. Что, не рассчитал силы? Ну, бывает. Так, тут у нас что? АЕК? АЕК забираем. АЕК. Чё, задание выполнено, что ли? Не пойму. Больше нет здесь взрывчатки? Или типа жирно будет? Наверное. Это что? Папка с документами. Это документы, наверное, для дезертира. Ну, раз они здесь лежат, значит, можно забрать. О, карта. Правильно сделал, что всех обыскал. А то бы исчезла карта и все. Но выше уже точно никого нету, там уже крыша. Давай теперь пацанов залутаем-то. Наконец-то. 104-й. ПДА. 104-й. Тут что есть? Калаш. Хлеб. 105-й. Еще 105-й. Все, 104-й. «105-й». Зачем я калаш взял? Тут что есть? Угу. 104-й. «104-й». Абакан. АЕК. «105-й». 104-й, 105-й, АЕК. «105-й». Отлично. АЕК. Пойдем, что ли, с Кузнецовым пообщаемся? Может, он еще что скажет? БТРов вроде больше нету. Но они, если есть, они там дальше по дороге будут стоять. Здесь-то зачем БТРы ставить? Так. Ну... Не знаю, можно было бы вот это сделать, но не хочу. Пойдем. Записная книжка. Мешок плана. А чё это ты убегаешь? Что, не понравилось? А зачем подбегать тогда было? А кто шмаляет?
Пойдем Архаре записную книжку отдадим, что он нам за нее даст, что он скажет. И можно в пещеру. Кто-то этого сталкера завалил, странно. Кто бы это мог быть? Ну как ты тут, все нормально? Вояки совсем прижали, вздохнуть не дают. Боюсь, придется уйти отсюда. Принес? Да, вот, держи. А человек твой погиб. Наймы помогли, книга у них была. Спасибо, выручил, вот патроны возьми. Да. За такой квест просто 4 пачки патронов. Круто. Архара, что еще? Меченый, в общем, такое дело. На янтаре, на территории выжигателя мозгов, лежит мой рюкзачок. А, на радаре. Как он там оказался? Возле янтаря я наткнулся на отряд монолитовцев, и чтобы скрыться от них, мне пришлось заныкать хабар под кузовом грузовика. Слишком тяжелая ноша для побега. В схрон закинул активированный маячок, чтобы легче искалось. Думал, позже заберу свое добро. А фиг там. Эти черти преследовали меня до самого бара. Отдышавшись и просмотрев карту, обнаружил, что маяк пеленгует самого радара. Оказалось, фанатики нашли и утащили мой рюкзак. Внутри лежит всякая мелочь, можешь забрать себе в качестве награды. Но самое главное, там лежит ноутбук, а в нем... В общем, много чего в нем, и он мне очень нужен. Не смог бы ты его принести мне? Нет, погоди, лучше не мне, а моему брату, Якуту. Архара, ты сам понимаешь, что говоришь? Как я туда пройду? Меня же там пси-излучением накроет. Да и какой еще к черту брат, где его искать буду? Меченый, сходи к Дэну. Помнишь, мы на агропроме шлем взяли? Он тебе поможет, с ним ты сможешь пройти через пси-излучение. Вы о чем вообще? Уже радар отключен давно. Я уже даже ЧС-2 прошел. Черт, ладно, схожу к Дэну. Правда, у меня большие сомнения насчет того, что этот шлем мне поможет. Да. Все с тобой понятно. Водки у меня нет. Хотя, если подумать... Давай проверим в нычке. Может, тут есть водка? Вес. Вес впритык уже. Кстати, точно, я же хотел квест выполнить. Медикаменты. Не, водки нет. Водки нет, а это значит, что все очень печально. Ладно, давай пока выложим убитые стволы. Подходи, раз пришел. Сохранка. Так, ща отойду на пару минут.
Так, ну короче, перезапустил я OBS, что-то он мозги начал делать. Качество трансляции не улучшилось, но хотя бы OBS мозги не делает. Так. Квест. Для этого нам понадобится маскировочная экза. Возьмем вот этот. Приветствую, как идет торговля? Вояки не донимают? И без них проблем хватает. Прикинь, вчера вечером сюда залезло несколько котов-баюнов. Пока я возился в соседней комнате, перебирая обвесы для оружия и складируя пачки патронов, эти бестии устроили здесь беспорядок, нассали в углу, нагадили на подоконнике и украли радиомаячки. Но это не так печально, как то, что они стащили очень дорогую моему сердцу вещь. Это кулон на золотой цепочке с фотографией моей замечательной дочки. Я оставил его на столе, чтобы почистить крышку от пятен, поэтому и полез на склад. Но увлекшись сортировкой, совсем забыл про кулон. Услышав шум в комнате, я вернулся и застал котов за всем вышеперечисленным. Пришлось выпустить очередь из автомата в их сторону, но коты дали дёру. Кто по лестнице, кто по трубам за окном. Лишь после их бегства я увидел, что кулона на столе нет, как и маяков. Вот такая невеселая история. Слушай, у тебя есть время? Этот кулон слишком ценен для меня, чтобы так просто забыть о нем, как о потерянной вещи. Сможешь найти и поймать Мурку, стащившуюся кулон? Как ты себе это представляешь? Я, по-твоему, должен звать их кис-кис-кис? Вискаса у меня с собой нет. Занятие это несложное, но требует выдержки. Даже не пытайся догнать кота-баюна, это бесполезное занятие, поверь мне. Быстрее его в зоне нет мутанта. Чтобы поймать кота, тебе нужно подкрасться к нему. Расстояние между ним и тобой не должно быть больше 2 метров. Ты должен пробыть в этом положении не менее 2 секунд, чтобы сконцентрироваться на цели. Объясняю почему. Кошки очень пугливые и осторожные животные. Рано начнешь телодвижение, не сможешь удачно схватить свою жертву. Она вырвется и убежит, потом ищи ее по всей округе. Опоздаешь на пару секунд, кошка тебя учует и рванет, сверкая своими подушечками. Ни в коем случае не стреляй в мурок, не дай бог повредишь кулончик. И еще одно условие. Кота нужно найти немедленно, не уходя с агропрома. Кто знает, что с ним может случиться в дальнейшем. У меня записаны частоты маячков. Судя по меткам на карте, всего воришек 7. У одного из них мой кулон. Справишься? Дохлый кот, мало забот. Сыграю в кошки-мышки. Вот так вот. И чё? И где? Понятно. Ну, пошли. Зачем пришел? Ну, пошли. Давай, короче, одеваем маскировочный экзач. И пойдем. Вон кошак. Че? Как он меня запалил? Я в маскировочной экзе вообще. Так, вон еще кошак. Может, ты уже приземлишься где-нибудь? Не-не-не-не-не-не. На меня не надо идти. О, отлично. Маячок. Дальше. Дальше где-то вот здесь. Вон он, кошак. Вон он, кошак.
Слышь, кошак, тебе нормально так лежать? Тебя ничего не смущает? Нормально, да? Понятно. Я, в принципе, давно знал, что вам насрать на гравитацию. Ну? Так. Двое есть. Ух ты, блин! Лютый похититель на свая. Так, вон кошак. Приляжь куда-нибудь. Так. Так. О. Не-не-не. Нельзя. Так нельзя. Спалит. Опять с маячком. Вон еще кошак. Куда ты уляжешься? Тихо, тихо. Да блин, что ты будешь делать-то? Отлично. Совсем беспалевный. Погоди. А я что, не обыскал его, что ли? Да, обыскал вроде. А чё, где-то еще тут один? Реально еще один, вот он. О, вот он кулон. Отлично. Остальных, в принципе, можно уже не трогать, но... Почему нет? Давай попробуем. Еще 2 кошака осталось. Может быть, какое-нибудь бесполезное достижение за них дадут. Но нет, не здесь. Вас могут увидеть. Да блин. Маскировочный экзач протух. Печально. Слышь, кошак, давай уже приземлись куда-нибудь. Спокойно ходит, как будто так и надо. Вас могут увидеть. Ну все, увидели. Твою медь, ну ты достали. Вот что вам надо от меня? Маскировочный экзач протух. Протух маскировочный экзач. Все. Капец. Что ж с вами делать-то? Второй я уж точно не буду тратить, я квест выполнил.
Ну чё? Ты станешь куда-нибудь или не станешь? О, побежал. Побежал опять. Да. И чё? Блин, он ходит и останавливаться вообще не собирается. Он просто туда-сюда бегает. Короче, идите вы нахер. Тут, походу, без маскировочной икзы нереально их заловить. А вторую маскировочную тратить. Тем более, что квест уже выполнен, я не собираюсь. Все. О! Лютый похититель на свае снова здесь. И опять без щупальцев. Ну да, они ж все без щупальцев, как в том ролике. Подходи, раз пришел. Воришки было благополучно пойманы, допрошены и подвержены пыткам. Один из них сознался и раскаялся. Мера пресечения — вечное служение на благо сталкеров в качестве охотника на крыс. А, это шутка такая, смешно. Кулон где? Расслабься, волнение ни к чему, вот он, бери. Ух, камень с души упал. Фотография дочурки для меня бесценна. Это единственное напоминание о том, что кто-то еще ждет меня. Спасибо большое, надеюсь, награда тебе понравится. Понимаю, береги себя. Ну... вроде неплохая награда. А вот что ты мне за снайперку дал? Это мы сейчас протестим. СВД с коллиматором говно. Сразу говорю, что это говно. Пойдем к шахтеру. Отдадим ему медальон, заберем, короче, этот кусок монолита. И в принципе нормально. Вот так. Блин. Так, что-то у нас есть. О! Я тебя понял. О,
контролеров слышу. Ах ты ж, блин. Серьезно, да? Не знаю, взрывной он, не взрывной. Не, этот не взрывной. Так. Ну, я думаю, нам только к шахтеру надо, правильно? Или неправильно? О! Лютый похититель тут бегает. Сынок, не думай, что... Попали. Попали. Тут нет артефактов? Нет. Блин, где все? Вроде звуки мутантов есть, а мутантов нет. Как так-то? Вообще хз. Шахтер! Здравствуй, шахтер, вернулся я. Нужен мне тот осколок монолита, что я тебе оставлял. Привет, рад, что ты живой, много времени уже прошло с тех пор. Да, доктор дал мне свой медальон, эта вещица тебе нужна была в доказательство. Целый еще мой артефакт? Да, это тот медальон. Артефакт твой цел, тут некому воровать, а монстрам он не нужен. Но прежде я тебя хотел попросить кое о чем. О чем? Неужели тебе, отшельнику, что-то нужно? Да, хочу потихоньку к свету привыкать. От костров толку мало, нужен более яркий свет. Книжку, что ты мне принес, не могу прочесть. Не мог бы ты добыть мне фонариков? Простых таких, знаешь, которые от батареек работают. Только батарейки дело недолгое и ненадежное, поэтому мне бы пару фонариков. Достанешь? Где их взять, я не знаю. Поспрашиваю торговцев. Наверняка их на поверхности много развелось. Может, они и подскажут. Фонарики, да и другие подобные предметы обычно из-за периметра заводят. Вот и поспрашиваю у тех торговцев, что поближе к границе зоны находятся. Ладно, смотаюсь на кордон к торгашам за фонариками. Ой, как мне надоело. Нет ли, чтобы просто мне кусок монолита отдать? О, пойди мне вот это принеси. Как мне надоели. Вот отдал бы мне сразу кусок монолита и сказал бы, типа, после этого уже, типа, можешь помочь? А нет, я тебе не отдам кусок монолита, пока ты мне фонарики не принесешь. Это уже не помощь, это уже предъява. Помощью тут вообще не пахнет. Да. Что делать? Что за квесты? Надо на свалку идти. Там должна быть медная проволока. Да. Кстати, по-моему, на свалке вороны есть.
ПДА стрелка в саркофаге. Подожди. А где ПДА стрелка? А, точно. Опять этому шахтеру еще и скальп контролера притащи. Не, ну надо на склады идти, что я могу сказать. Ладно, на свалку пока не пойдем. Там особо нечего делать. Мне нужно еще и на дикую территорию сходить, кстати. Найти сейф в X18. Найти 2 фонарика. Да, короче, надо возвращаться на агропром, потом на янтарь. Потом на дикую территорию. Потом на склады. И уже оттуда можно будет идти в бар, наверное. Нет, со складов в темную долину за тайником стрелка. Вот. Вот так вот и сделаем. С битрейтом все очень печально. Стрим вообще просто в жопе. Пропуск кадров чисто 66% просто. Пропуск кадров 66%. Охренеть. Чисто стабильно 66%. Все. Я не знаю, что это такое, почему так. Так, водки у меня опять нету. Значит, что? Значит, ничего. Значит, пойдем. Сколько у меня? Могу что-нибудь взять с собой. Каких-нибудь стволов в хорошем сохране возьмем. Вот это возьмем, вот это возьмем. Дробаши все заберем. Штейр. Вот это, вот это, вот это. Вот это. Вот это. Пятьдесят 58, 50. Ну, такое. Блин, экзачи тащить. Давай заберем, короче, только нулевые броники. И все. Все, на янтарь отправляемся.
Походу сегодня опять будем рано заканчивать. Ну а что это такое, блин? Чисто просто весь стрим почти чисто выкидывается. 65% чисто уходит в ноль. Кстати, слышишь? 65% пропуски кадров. Это жесть. Так, пойдем продадим ему дробашита сначала. Всего наилучшего. Ни хрена ты громкий. Так, где дробаши? Во. Отлично. 25к. Вместо них можно чего-нибудь взять. А чего можно взять? Ну, давай вот это возьмем. Типа, почему нет? Тут остались только всякие части мутантов и артефакты. Немного. Это, я думаю, мы с собой возьмем. Ага. А ну-ка. Опа! Вот это поворот. Да что такое косой-то, а? А что это мы тут делаем? Шашлык жарим, что ли? Я это заберу. Ну, что? Что? Так я и думал. Да что за лаги такие? Кто там спавнится? Опять псины? Хорошо. Чё, все? Передумали резко?
Лютый похититель на свая. Посмотри-ка. Охренеть. Так, здесь тайника нет. Если его нет здесь, значит он будет здесь где-то. Так, понятно. Ага. Полтергей. Ни хрена тут тараканов. Алло. Вы чё за кухней не следите? Псина, псевдопсина. Мне тут только эффекта обоссанного экрана не хватало для полного счастья. Так, наверх. Ай, дебил, блин. Угу. Вот оно, то самое место. Здесь у нас, ну, собственно говоря, тайник стрелка. Здесь что? Естественно, ручными телепортами я не буду пользоваться. Потому что зачем? А вот всякие части я заберу. Куда, блин? На месте. Бандюков слышу. Слышу бандюков. Сталкеров здесь нету. Их развалили. Как вы достали своими подствольниками, блядь. А без своих подствольников уже никто. Барсик. К бандюкам в гости пришел Барсик. Но им это почему-то не понравилось. Странно. Срисовали нас! Не понял. А чё это мы тут ходим? Чё это мы тут делаем? Пойдем разбираться. Угу. Твою... Гондурасы, шмандурасы. Готово. Так, что дальше? Дальше на склады, и что дальше? Что за вопрос? На склады идем. О! Ты чё это? О! Забавно. Что это такое? Здорово. Да чё вы все без щупалец, ни красных, ни, блин, ни красных, вообще никаких нету.
Да. Чё? А, ну это химера. Так, сейчас наемнички меня будут очень рады видеть здесь, у себя в гостях. Мы их, конечно же, не разочаруем. Так, ну... Конечно, еще лагает стрим, но пропуски кадров поменьше стали. Фу-фу-фу. Если так будет и дальше продолжаться, то, возможно, даже и дальше будем играть. Почему бы и нет? О! Ты дурачок, что ли, не пойму? Что ты делаешь? Еще двое осталось. Ты чё, каратишь, что ли, такой? О. А у меня перегруз ща будет. Чё бы мне выкинуть? Вот это выкину. Вот блин, а. Что ж вечно перегруз-то? Как мне это надоело, серьезно. Пойдем тогда продавать. Якут, Костя, Скряга. Угу. Лютые похитители на свая не отстают. Так, волк. А у меня есть РПГ? У меня нет РПГ. Да и нахер мне РПГ. Костя, нашел я твой ПДА, держи, не потеряй. Спасибо, брат. Да не за что, теперь в расчете будем. Само собой. Если будет скучно, приходи поболтаем. Может, я еще о каком-то тайнике информацию добуду. Всегда буду рад поделиться с тобой. Хорошо, брат, будет время, найду тебя. Костя, привет. Собрал я записи альпиниста. Крутой мэн попался. Запарился я лазить по его балконам. Вот, держи записи. Ну-ка взглянем. Ого, как интересно. Да. Знаешь, этот альпинист ушлый парень был. И нарыл он кое-что действительно интересное. Если верить его записям, то в зоне есть переходы, которыми еще никто из нас не ходил. А альпинист нашел эти переходы, причем давно. И держал все это в секрете от всех. Вот так. А чтобы самому не забыть их расположение, он нарисовал карту переходов. И спрятал ее так же, как и свои записи. Разделил на части и положил по нычкам. Часть нычек он оставил на автобусных остановках, а часть у сбитых вертолетов. Где они и сколько их, я не знаю. Знаю только то, что альпинист побаивался на ЧС-1 и ЧС-2 соваться. Тебе нужно найти все части. Думаю, их не меньше 15. За что возьмешься сначала, вертолеты или остановки? И еще, выходил на связь старый жил тот, что об альпинисте мне рассказал. Он скинул мне на ПДА наводки на свои нычки, которые он оставил в зоне. Умирает он. Сердце схватило. Говорит, мол, зачем они мне теперь? Бери, пользуйся. Вот я и предлагаю тебе поискать их. Возьмешься? Да я за все возьмусь. Заинтриговал ты меня. Давай и вертолеты, и остановки, и тайники старого жила. Все подробности скидывай мне на ПДА. Я побежал. Отлично.
Геморные, конечно, тайники, но вкусные. Якут, я хотел бы с тобой поговорить. Опять не говорит. Есть для меня что-нибудь? Нет. Ясно. Опять он не говорит. Ну, в принципе, чё по ему со мной-то разговаривать? Так. Ну, раз уж мы здесь, то... Давай посмотрим, что у нас тут есть-то по тайникам. В рюкзаках возле вертолетов и на остановках. Остановка. Остановка у нас на складах одна. А вот здесь. Вертолет. Ну, вертолет тоже один. Вроде. Тушканы. Тушканы. Да что вы бегаете как... Во. На остановках, говоришь. А где? И тайники какие должны быть? В обычных рюкзаках или в невидимых? А то, блин, всего можно ожидать. Если оно здесь есть вообще. А чё тут? Ничего? Серьезно? Ну ладно. Пойдем к свободе. Пойдем к свободе. Ну, не знаю даже. К этому зайдем в гости. Вали, вали. До первой аномалии. Ничего. Очередные бесполезные ЦЗ. Вот скряга мне нужен. Удачи! Вот. Будет полезная информация, приходи. Скряга, у меня кое-что получше есть. У меня есть полезный хабар. Так что давай, покупай. Чего? Изломы на базе свободы? Серьезно? По-моему, Штейр нужен этому шурупу. Чё, сдать ему? Да, думаю, есть смысл. Эх, люблю продавать снайперские элки. 7000. Вообще от души. Приветствую в моей скромной берлоге. Кстати, а чё у тебя есть? Собрал 10 жетонов. Ух ты, много жетонов насобирал. Так, что тут? Кевларовый экзоскелет С, и за это ты даешь тайник, не тайник, да? Да не знаю. Эмбрион кровососа. Бинелли М3 Супер 90. Ща я тебе возьму. Вот так вот. На. Доволен? Отлично. Уничтожить лагерь брать не буду. Симбион тоже не буду сдавать. Вот. Слушай, какие-то вы странные. Чего вы, блин, все время уходите, когда я сдаю ЦЗ? Чего вы за дебилы? Дебилы. О, стрельба пошла. Шуруп, ты чё?
Принести... Что? О, жесть. Так, ну Штейр он не берет. Подходи, да чё, блин, происходит, алло? Какие-то непонятные вообще вещи происходят здесь. Штейр, сбрасывай Штейр. О, да неужели завалили? Неужели справились? Как так-то? Один изломчик зашел, все, короче. База парализована. Центральная база группировки парализована проникновением одного изломчика. Это жесть. О, контроша там. Контрошу надо выпилить издалека. Ага, все издалека уже. Кстати. Нет? Ну ладно. А все, контролеры уже развалены. И псионик развален. Нормально. Что происходит, блин? Лютый похититель на свая. Да. Не зря я вам притащил эту бандуру. Хотя бы теперь не лежите здесь все. Охренеть, 2 псионика чисто и контролер. Просто на барьере. Жесть. Кэп. Чё ты мне расскажешь? Комбинезон у меня, по-моему, нету, да? Угу. А может есть? Нет. Нет у меня комбинезона. Пойдем наемников развалим еще. На хуторе. Чё? Ты дурак, что ли? А ладно, беги. Так, ну вертолет. Вертолет тут один, да, на складах же, правильно? Что тут сказать-то? Вертолет. Вертолет, вот вертолет. Остановка, но остановка точно одна. Вертолет тоже один. Ничего нету. Если только отдельно вертолетов каких-нибудь за локацией не наспавнили, как они любят. Так, тут есть что-нибудь? И под всякими елками любят прятать, блин. О. Так, ну-ка. Здесь ничего нет. Вот будем вот так искать, чтобы этих тупых постэффектов не было. Где же тут у нас может быть фрагмент карты? Не знаю, сказано возле вертолета. Ага, смотри. Смотри. Вот, фрагмент карты есть. Готово. Один фрагмент мы нашли. На складах. Так. Но здесь мне снайперка не нужна. Мне здесь достаточно АЕКа.
Старого доброго. Надо только его починить немного. Вот. Эй, здорово! Да. Это было быстро. Все. Больше ничего здесь нет. Больше ничего здесь нет. Значит, пойдем обратно на базу. Продадим то, что насобирали тут. И можно идти в темную долину. Чё? Псевдыч. Ни хрена себе. 2 псевдыча. О! Ни хрена не развлекаются тут. Вы что, дураки, что ли? Что вы делаете? Пацана просто развалили. Это кто? Дима Бубин. Блин. Блин. Он сейчас залутает. Твою медь. Он все залутает. А у меня перегруз, как обычно. Ну да. Ничего делать. А чё я сделаю? Да ни хрена я не сделаю. Что я могу сделать-то? Чисто 5 кг надо скинуть. Эта херня 9 весит. Не знаю, выкину. Комбез. Рука псевдыча. А, смотри, тут вон что есть. Сайга тактика. Ничего он, кстати, не залутал. Так что, я думаю, имеет смысл выкинуть опять комбез. 592. И, не знаю, давай еще что-нибудь скинем. Не знаю, тайник здесь положим. Типа... блин, севу не могу взять. Ладно. Скинем, короче, отечественные стволы. Пока что. Все равно я их здесь не продам. Возьмем севы. Ну, их, в принципе, уже можно не скидывать. Чисто мы сейчас продадим и заберем, потому что вот это вот все. Плохо, конечно, что туда-сюда бегать придется, но что делать? Ничего не попишешь. Симбион. Кристальная душа Бенгала. Какие же у вас зашкварные награды, товарищи, а? Подходи, пообщаемся. Чё ты тут ходишь, слышь? Мешаешь мне. Вообще по встречке нельзя ходить, не знаешь ты? Так. Ну-ка. Пистолет. Автоматы. Броник. Еще тут кое-что. Вот это забирай. И вот это забирай. Итого почти 20к просто с куста. Очень хорошо. Пойдем теперь забираем то, что я выложил, и в темную долину. Блин. Подходи, мне бы еще, конечно, яйца вороньи насобирать. О, это что, лютый похититель на свая там? Охренеть, смотрите. Лютый похититель на свая? Ни хрена себе. Просто так лютый похититель на свая ходит. Ничего себе, вот это да. Никогда такого не было, и вот опять. Забрать все. Нормально, нормально.
Все, пойдем в темную долину. Тут тайников никаких нету, да, вроде нету. А хотя, слушай, можно же это, сходить на стройплощадку. Ну, на стройплощадку можно сходить. Но сейчас, я думаю, смысла нету. У меня перегруз, надо продать все. Как бы, да. Вот так вот сделать. На стройплощадку это надо чисто вот все скинуть, все продать. А потом уже на стройплощадку пустым идти. По максимуму. Чтоб все было по фэншую. Угу. Что тут у нас? Угу. 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 О, не. Вот зачем, а? Зачем? Я вас не хотел трогать. Зачем было вот это делать? Объясните мне, а? Я спокойно хотел мимо пройти. А вот вам обязательно за мной, да, погнаться? Типа заняться больше нечем, да? Ну и все. Чё? Да чё что похитителей-то развелось до хрена так? Да, я помню, где этот тайник. Нет активных заданий. Тайник у нас находится в болотце. В кольце. Вроде бы должен быть где-то здесь. Вон он, да, тайник. Тайник стрелка. И типа, да, отсюда как бы по идее не выбраться, ну. Мы эту условность пропустим, как бы, потому что зачем? Зачем париться? Слушай, а здесь никаких нету нычек, где я мог оставить ружье охотника? Вроде нет. А где ж я его дел-то? Кстати, а давай посмотрим, где я его делал, где я его мог деть. Так, ну, вот, может быть, здесь. Не вижу. Не вижу, где это. Вернее, вообще ни хрена не вижу. Так. Может быть, на кордоне? Не вижу здесь такого. Кстати, прикольно, если я его продал.
Может быть и такое. Здесь нету. Здесь нету. Блин, а где? Серьезно. У меня как бы в баре основные нычки. Но там я вроде не видел этого ружья. Ой, вообще хрен его знает. Куда я его дел? Мог, кстати, и продать вполне. Случайно. Пойдем, короче, на свалку. Эх, хорошо, хоть стрим нормализовался. Опять же, фу-фу-фу. Ну, зеленый пока нормально. Подлагивает еще периодически, но почти уже нету. Уже прям хорошо идет. Ну а раз идет стрим хорошо, значит и продолжать будем хорошо. Витек Ворон, рапор. Как к ему надо зайти? Аким. За фонариками к нему. Тот за фонариками отправил вместо того, чтобы парта дать. Этот вместо того, чтобы фонарики дать, отправит, блядь, еще за какой-то херью. Бля, я это помню все. Первый раз, что ли? Ты не знаешь, цветмет тут есть? Мне меди немного нужно. На свалке цветмет можешь даже не искать. Уже давным-давно все ценное растащили. А вот на стройплощадке может чего и найдется. Говорят, свободовцы туда тропку безопасную нашли. На закрытой ото всех территорий многое должно было сохраниться в первозданном на момент аварии виде. Помню, раньше на металлургическом заводе выпускали мотки медной проволоки различного сечения в специальных красных коробках. А затем отправляли на другие предприятия, в том числе и на строительные площадки. Так что будешь в тех краях, попробуй поискать эти коробки в кучах строительного мусора. Дельный совет, благодарю. А, у нас теперь даже так. Значит, у нас нету здесь меди. Ну все, кристальную душу получил. Это хорошо, кстати, вал. Давай. На тебе. Не знаю, что он там отдал, но мне насрать, в принципе. Больше у тебя ничего интересного нет. Здравствуй, брат. Говори, зачем пришел. Отлично, я перегружен, чтобы двигаться. И почему же, интересно, я перегружен? Кто мне скажет, а? Чего я такого набрал, что я перегружен? Ай, 1,5 кг. Жесть. В принципе, у меня 42 бутерброда, как бы. 2 еще фляжки есть. Бутербродов можно пожрать, батончиков. Ух ты. Разгрузился немного. Так. АС вал. Давай мы тебе оставим вот этот вот вал. Самый поломанный.
А, вепрь молот он мне дал. Ну я понял тогда, в чем дело. Витек ворон. Гитара. Ну, пошли. Что я могу сказать? Пошли. Давай вообще бандитов выпилим сначала и монстров. Типа, чё бы нет. А чё это мы забегались? Я не понял. А этой плоти вообще по меди. И нормально. Ну, уже не нормально. Чё? Вот зачем? Я ж тебя не заметил. Могла бы пожить еще. Кабанчик. Мертвый кабанчик. Достижение шашлычник. Весело. Бандюки. А где арт? Кровь камня. Баклана. А здесь разве птицы есть? Что-то я никого не вижу. Где бакланы-то? Дурачок какой-то. Эй, ну что это такое? Все? Нет, не все. О, мама! Ой, маманя! Кто тут еще остался такой дерзкий, а? Алло. Кто там дерзкий такой? Патрончики. Тс. Понятно. Патрончики. Письмо. Чё у тебя за ствол? Да ну говно все на самом деле. Абсолютно ненужное говнище, которое даже не стоит того, чтобы его тащить куда-то, даже на продажу. Был бы вес бесконечный, еще ладно, а так. Ничего. А вот это что? Это у нас товар. Ну, товар. Он дешевый как бы. Он не нужен. Ох, ни хрена себе тут нормально их навалили. А тут на новичков неплохо навалили. Ага, понятно. Опять у нас веса не хватает. Да. Тут у нас еще есть. Да пацанчик. Опять жрать придется. Здорово, кулинар, ёпта. В одном из походов нашли мы с ребятами новый артефакт. Насчет задания. Не понял. Юлой, Колян с сосулькой.
А Руслан вечно... Уничтожить лагерь, металлургический завод. Но дело не в этом. Артефакт выглядит... Насчет задания. А, Витек Ворон, я дебил. Понятно. Угу. Вот, уничтожить лагерь. Все. Получена информация о тайнике. Отлично, газовая труба. На тебе еще. Что у тебя еще есть? У меня всего этого нету, так что давай, до свидания. ТОС 34. Кстати, вот у кого ТОС 34 еще продается. Я чинил как дурак. Ну ладно. Опять перевес. Опять перегруз. Что ты будешь делать-то с этим, а? Так, чё, Ворон, а по поводу боеприпасов? Патроны мне нужны для грозы. Давай обычные. 592. Великолепно. Слушай, а ты покупаешь что вот это вот сейчас? Нет, не покупаешь. Да, смотри, достал, хорошо. Части мутантов. Хвост собаки. Скидываем. Броня. Сева. Сява. Зачем я вообще эти севы таскаю? Я не знаю, реально. Они же это. Толку с них никакого. Так, пойдем с Акимом побазарим. Кстати, я же был в Темной долине, а остановки-то не проверил вместе с вертолетами. Молодец. Так, ну здесь, как я понимаю, нет ни хрена. Чего заскучали, мужики? Никаких тебе рюкзаков. Можно, конечно, наверх запрыгнуть, но это такое себе. Ясно. А вертолет здесь есть? На свалке. Вертолетов тут нет. Да, не помню никаких... А, нет, подожди, как нету, а на свалке-то? Вот пойдем проверим сейчас. Нет вертолета, говорит, блин. Нормально. Пойдем. Там у нас бандючки еще должны быть какие-то. Немного. -1. Ага. Есть такое дело. Ой, маманя! Да ладно, что ты так беспокоишься-то? Что ты нервничаешь? Умрешь и даже не заметишь. В чем проблема? Патрончики мне отдаем. Я все забираю. Вот так. Так, а вон, кстати, и псевдопсины. Псевдопсины. Много псевдопсин. Здравствуй, эффект обоссаного экрана. Ой, тут еще и это, лютый похититель на свая есть. Да, вот это, конечно, вовремя. А, ну все. Отвалили. Еще есть кандидаты? Нет? Ну ладно. Тогда конечности отдаем. Они мне пригодятся. Че, серьезно? Вообще все пустые? Ой, да неужели?
А, даже целых 2, ни хрена себе. Прям аттракцион неслыханной щедрости, слушай. Смотри, вон рюкзак лежит. Рюкзак. Так. Это один вертолет. Кстати, вон вижу еще рюкзак. Блин, хоть где-то адекватные тайники, реально. Ни за локацией, ни под локацией, ни в очке у снорка. И не в невидимых каких-нибудь еще этих рюкзаках, что хер найдешь даже под носом. Я, блин, еще помню эти музыкальные тайники, вообще жопа. Если видео не посмотришь, вообще хер найдешь. Так, все. Вроде больше нет никаких здесь вертолетов на свалке, да? Ну, конечно, есть еще на кордоне остановка. А вот насчет вертолетов. Вертолетов, по-моему, нет. Но это не важно. Главное, что я проверил военные склады и свалку. Остальные локации надо проверять еще. Так. Аким, привет, опять я к тебе. Не знаешь, где можно фонарики добыть? Что-то в продаже у тебя не вижу. Что за фонарики нужны? У тебя все каким-то нетрадиционным, то есть нестандартные запросы. Ты хоть здоров? Здоров. А фонарики нужны обыкновенные, на батарейках которые. Нет, все же извращенные у тебя запросы. Скажи, кому в зоне нужен фонарик, который занимает свободную руку? Правильно, только танкам или смертникам. Ну так поможешь или нет? Конечно, но не за просто так. Нужна мне одна безделушка, кубик Рубика. Знаешь хоть, как он выглядит? Вот и отлично. Есть у меня заказ на эту игрушку, причем сразу от 2 лидеров группировок. От кого и сколько денег предлагают, не скажу, коммерческая тайна. Хочешь фонарики, неси кубик, тем более тебе его искать не придется. Пойдешь, заберешь и все. Хорошо, принесу, говори, где лежит. Да рядом здесь, в темной долине, на базе уборова в схроне лежит. Думаю, с твоими способностями его будет несложно найти. Информацию мне проверенный человек слил. Давай уже, выдвигайся. И это, ты бы скинул половину стволов и гранат, которыми обвешан, а то, чтобы быстрее было, а то выглядишь как терминатор. Да, действительно просто, схожу, пожалуй. Да ни хера, оно не просто на самом-то деле. Сейчас я туда приду, а там кубика нету. Удачи. Потому что его сперли. Ну и начнется. Безуар. Я не знаю, нужен ему безуар или не нужен, но... Брюха. 2 брюха. 2 таких брюха. Глаз плоти есть. Башка тушкана есть. Железа паука есть. Клык хищника. Клык хищника нет. Коготь химеры. Нету. Копыта кабана. Есть. Отросток биомассы. 2 есть. Рудимент грудины. 2. Рука зомби. Серьезно? А, руки зомби, он же говорил, не неси, ну ладно, пусть будет.
Рука контролера. 2. Рука псевдогиганта. Стопа снорка. 2. Хвост кошки. 2. Хвост псевдопсины. 2. Хребет выползня. Угу. Я тебя понял. О, сколько тут квестов. Отнести детонаторы. Принести ликер. Как жизнь? Слушай, ты знаешь, а пожалуй схожу-ка я к Сидоровичу, да? Вот так оно обычно и бывает. Типа идешь сначала туда, потом туда. И набирается. Потом в результате забыл уже, куда шел. Даже. Псины. Ага, ясно все с вами. Ну чё, пойдем. Халявные хвосты. Халявные хвосты мне нужны. На них много патрончиков хороших меняют. Тот же Дэн. Патроны на мурку меняет. Дробь причем. Не какой-нибудь херь, а дробь. Ой, да ладно вам. Будьте проще, и люди к вам потянутся. За хвостиками. А тут что, псины есть? Здорово! О, мухомор. Кстати, бошки тушканов-то мне тоже нужны. Это вы хорошо ко мне подошли. Это нам надо. Что тут происходит? Есть что интересного? Опа, 2 трупака. Чисто валяется. И с хвостом, слушай. Вот это я понимаю. О, а вы что тут, шашлык жарили, что ли? Так, мужик. Слушайте, ну вы это... Не знаю. Вы бы хоть бы как-нибудь понезаметнее это делали. Ладно бы собаку так жарить. Ну, блин. Человечина. Это уже зашквар какой-то. Или они его не жарили. Вернее, жарили, но в другом смысле. Подходим, не стесняемся. Бесплатный массаж. Бесплатный силовой массаж. Что, не хотите бесплатный силовой массаж? Чё вы такие? Так, тут у нас есть бандюки. Их, кстати, надо завалить. Вот так вот, да. Серьезно? Вы пиздец! Согласен. Вот это, кстати, мое. Кузнецов, Бейлис. Ну, такое. Не знаю, можно, конечно, пойти, посмотреть, не появилось ли у него ЦЗ на Экзу. Если появилось, можно сдать. ЦЗ на Экзу одно из немногих полезных. Чего стоишь, сталкер? Хочешь пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему.
Ну что, экзоскелет монолита? Забирай. Вот. Получена О, информация этой... прям рядом, слушай. Ты меня прям порадовал. Броня. Экзоскелет монолита. А почему я перегружен опять? Чё я такого набрал там? Ой, как вы надоели, реально. На, вот Севу скидываем и все. Чё он мне такого дал, что у меня, блин, сразу, блин, до хрена килограмм? Жесть. Так. Ну что, тушканы? Ну да, тайник так тайник. Запрятан так запрятан. Что? Ну что? Ладно. Вроде они меня до меня не докапываются. Типа. Только сказал, не докапываются. И начали докапываться. Ну это вы зря, товарищи. Это вы зря. Я такую наглость без внимания не оставлю, конечно же. Ты проиграл. Я быстрее перезарядился. Что, еще двое? Еще один. А не до хрена ли бандитов на ТП, а? Что происходит? Вроде не Шустрого спасаем. Или это уже желающие полутать моих пацанчиков тут подоспели, да? Возможно. Патроны я заберу. Конечно же, я их заберу. И вот эти. И вот эти. И вот эти. И вот эти. Все. Пойдем. О, бандюк. Был. Уже нету бандюка. Да ты серьезно? А что это мы тут делаем, а? Вам что, заняться нечем? Ну-ка, ну-ка. Перезарядочку что надо сделать? Перезарядочку. Здесь все нормально. Алян, здорово. Что скажешь? Понятно, понятно. 2 когтя химеры. Жетон монолитовца. На тебе жетон монолитовца. Понтуйся перед новичками, что у тебя есть теперь жетон монолитовца. И, конечно же, ты его сам лично добыл в бою. С этим даже никто не будет спорить. 5 хвостов у меня есть. А что ты за 5 хвостов даешь, я забыл. Не, говно, 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 говно. Чё тут? ЧС-2. Ну серьезно, какие-то задания, блин, вообще. Чисто сходи на ЧС-2, а вынеси там лагерь.
И за это ты получишь пачку патронов. Вообще круто. Блин, у меня это сейчас перегруз опять будет. Что делать? Пойдем продадим что-нибудь. Что делать? То самое. Продадим, выложим, неважно. Что притащил? Тем более у нас же теперь есть переход в бар прямо отсюда, прям с кордона. Это вообще круто. Это же вообще круто. Раздобыл я для тебя детонаторы. Пришлось вдоль пострелять из-за них. Но не только из-за них. Мины-то нашел? Ага. Правда, конвоирующих оказалось немного больше. Вот твои игрушки. Ага. Главное, цел и невредим. Спасибо тебе. Ремингтон АСР. Да. Уничтожить лагерь. Да усяву, блин. Сука, так и знал, что будет сейчас перегруз опять. Кстати. Это, кстати, интересно. У меня есть идея. Ну, пока давай разберемся с заданиями. Новый М14. Давай. Достану. М14. Где М14? Вот М14. Забирай. Так. Винторез нам ему же на хомяк и понадобится. Винторез. Новый. Нулячий. Просто муха не сношалась. Ну и туда же М14, естественно. Перегруз. Перегруз. Хотя, с другой стороны, а чё перегруз-то? Так, тут есть... Ну, я, наверное, не пойду до тайника уже. Что еще? Ну, такое. Братан, ты не врубаешься? Мне нужен реальный товар. Знаешь, как сделаем? Мы вот так сделаем. Раз. Тем более, я все равно собирался идти в бар. Потом нахватаем стволов всяких на продажу. На продажу стволов нахватаем. Давай пока заберем типа самые нормальные. 48, 49, 45. МП5 9 на 18. А я отдал МП5 9 на 18 Юрику. Я не помню. Ладно, нам все равно надо нулячие стволы отнести как бы в бар. Так что сначала их забираем. Нет, винторез оставь. Гроза 1 можно. РПК можно. А вот, кстати, и ТОС-34 охотник лежит. Ничего я не продал, все нормально. Так, еще можно нахватать чего-нибудь. Значит, 57%. 35, 47, 50. Винчестер 101. Не помню кому, но он кому-то нужен. Давай, короче, отечественные стволы забираем. ВСС винторез, ВССК выхлоп. Угу. Гроза. Чего? Что происходит? Что происходит? Что происходит?
происходит, мать вашу? Что такое? Блин, что здесь происходит, ёпта? Жесть. 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 Просто жесть. Я не понимаю, что происходит здесь. Это кто у нас? Рандомный новичок. Хорошо. Рандомный новичок не страшно. А это кто был? Это был бандючок. Что он тут делал, вообще непонятно, но неважно. Ай, твою медь. Ну, там только военные, в принципе. Стрелять я все равно сейчас не могу. Так что неважно. Давай заберем тайник. Так, что тут у нас? Ну, такой себе тайник. Ни о чем на самом деле. Так, смогу я забрать все? Нет. Перегруз. Перегруз у меня. Давай тогда скинем М60. Все нормально. Пойдем. В бар все отнесем. Таким. Газовая труба. Все понятно. Вот здесь у нас вот переходик. В бар прямо. Переход в бар. И сейчас мы сделаем один лайфхак, чтобы не платить, короче, антирады за проход постоянно. При каждом заходе. Ну, то есть платить все-таки придется, но не каждый раз. Не каждый переход. А как? Сейчас покажу. Ну ты соизволишь загрузиться или что? Я не понял. Блин. Лайфхак не сработает. Конечно, это тупо появляться, короче, где вообще даже дверей нет. Да. Раньше это появлялись вот там, вот в каморке. Где долговязый. А теперь здесь. Короче, ни хрена не прокатит. Слышь ты, куда ты пошел, блядь? Что-нибудь интересное. Давай, короче, я продам ненужного. Это нам пригодится. На хомяки. Не-не-не-не-не-не. Куда ты продаешь натовские стволы ему? Винторез.
Да, что не говоря, Петренко выгодно продавать. Стволы все-таки. Даже очень. Так, это мы не продаем. А вот это продаем. Выхлоп. Ну не знаю, выхлоп оставить, не оставить. Оставлю, ладно. Так, ну тут все. Есть что-то на продажу? А, в любом случае мне надо было в бар, так что я правильно сделал, что пришел сюда. Приятно иметь дело с честным сталкером. Так, лекарство для кота. Особый особый журнал. Особый журнал. Иванцов. Ну что, принес я тебе кое-что? Отлично, этот? Ну, ты же говорил с 3 брюнетками? Да, они, мои красавицы. Ух, какие! Значит так, на Агропроме у командира базы есть сейфик, в котором он держит самые уникальные вещи. Там и должен быть винторез. Ваши ребята с северного блокпоста недавно не задерживали бандита? Нет, не задерживали. Они его сразу из подствольника захерачили, он даже и договорить не успел. Мы с бандитами не церемонимся и тебе не советую. Они его обыскали? Мне нужен хотя бы ПДА этого бандоса. Вроде труп обыскивал Гром. ПДА должен быть у него. А где мне найти этого Грома? Я отправил его с небольшим отрядом к ученым на Янтарь для смены охраны бункера. Думаю, они уже там. Ясно, спасибо. Понятно. Все, винторез уже ждет нас. Тут... Ну, блин. Можно было бы вот это сдать. Ну ладно, насрать уже. Я уже продал все ненужное. Есть разговор? Слушаю. Ага. А у тебя ничего и нет интересного. Все Будь понятно. Хотя... Не-не-не, нету. Ничего у него нету. Погнали, короче, к лысому тогда. Чисто к лысому погнали. Кстати, а ты мне что скажешь, Арни? Что слышно в баре? Ага, ага. Что-то скучновато, есть чем заняться. Мне это не интересно. Продолжай. Не хочу. Не хочу. Я вот не знаю, надо мне пройти арену, чтобы появился квест на пистолет или не надо. Не помню. Блин. Вроде нет. Нашел, держи свое ружье. Во. Во. Стальной колобок, рецепт. Что, ружье нашел? Ого, брат, братишка, братулька, у меня просто нет слов. Спасибо, спасибо, черт возьми. Эх, ну помог, ну помог. Да. Вот, возьми мое скромное вознаграждение. Это все, что у меня есть. Прости, что оно не так велико, как твоя помощь. Еще, кроме того, я скинул тебе на ПДА информацию. Надеюсь, она тебе пригодится. И я не забуду, черт меня дери, как ты мне помог. Надеюсь, смогу со временем также помочь тебе, как ты мне. Спасибо. Привет, охотник. Есть просьба от одного бандита. От тебя, что ли? Более бандитской рожи я еще не видел. На свою посмотри, алкаш. Короче, урка один жила. Хочет ствол у тебя купить. Продашь? Если, конечно, уже не пропил его. Больше он ничего не хочет? Да я за это ружье... Хотя, черт с ним, ладно. Пусть пивка мне достанет. Банок это 20. Нет, 40. Короче, принеси мне от него что-то полезное. Тогда и поговорим. Пиво? Да ты спятил. Откуда здесь пиво? Ладно, передам. А вот, кстати, и пиво. Наводка появилась на пиво. Так, ну здесь ничего.
Ты что скажешь? На. Ты что скажешь? Понятно. Во. Куча всяких броников можно ему принести. Не знаю, что тебе сдать вообще можно. Ну, такое себе на самом деле. Ты. Что ты мне скажешь? Документы найти не могу. Хотел спросить, работа какая есть. Записка сталкера. Телепорт в бар. Телепорт монолитовцев. Кольт. Инструкция для костюма. 6 пиваса ему принести. Ну, давай, дадим тебе 6 пиваса. У меня тут есть. У меня даже больше есть, чем 6 пиваса. П. Пиво. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На тебе. Ладно. Бармен. Ага. У бармена тоже ни хрена нет. Как-то все уныло, однако. У меня вроде вспышка была, да? На тебе. Что у меня еще вроде было? Бошки тошканов? Хвосты кошек? Хвосты кошек, блин. Ну и отлично. А хвостов кошек-то и нету, да? Круто. А не, один был. Что еще? Ничего интересного. Теперь. Ну, теперь, собственно говоря, только скидывать ненужное. Браунинг. Джишка новая. Вот всякие стволы новые. Снайперская ЛРК новая. МП-133, Ремингтон. Винчестер еще скинем. АК-108. АК-108, кстати, это мой. АК-108. И вот это скинем тоже. АПБ, выхлоп, вепрь, ГШ-18. Тактика, Сайга тактика. Остальное на продажу. Патроны. Вот это все скидываем. Так. Так, это оставляем. Вот это скидываем. И вот это скидываем. Снежинка. Дымовуха. Заряд М209. Светошумовуха. Бронька. Использованный маскировочный экзоскелет. Не помню, нужен он кому-то или нет, но... Ладно, скину. Нулячи. Опять же скидываем. Все. Экзоскелет экологов. Я в гравикостюме, да? Угу. Так, дальше поехали. Гранаты. Гранаты скинем сюда. Дымовуха. Импульсная граната.
Светошумовая граната. Армейская аптечка. Антирады. Бинт. Аптечка. Водка. Водка по 5 бутылок нужна. Да. Сыворотку скидываем. Обвесы. Артефакты. Вертушка. Оставим. Гиря. Скинуть. Душа. Каменный цветок. Капля. Кристальная душа. Кристальная колючка. Рубиновая батарейка. Рубиновая батарейка нам пригодится для доктора. Поэтому скидывать не будем. Рубиновая пленка тоже. Да и, кстати, квест у меня есть на них, так что оставим. Симбион. Сияние. Слизняк, слизь, сопливый дикобраз. Электрический дикобраз. Эмбрионы. Части мутантов. Все скидываем. Хотя не знаю, может уже пора попродавать их. Типа, почему нет? Доктор подороже берет, так что поднимем бабла. Ну, бабла ко мне не нужно, в принципе. Пускай лежат. Жрать не просят, и нормально. Так, дозиметр. Я помню, калмык хотел дозиметр получить. Так что пускай лежит. Потом как-нибудь ему отдадим. Он как-то 0,2 кг весит. Нормально, короче. Вот это скидываем. Рюкзаки скидываем. Прототип ручного телепорта. Сигара. Телепорт монолитовцев. Ну, в принципе, вроде все. Что могу сказать? Осталось только у меня что? ПДА из тайника стрелка. Куча всякой хрени. Заряд М209. А, ну да, я ж хотел скинуть. Гранаты. Заряд М209. Готово. Имеет, наверное, смысл отправиться в Припять, сдать доктору задание на тайники. Тем более тайники довольно жирные, так что да, имеет смысл. А чтобы просто так порожняком не бегать, надо подумать, что можно взять в Припять. Что у меня в контейнерах есть? В принципе, в контейнерах у меня все нужное, типа. Вот можно вот это закинуть в контейнер. И вот это закинуть в контейнер. Вот. Все. По поводу остального выкладывать мне, в принципе, и нечего. Хорошо. Какие квесты у меня есть в Припяти? Да никаких, в принципе. Рубиновую пружину только доктору принести. И отдать доктору вот эту всю ботву. Типа.
ПДА из тайников. 2 фонарика. Найти тайник старого жила на ЧАЭС. Ни хрена себе. Тайник на ЧАЭС на одной из лестниц. О, да-да-да. Можно. Можно. Хотя нет, не будем. Пока ПДА стрелка у нас нет, не будем этого делать. Там мало времени осталось. Если выброс начнется, то это уже все помянем. Все части карты альпиниста. А в баре есть какие-нибудь вертолеты? Реально не припомню. Есть тут вертолеты? Нет, по-моему, нету. Если только такие заспавненные. Ну, вроде ни хрена. Что тут лежит? Тут ничего не лежит. Ясно. Ну, давай, наверное, какие-нибудь части мутантов-то позабираем, попродаем. Наверное, по 20 штук оставим здесь. Не-не-не, голову тушканов оставим. Головы тушканов менять можно. Железы паука, по-моему, менять нельзя ни на что. Если и можно, еще насобираем. Клык хищника. 5 штук. Коготь химеры. Копыта кабана. Копыт кабанов вообще до хрена. Мозг контролера, рудимент грудины. Руки бюрера оставим. Руки изломов. Руки изломов нужны кому-нибудь или нет? Не знаю, не помню. Давай, короче, 20 штук оставим тогда. Руки контролеров. Руки контролеров нужны Д, но он патроны меняет. Оставляем. Все. Руки псевдогиганта. Тоже оставляем, не такие уж частые. Селезенки крыс. Берем. Стопы снорков. Берем. Хвост псевдособаки. Оставим. Хвост собаки оставим. Хребет выползня. Щупальца кровососа. Ну, щупальца кровососа, по-моему, только по ЦЗшкам нужны. А если и по квестам, то у меня 20 штук еще останется. Короче, все. Можно идти в Припять. Пойдем в Припять. Тебе сюда нельзя. Вали. Блин, я вот не помню, какой из них, слушай, реально. У вас каких-то квестов нету, работа, нет, это все ЦЗшки. У тебя тоже ничего нету. Решил Всё. улучшить что? Или поломку исправить? Ладно, тогда давай сохранимся и проверим. По-моему, в Припять переход у нас вот здесь находится. Но это не точно. Кордон, твою медь. Ладно, ладно, что делать? Заберем тогда остальные стволы с кордона. Я ж там покидал. Заберем, продадим. Или в нычку скинем. Посмотрим, короче.
Вот и кордон. І пожити б чого хорошого, але ж немає. Слушай, если такое дело, пойдем военных вынесем. У них там калаши есть. Всякие хорошие плюхи. Не зря ж просто так сюда приходить. Типа развалим и нормально. Эй, военные! Да. Когда БТРов нет, все намного проще. Вообще не вдуплю, что происходит. Да. Это было прям совсем просто. Пойдем тогда хабар заберем весь. Вертолетов тут упавших нету, насколько я помню. Так что искать карты не надо. Хлеб. Ну, допустим. Не густо, однако. Максимум на пару тысяч тут насобиралось и все. Кишки мої, напевно, у вузол. Кстати, вот этот товарищ вроде патроны тоже меняет, да? Вот, или вот этот? Не понял. А чё? Или он на руки зомби меняет? Я не помню, слушай. Или когти химер, блин, чё там должно быть такое? Так, ладно. Нафига ты эту дрянь тягаешь? А вот это вот забираем. ПКМ оставляем. Бизоны оставляем. Витязь забираем. РПГ забираем. Тактики забираем. Комбинезон Сява. Комбинезон туриста. Броня долго. Кстати, по поводу экзачей я что-то тупанул. Ну, хотя я же в Припять шел. Так что я не думал, как бы, что я тут что-то такое сделаю. Хвост собаки. Консервы. Пиво. Ну ладно, тут даже забирать-то и нечего. Все, что основное было, я уже забрал. Давай. Все время я эти переходы путаю, блин. Не могли в разных местах их сделать, серьезно. Еще и сделали, блин, из каморки. Антират ему дай, блин. Просто на халяву, чтоб он отошел. Причем еще сделали, что его обойти нельзя. Там телепорт стоит, если кто не знает. Если его обойти, то там будет дальше телепорт, он тебя тупо выкинет и все. Так что приходится по-любому давать антират. Без вариантов. Да. Как-то так.
Куда я бегу? Мне к Петренко надо. Пока зону не сделаем, не уйдем отсюда. Если не нашел, чего искал, извиняй. Так, вот это забирай. Хотя вроде сказал торговец из Припяти, что он лучше берет. Вот давай проверим, да? Вот 947 рублей, да? Он берет. Калаши забирай. Вот это забирай. Да, цены вообще, ну то есть... Специально такое собирать даже смысла нет. Вообще ни о чем цены на эти калаши. Почти 10к, ну хоть что-то, слушай. Заходи попозже. Может, разживусь чем к тому времени. Так, вот сюда давай поскидываем натовские стволы. Зачем мне их с собой таскать, как бы. Потом, как наберется, просто возьмем и телепортнемся вместе с ними на склады. У меня телепорт есть. Сайга тактика пригодится. Патронов у меня новых не появилось. Гравикостюм. Комбинезон туриста. Вот комбинезон туриста можно скинуть. Комбинезон туриста. Все. Что еще осталось? И я, и друганы мои. Прорвемся. Ну, ничего. Как бы в Припять только идти осталось. Что еще? Все. Снайперок у меня нет на продажу. Нету с собой антирада? Ай, твою медь. Живища. Армейскую аптечку ему подавай. Тебе сюда нельзя. Проходи. Здесь, да? Ну и чё? Ну и где? Бля. А где, слушай? Блин, ну и переход запрятали. Монолитовец с выхлопом. Монолитовец с выхлопом это жестко. Выхлоп ваншотит. И если 100% нет пулестойкости, выхлоп ваншотит. Хотя, по-моему, нет. Вроде меня с 90% он как бы половину там снимал хп и все. Вот если меньше 90, туда ваншотит. Так, ну нормально. Прям к доктору меня перенесло. Сейчас мы ему попродаем тут. А, ну и поговорим тоже. Вот и я, здравствуй, доктор. Вернулся, как ты? Был у Сяка, он тебе рубиновую пружину передал. Ну вот теперь можно и на кордон смотаться. У меня кристалл есть, держи вот. Ага. Он меня с пояса, да, снял? Хорошо. Вот так. Дальше. Куда еще можно с помощью телепорта попасть? Как я уже говорил, отсюда еще можно на янтарь и склады телепортироваться. Так в чем проблема? Можно сейчас Круглого повидать? Для расчета заброски на янтарь нужна рубиновая батарейка. Это очень редкий артефакт. Если у тебя нет батарейки, то я думаю, Круглов может знать, где ее найти. Хвастался он как-то за рюмкой чая. Сходи к нему.
Думал телепортом воспользоваться, ну да ладно, так дойду. Ща я тебе найду рубиновую батарейку. Во, смотри, как быстро нашел. Верил, да? Вот и я, здравствуй, доктор. Вернулся, как ты? Нашел я рубиновую батарейку, вот она. Ну все, теперь можно и на янтарь телепортироваться. У меня слюда есть, вот, держи. А как на склады попасть? Для расчета тоже нужен уникальный артефакт. Какой? Для расчета заброски на склады нужна рубиновая пленка. Это очень редкий артефакт. Если у тебя нет этого артефакта, то, думаю, Лысый может знать, где его найти. Он в баре постоянно ошивается, сходи к нему. Думал, телепортом воспользоваться, ну да ладно, так дойду. Нет, не пойду я никуда. Я вот так сделаю. Все. Вот и я, здравствуй, доктор. Вернулся, как ты? Нашел я рубиновую пленку, вот она. Ну все, теперь можно и на склады телепортироваться. У меня душа есть, вот, держи. Отлично. Все, док, нашел я свои 2 тайника в трубах. Да, хитро я их запрятал. Отлично, стрелок. Еще один тайник ты сделал в одном из ангаров на заводе Росток, где находится бар Сторинген. Ты говорил, что это отличное место, лучше в центре зоны, да еще и посреди кучи народа, нычки не найти. Помню где. Хорошо, пойду гляну. Помню, где это находится. Угу. Есть для меня что-нибудь? Ну, такое. Такое себе. Ни хрена себе, доктор болотный чем торгует. Аптечки дорогие вообще. Так, доктор, я тут тебе торговать, короче, принес, да? Сейчас будем торговать. Сейчас нормально бабла поднимем на запчастях лишних. О, нормально. Чисто прямо от души. «105, 110к. Вот это нормальная вещь. 137. В НПС недостаточно денег. Ну да, он больше 100к, а не это. А так? Понятно. 400, 480, 640, 600. Ого. Железа паука сколько стоит? На. И щуплый похитителей забирай. Охренеть, 920к просто. Пщух и все. 920к. Какие стволы продавать, вы о чем вообще? Так, ну в Припяти у меня никаких заданий нет, да? Да, у меня никаких заданий здесь. А это значит, что мы сейчас вот сюда скинем броники, которые я хотел продать. Продавать я сейчас не пойду. А вот стволы позабираем. В первую очередь позабираем нулячие. Что еще тут есть? Вот это есть. Вот это есть. Вот. РПГ. Отлично. Еще что заберем? А вот это заберем. СВД, естественно, мы забирать не будем. Зачем СВД забрал? Алло. Новая информация просочилась от ученых.
о том, что недавно Отечественные стволы нужно забрать. обнаружила опасную мутацию местной флоры. Ранее неопасные растения стали теперь очень опасны, иногда смертельны. Например, мухоловка чернобыльская, мутировавшая разновидность обычной маленькой мухоловки. Плотоядное растение, если помните из биологии. Так, ну вроде все, да? Смертельно опасно. Еще нормально, еще могу понабрать. Вообще не проблема. Комбеза, обуви, ожога открытых частей тела вполне может доставить. А если ты повреждения... Давай забирать хорошим сохране. Вот это заберем, вот это, вот это, вот это, вот это. Штейры. G36. Так я походу все могу забрать. Что тут тупить-то? Вот так вот делаем и все. Да, еще и место осталось. А, ну тут же вот еще патроны. О, да, давай забираем патроны. Гранаты. Научный экзоскелет заберем. Вот это заберем. Вот это заберем. Арты заберем. Ты вообще знаешь, кем я был на большой земле? Да мне пофиг, говорю. Кем ты был там и кто ты тут? И вообще с ними противогаз, когда с людьми разговариваешь. Так, ясно. Как там по противогазу. И не понял. Вот так делаем. Ну и шлепнул я этих крутых. Стал шмонать. Броники забираем. дырявые, видать, с трупов снятые. Стволы Ну шо, доктор? От души, короче. А, переход у нас вот тут. Точно, да. Вот он, переход в бар. Да, реально удобные переходы. Вот реально, просто вот вообще удобные. Как это они умудрились их не вырезать? Удивительно. Нормально, я сейчас уже, у меня сейчас лям будет просто. С куста чисто лям. Просто сходил в Припять, продал ненужные части. Из Припяти притащил стволов. И все. Сейчас тайник найдем, сразу сдадим его доктору, получим новый, где он там, и пойдем искать. Или не пойдем, не знаю. Уже, в принципе, прилично сидим. Я даже и не знаю, есть кто-то или нет на стриме. Так. Есть. Пойдем к Петренко. А что за хрень? Лаги. Что за лаги? Что могу предложить? Это потому что инвентарь полный. Так. Давай. Вот это забирай все. Вот. Грозы тебе. Валы. 9-е акашки. 104-е, 105-е. Аеки есть. Надо еще продать, знаешь что? Я ж тут обвесы взял, да? Да, вот это вот продать. Раз. Прицелы. Ну, прицелы пусть будут. Так. Вал тактически пока оставим. По-моему, он кому-то нужен, и за него хорошо дают бабла. РПКМы. Ну, не знаю. ПКМы тоже оставим. РПГ продадим. Все. Ну, да, я ожидал, что у меня уже будет лям, но нет.
Заходи попозже. Может, разживусь чем-то. Ляма еще нет. Так, лишнее пока скинем. Всякие вот стволы такие ненужные. Вот такие. Вот такие. Вот и хорошо. Так, ПКМ нет. Пожрать бы чего хорошего. Так ведь нету. Остальные сюда. Паратрупер, Глок, Кусок бы мяса АКшка, здоровый, чтоб прям свертела. миниган, Скворчащий, ПКМ. сочный. Хорошо. Патроны. Патронов много. Квасу б сейчас холодного. Да чтоб в нос шибал. Но много патронов лучше, чем мало патронов, правильно? Так что вот это мы все сюда скидываем. И все. Дымовуха. Кумулятивный заряд. Научный экзоскелет. Вот это нам надо скинуть однозначно. Всякие остальные обвесы уже уходят вот сюда. Раз, два, три. А, рюкзак полон, охренеть. А колбасу и батоны нынче хреновые стали делать. Охренеть. Чё делать? Чё делать? Не тот уже хабар пошел. Ладно. Не тот. Армейская аптечка. Водка. И что же оно за А что тут еще? Правду о нем говорят. Алмазный. Ага. Знаешь что? У меня есть такое ощущение, что пришло время создавать отдельную нычку для артов. Вот. Вот здесь, я думаю, мы ее заложим. Для артефактов чисто отдельно. Артефакты. Бусы прабабки, глаз ворона, душа, кристалл. Симбион 5 штук, но мне достаточно 3. Слезы огня, слюда. Эмбрионы. Эмбрионы тоже скидываем. Слышь, лысый. Можно на пару слов? И тебе не болеть. Что хотел? Доктор к тебе послал, говорит, у тебя есть рубиновая пленка. Нет у меня сейчас. Я ее заныкал на дикой территории в укромном месте. Скажу тебе, если ты мне артефакт симбион добудешь. Есть у меня симбион, на, забирай. Тогда слушай. Я рубиновку эту на крыше небольшой трансформаторной будки спрятал. Она как раз над подземным переходом расположена, между железнодорожными путями. Спасибо, попробую найти. Ну вот. И симбион пригодился. Хорошо. Сюда мы что докидываем? Прочее. Хлеб. Ничего, фляжка. Батончик. Не зря же я тут вон сколько неба копчу. Пиво. Мои, ПДА. порвемся. Кусок бы мяса такой. Все. Здоровый, GPS-маячок, кстати. Не помню кому, но у кому-то нужны по хомякам GPS-маячки. Да, и одну аптечку надо взять. Медикаменты. Армейская аптечка. Ничего, нормалек. Прорвемся. Сейчас только тайник найдем, стрелка. Я как бы знаю, где он. Ну и, наверное, в принципе, на тайнике стрелка закончим стрим. Че я сюда побежал? Зачем, блин? Вообще непонятно.
Короче, надо нам вот сюда вот. Ща, погоди. Ща, погоди. Вот это снимаем, да? Закрыть контейнер. Вот это. Нацепляем вот это и нацепляем вот это. Оп. Чего? А, вот он тайник. Тайник стрелка. Игломет у нас тут есть. Куча артов всяких, эмбрионы, части мутантов. Чё хотите, короче. Вернуться к доктору. Только не говори мне, что я теперь не запрыгну. Да, весело. Ладно, старым дедовским способом будем выходить. Что делать? Вернуться к доктору. Отлично. Ща вернемся. Вот это только снять надо. Чего? Зачем? Херню сделал какую-то. Ладно. Вот это еще оставим. А глаз ворона скинем. Артефакты, шмартефакты. Да. В Припять, точно. Давай тогда позабираем, короче, стволы. Потому что оттуда, я думаю, мы телепортируемся на склады. Продадим все. Сразу. А дальше уже имеет смысл идти на... стройплощадку. На, все, отошел отсюда. И не беси меня, давай, вали. Вали. Проходи. Вот здесь у нас переход в Припять, однако. Так, поехали. Доктор. Нашел я свой тайник в ангаре в баре. Хорошее место.
Отлично, стрелок. Еще ты говорил, что бросил рюкзак по пути к исполнителю желаний в саркофаге. И ты сказал мне, что там лежит твой запасной АК на всякий случай. Думаю, ты легко найдешь его вновь. Хорошо, док, поищу. Блин. А на ЧС я не хочу идти. На ЧС мне не варик вообще идти. Блин, ладно. Что тогда? Получается? Ну, собственно говоря, все. Наверное, имеет смысл тут побродить. Добить вес. Не-не-не. Ты не охренел ли, товарищ? Смотри какой, а. И все со снайперками, слушай. Чё? Ты дурак, что ли? А ну сюда иди. Монолит. Не поможет тебе твой монолит. Понял? Тушкан дохлый. Раз такое дело, давай у доктора заберем хабар, который нужно продать торговцу, чтобы он тут не пылился. И по дороге сдадим все. Вот это сдадим, вот это сдадим. Отлично. Монолитовцы у нас тут богатые. Снайперками пользуются. Так что, я думаю, имеет смысл это все. А вот здесь что-то пусто. Прям никого нету. Совсем вообще ноль. Ноль просто. Что, Припять не восстановилась после моего прошлого прихода? Тут какие-то трупы лежат. И похоже это наверху. А если они лежат, значит там что-то ценное в них есть. Да, смотри. Вот тут у нас такие вещи. И такие вещи. Отлично. Это очень даже годные вещи. Ну, снорки мне на самом деле не очень интересны. Сколько у меня веса-то? 450. Можно еще побегать. Кого-нибудь развалить, если найдем. А если не найдем, значит не найдем. Опа. Что ты там ведешь? Ни хрена себе вас тут. Баклажанов. Отдавайте мне все, что у вас есть. Это калаш. А, ну ладно, мы все равно его продадим. Чё? Сейчас я тебя ликвидирую, понял? У-у-у, экзач. Экзач, это вообще зачет. Эфеночка. Экзач.
Ефеночка. А, контролеры. Ясно. Зомби. У нас тут зомби. А что это вы там такое интересное в контейнере делали? Неужели групповуха? Друг зомби. Ха-ха. Что за достижение такое? Чё? А что происходит? А кто шмаляет-то? Ни хрена ты косой. Сколько ты высадил, блин? В меня ни разу вообще не попал. Так, тут у нас аналитовец. Вот он еще один. Не знаю, что тут есть. Сталкер есть. Зомбак есть. Долго соображал. Хотя чем тебе соображать? Ты же зомби. Действительно. Так, тут у нас какие-то движения непонятные. Ух ты! Вот это да. Чего? Да вы охренели. О, псина. Светящаяся псина. Кажется, ее надо было сфоткать. Но уже не получится. Вперед, да. Вот так мы это и делаем, вперед. Забираем. Ты что скажешь? Ничего, да, не скажешь? Ну ладно. Развалили аналитовца. Тут что-то свободовцы делают. Я перегружен, блин. Гравикостюм. Выручай. Выручай, братан. Враг монолита убит. Нехорошо. Очень нехорошо. Кто тут у нас лежит? Ага. Опаньки. Кого это мы тут развалили, а? Пацаны, развалите его, я не могу оружие вытащить. У меня гравикостюм. Спасибо. Все, я пошел. Зомбаки там что-то свое.
Да иди ты нахер. Со своей пси-аурой. Хотя бы радует, что ультразвук еще отключили, а то у них еще ультразвук раньше был, это вообще жопа была. Такое говно. Ну что, товарищ? Ждал меня? Что тебя интересует? О, у тебя тут ни хрена себе, что у тебя тут, слышишь? Ты не охренел ли? Теребонькаешь, значит, тут. Так, это я забираю. Ясно, понятно. Ща будет лям по-любому. 100% просто. Забирай. 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 Броники. Ух ты, смотри. Сколько там было? 976 рублей у Петренко, у этого 1282. Ну да, дороже берет. Это хорошо. Экзачи вообще просто вот сказочно. Вот просто можно чисто ему носить их. Прям 100%. Не прогадаешь. Снайперки 7 рублей, 5 рублей, неплохо. Снайперки берешь хорошо, без базара. Чисто 60к, вот, все, есть лям. Есть лям. Все, можно обратно одевать. Кстати, можно же уже тупо телепортироваться, да и все. Мне ж на радар не надо. Вроде нет. А, за меня так решили, я понял. Ну ладно. Но я знаю, что делать в этом случае. Я знаю, что нужно делать. Нужно бежать к сталкерам. Чтобы у меня было больше хабара. Санек, а что это за сирена? Ща узнаешь, что за сирена. Учитывая, что это Припять. Блин, я не успеваю. Не успеваю. Успел. Да-да. Блин. Ну все, они развалили всех сталкеров. В принципе, чего и следовало ожидать. Ёб твою медь! Вы чё? Алло! Толпой нападаем? А ничего ж это не по правилам, алло. О, радиация как от них прет, ни хрена себе. А ФПС-то как проседает. О, жесть. Но. Не-не. Меня не устраивает.
сторону перехода меня загнать хотели, да? Что, закончились зомбаки, что ли? А чё так мало? Я думал, больше будет. А тут маловато как-то. Ну ладно. Рук пособираем. А на них можно патронов наменять. Отлично прям. Ну, калаш я не буду брать. Он мне не нужен. Форт какой-то там тоже не буду брать. Он дешевый. У тебя что? У тебя... Ну, у тебя броник, в принципе, есть. Можно его продать, как бы. Хотя, чё я туплю-то? Еще раз схожу к торговцу. Не берет. Нормально, блин. Так, тут еще один. Не выживший. Ух. Ух. Да. А нескольких зомби они положили все-таки. Кое-как. 1 к 1 размен. Такой себе размен, конечно. Сталкеры с зомбями какими-то не справились. Ну все, пошли. Торговцу опять. Так, что-то тут это. А вот этого товарища я не лутал, да? Угу. Ух ты. Патрончики. Нормально. А ты? С тобой все понятно. А здесь всех? Кто-то есть? Никого нет? Трупов тоже нет. Ладно, я понял. Только контролер. Опа-на, здрасте. А чего это мы тут делаем? Угу. Давай, давай. Во. Ну что, давай торговать. Забирай вот это. Забирай вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. Вот это. И все. Еще 5к, ну неплохо. Немного, ну и не 0. Так что неплохо, да. А вот теперь можно и отправляться. Где-то у нас телепортатор на армейские склады. Давай. Наверное, он был удивлен, когда я просто исчез у него перед носом.
Ладно, на стройплощадку мы уже сегодня не пойдем в этом стриме. Там чисто замес будет вообще конкретный. Это я точно знаю. Тем более там как раз квестов набралось. Там каждый из этих квестов уже отдельный замес. А тут сразу куча этих квестов. И там будет замес просто конкретный. Это надо чисто вот стрим с этого начинать и все. Ну сейчас распродадимся там, разложимся. В принципе уже к переходу подойдем, сохранимся и все. И на этом закончим. Так. Мы в принципе можем даже развалить тут всяких местных жителей, так сказать. Должны быть бюреры. Контролеры. Странно. Что-то никого нету. Ну, в принципе, я их понимаю. Это даже как-то правильный выбор, я бы сказал. А вот это вот неправильный выбор. Пацаны, взяли бы вы пример вот с жителей деревни. Они, чтобы не попадаться мне на глаза, просто не знаю, куда они свалили, но они свалили. И им это очень помогло. Они выжили. А вы нет. Так. У нас тут еще одни. Работает! Враг на горизонте! Ой. Шо ж вы так неаккуратно-то, а? Я же говорил. А вы мне не верили. Главное, чтобы у меня веса хватило. Тут вот это. Опять. А, хотя у меня же игровой костюм есть точно, да. Нормально все. Кстати, я в Припяти вертолеты и остановки не проверил. Ладно, в другой раз. В другой раз. А тут что есть? Тут вообще что-то есть? А тут нет. Тут все тихо. Тут все очень тихо на самом деле. Квестов тоже никаких. Ну чисто продадимся, короче, ну и все. А следующий стрим как раз с замеса начнется конкретного. Настрой площадки. Тем более вот кучу квестов набрали. Кучу просто. Подходи, пообщаемся! Кстати, можно еще сходить в темную долину сейчас и найти там вот это место, где должен быть кубик Рубика. Насколько я помню, нам все равно придется его потом искать на стройплощадке. Так что имеет смысл сейчас найти этот рюкзак, а потом уже сразу вместе с остальными квестами выполним и настрой площадки. Так, вот это скидываем. Вот это скидываем. Вот это, вот это. Нормально. Самое то просто. Или штейры оставим. Давай штейры оставим. Типа, если они по ЦЗ и за них дают ремкомплект, то имеет смысл их оставить. Нормально.
Чисто почти 100к. Я так думаю, в общей сложности больше 100к получится, да. Больше 100к. Отлично. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Штейры скидываем. Игломет, протекта. Coolfire, доброй ночи. Здорово. Тебе того же. Игломет, игломет. Ну я даже не знаю, слушай, игломет. Давай, скидываем, короче, сюда. Потому что зачем это с собой тащить? Опять же, патроны лишние. Вот эти. Вот эти. И вот эти. Светошумовая граната. Ну, все, больше ничего. Можно не скидывать, как бы нормально. Пойдем сейчас в темную долину. Обыщем то место, где как бы должен быть кубик Рубика. Там будет рюкзак и наводка на другой, короче, этот. Нихера себе, стрим 7 часов, да? Ну а чё, пятница? Почему бы и нет? Ну, сейчас уже будем заканчивать скоро. Кстати, темная долина имеет смысл обыскать, пока я не забыл, остановки и вертолеты. Части карты альпиниста собрать. Да, давай тоже сделаем. То есть, вот такие всякие мелкие квесты можно сегодня сделать, а на следующем стриме уже будет замес на стройплощадке. Чисто мясо. Да, самый оптимальный вариант. Да, я разраб. Я локации подключал, ну и там всякое другое делал. Ну чё? Опять псины? А кто стреляет, я не понял. Что происходит вообще? Военные? А чё тут? Что? БТРы? Какого хера? Я чего-то не понял. А что это у нас тут происходит, а? Называется, пришел по-тихому в темную долину квест выполнить. БТР, ни хрена себе. Что происходит, ёпта? Еще и темно, не видно ни хрена, блин. У меня FPS до 15 просел. Твою медь. Где? Где? Ёб твою медь. Что происходит? Да я знаю, что за кубиком Рубиком. Я уже сейчас вспомнил. Где БТР? Где он стоит? Где он стоит-то? Вон он! Вон он! Вон он, тварь. Слушай, отвали от меня, а. Из-за куста нельзя выходить. А вообще, чё тупить-то? Пойдем его развалим, да? Пойдем-то развалим БТР. Так, у меня тут гранаты есть. Ага. Так, здесь у нас угол. Блин, ни хрена не видно. Что происходит?
Это вроде не БТР. А где БТР? Вот БТР стоит. Вон он, вон он, вон он. Чисто без палева. Гранатку кинем. На! Развалили. Как меня не убивают? Потому что у меня пулестойкость 90%. Бандит подлетел такой аж в воздух. В этот мод, если играешь, то меньше 80% пулестойкость, это вообще, это считай, ты будешь просто отлетать все время. А вы идите, идите, они там бессмертные. Сейчас я хабара пособираю как раз. Арты на пулестойкость нацепляешь на пояс. Минимум 80%, чтобы было. Тогда будет более-менее комфортно играть. А! Еще БТР! Твою медь! Фух, я уж думал, сейчас придется вставлять вставку to be continued. Блин, ладно. Да ты дурак, что ли? Что ты делаешь, блин? Толкается он тут. Бусы про бабки Бюрера? Да. Вообще любые арты на пулестойкость цепляй вообще. Без разницы. Главное, чтобы они давали, короче, защиту. Так, бандюков развалили. Тут у нас 104-й, 105-й, что хочешь есть, это мы забираем. О, смотри, как удачно. В ПДА имеется текст секретного приказа номер 3932. С веренным вам отрядом и группой огневой поддержки прибыть в Темную долину. Найти на так называемой базе бандитов цветное пластмассовое изделие кубик Рубика, поместить в огнеупорный контейнер и в сопровождении мобильного взвода прикрытия доставить в пункт Z. Лиц, оказывающих сопротивление ходу данной операции, ликвидировать. Переговоры в эфире запретить. В случае необходимости разрешено вызвать подмогу. Охренеть, что происходит? Из-за кубика Рубика такой кипиш. Я вах просто. О, бюреры. Тут и... А вон он, кстати. Смотри, 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 стоит. Чисто беспалевно такой. Ты неадекватный или чё? Взрослый бюрер. По-моему, ты просто неадекватный бюрер. Что это за череп? Это телепорт монолита. Тебе дают эти телепорты за мозги контролера с ЧС-2. Лукаш. Он дает наводку, что они типа лежат в саркофаге. И там ты забираешь маскировочную экзу и вот этот самый телепорты. Твою медь, да чё за хрень? Он чё, не бессмертный жил-то? О, кстати, хорошо напомнил, мне же к Жиле надо зайти, он пивас мне должен. Погиб сталкер Жила. Блин, а как я могу с БТРами, блин, еще что-то тут это, кого-то защищать? Вы чё, неадекватные? Я тут и так в какое-то мясо непонятное попал. Сходил, называется, за кубиком Рубика просто. Да. Какую-то ПДАшку поднял, блин, уникальную. Где военные?
Где военные? Блин, неудобно. Вообще так неудобно. Слушай, а что я сделаю-то? Подожди, а где ПТР-то должен быть? А, вот вояка. Где БТР? БТРа не вижу вообще. Где БТР? А где БТР-то? Слушай, а куда БТР делся? Серьезно. Что происходит? АЕК. Хотел спросить, угрюмый нужен или нет? Просто иногда умирает. Нужен. По сюжету пригодится. Угрюмый. Так, это у нас бандюки. А, ну вы воюете, все нормально. Меня БТР интересует. Где же БТР-то? Чё? Мне показалось, или он там дальше стоял? Да отвалите вы! Чё происходит? О, БТР! БТР! Ща, погодите. Он дымится, ему можно, наверное, что-нибудь послабее, например, F-ку кинуть. Вот, на тебе F-ку под днище. Ни хрена себе, он еще и живой, вот это да. На тебе еще одну. Что я могу сказать? Ты серьезно? Что происходит? Охренеть. Сейчас бы только гранаты все использовать. О! Есть. Ну что? Пришла ваша очередь. Что вы думаете, вы своими подствольниками что-то решите здесь, да? Сейчас я решу своей снайперкой, понятно? БТР я развалил, да идите вы нахер, серьезно. -1. Чё, кустарные войны, да? Что? И как это получилось? Такое впечатление, что меня об кусты, короче, убило. Да, кусты здесь такие в Сталкере. Из РПГ по тебе шмаляют, все нормально, а об кусты ударишься и сдох. Но почему нет? Это же аномальные кусты. Они в зоне. Опять БТР взрывать. А, ну ладно. Ну ладно. Чего? Ой. Фу, блин, чуть не сдох. Я тебя сразу такую кину. Ты не против? А, то есть вот так, да? То есть вот так. Вот. Блин, еще БТР. Да вы издеваетесь? Сколько здесь БТРов, блин? Что происходит?
Еще БТР. Это жесть какая-то. О. Фу, блин, что происходит-то? Что делать, если свобода пожелтела после того, как бегал монолитовцем? Да, друзья, на карте желтые. Да ничего, нормально. ЦЗшки их не выполняй, репутация прибавится. Видимо, репутация снизилась немного. Главное, что они красные. BC Treasure Trails, вы умерли. Yeah, I'm dead. Dead man. Да как вы достали со своими подствольниками? Взять бы вас кувалдой развалить серьезно. Но БТР не дает. Это кто? Это бандюк? О. Я еще говорю, что в темной долине будет все тихо, спокойно. Ну тебе и тихо, спокойно, однако. Просто тихо, спокойно. Псина вообще в непонятках, что происходит. Что слышно? Ну как? То есть слышно. Что на официальном форуме написали, то и есть. Проблем много с адаптацией под движок новый. Многое не работает, многое приходится заново переделывать. Да блин, ну где они все? Ну серьезно, что происходит? Никого не видишь, блин, они херачат. Вот пожалуйста. Вот что это такое, а? Короче, я пошел БТР разваливать. А, так вот ваше гнездо. Я понял. Все, вы мне надоели, реально. Да что вы свой жидкий пердеж тут накидали? Что за жесть происходит-то? Ух, если бы у меня не было, блин, 90% пулестойкости, я бы тут на каждом шагу вздыхал. Ему чисто в жбан попали. Ему по меди. Просто по меди. Абсолютно. Просто ноль внимания. Ну попали и попали. Чё такого-то? Ой, там война идет. Главное, чтобы Жила не умер. Ну ладно, мы сейчас БТР-то развалим. Вон он, кстати, стоит такой. Слушай, как ты достал, серьезно? Где ты там? О, ну да, ну да. Вот такого еще говна кинем. А как тебе такое? Нормально? Кто там? Что, попал, что ли? Нет, я в 2-2 ничего не делаю. Чё? Чё ты мне сделаешь? Я в другом городе, понял? На. Все. Все понял. Как я долго этого ждал. А еще есть БТРы? Вроде не вижу. Фу. Какое за место. А всего лишь навсего за кубиком Рубика сходила. Да.
Чё бы нет. Так, тут где-то должен быть еще один. Пострадавший. Братишки тебе не помогут. Братишки твои отъехали все уже. А нихер было меня злить. Я шел спокойно, никого не трогал. А тут вы начали что-то быковать. Это нормально? Это ненормально. Охренеть, что тут, блин, за арсенал у него. Кувалду взять. Где? На кордоне нашел по квесту волка, сломал, продал ее кому-то. Есть еще? Сломал кувалду? Молодец. Теперь почти до конца игры не найдешь ее нигде. Кувалду беречь надо. В каком-то из тайников. Получена информация о тайнике. В каком-то из тайников сюжетных должно быть кувалда, но это очень-очень не скоро. У тебя чё? У тебя говно. Вот это заберу. Вот это заберу. Охренеть тут. Побоище. Чисто базу вынесли просто. Взломали. Уже там что-то лутают, блин. Охренели моих жмуров лутать. Что такое? Это заберу, это заберу. А что там? А, это наверху, все, я понял. Здесь тоже наверху. А тут у нас кто лежит? Где взять ремкомплект для ножей? По ЦЗшкам получаешь ремкомплекты. Один ремкомплект попадается, тебе выдают за каждое ЦЗ, где награда скрыта. То есть это получается последнее ЦЗ каждой цепочки. Там тебе попадаются, вернее не попадаются, а выдают. Один ремкомплект для холодного оружия. Не, ну ты жму реально тупой был по жизни. Ни запас, ни хрена. А ты чё, умный что ли? Стоят тут. О, пацан, чё с тобой? Все нормально? Ну ладно. Ладно, пойдем. Так, мне надо к жиле сходить. И я думаю, стоит сходить через базу. Там, короче, трупы есть. Не так уж и много, но есть. Где найти фосфорные трубки или как их под ЦЗ прапору надо? Не помню, кто-то выдает. Тоже по ЦЗ или по квестам там будут тебе. Это не скоро ты найдешь фосфорные трубки. Очень не скоро. Слышь, товарищ, а как это ты умудрился сдохнуть в центре базы? Объясни мне. Что происходит? Тут у нас кто? О! Вот это, кстати, ценная вещь. Обрез трехлинейки. Я у себя этот бред, типа поломки холодного оружия просто отключил нахер. Потому что это бред. Просто бред, и все. Два друга. Слышь,
корешок, ты спорт любишь? Конечно, люблю. Так. Поговорил я с охотником. Согласен он отдать тебе ружье, но только если ты ему пиво найдешь. Чего? Пиво? Хотя, может и найду. Сколько просит? 2 ящика баночного. Получена информация о тайнике. Ой, блин, кордон. Эх, так и не попробую я пиво, видать. Ну ладно, записывай координаты схрона на кордоне. С большой земли пацаны подогнали на день рождения мой. Застарили у Сидора под носом. В общем, если принесешь ружье, то я тебе скажу, где ПДА. Понятно. Их можно использовать вместо фонарика. Не знаю. В 2.0 нельзя было, а в 2.1 я не доходил до этих фосфорных палок. Мне в прошлый раз на середине надоело. Так, что тут у нас? Иглы. Сигары. Бутерброд. Фляжка. Сладкий батончик. Консервы. Колбаса. Сигареты. Пиво. Пиво-тайник. Прикольно. 5 ПДА. Жетон монолитовца. Сыворотка. Пиво неизвестного происхождения. Лекарство для бандита. Мухомор. Хлеб. Есть хабар. Пойдет базар. 10 пива у меня нет. Ты кто такой? Ну я. Чё тут? Ничего интересного на самом деле. Ты кто такой? Так, ну... Нычка должна быть там, наверху где-то, где сейф, короче, все такое. Хотя, давай посмотрим, где мы... Что тут вообще в квесте написано? Карта альпиниста. Во, про карту альпиниста надо не забыть, блин. А то, блин, попал в этот замес мясной, блин, даже сейчас забыл, что хотел. Тайник стрелка, кубик Рубика. Метка на приблизительное место нанесена на карту. А где? А, все. Да, точно, это наверху, там, где сейф. Все. Вернее, даже не где сейф, а там где-то в кирпичах он будет. На самый верх надо идти. Вот сюда вот. Потом вот сюда вот. И вот здесь будет тайник. Вот он. Тут у нас ПТРД. Записка Хазара. Хочешь кубик, придется заплатить. Я знаю, сколько он стоит на самом деле. Ищи меня на новой территории, Хазар. Во. Я ж сказал, что на стройплощадке он будет. Все. А, принести найденное Акиму. То есть это что, ему надо принести теперь эту записку, что ли? Не понял. Блин, где этот квест? Куда он делся? А, принести найденное Акиму. Блин, ну значит придется Акиму относить, потому что... Я так понимаю, если мы не отнесем, то он не заспаунится там. Переход в Красный лес тебе выдает клык. По сюжету народной солянки. Так что выполняй сюжет. И когда придет время, тебе выдадут переход. Так, пошли. Так, что по поводу вертолетов? Вертолет я только один знаю. Он находится где Химеры. Остановка тоже только одна здесь. Вот это вот. И тут есть карта этого альпиниста. Все, круто.
Надеюсь, здесь нет больше БТРов, а то это будет жестко. О, лютый похититель на свая. Чё до меня так опался, слышь? А ты? Дураки, что ли? Да, еще тушканчики ко мне подбегите, почему бы и нет, действительно. И крысы туда же. Серьезно. Какие-то вы неадекватные, однако. О, ну все. Это бан. Это помянем. Опять кровососы все без щупальцев. Остановился на заказе убийства Сидоровича, типа чучела надо принести. Скорая встреча Клыка. Скоро. Встретишь Клыка скоро, но до перехода в Красный лес еще придется побегать. Ой, лавовая химера. Тебя надо сфоткать? Не надо, да? Ладно, хорошо. Хорошо. Что такое, алло? Отлично, еще и псины влезли. Это вы все неадекватные, однако. Да хватит вертолет двигать, сюда иди. Ой-ё. Неужели? Вакханалия какая-то происходит в последнее время вообще. Ну чё? Да, есть здесь карта. Великолепно. Все, темную долину я обыскал. Насколько я помню, здесь больше вертолетов нет никаких. Да, вертолеты все. Так, теперь что? Теперь нам надо идти на кордон. Блин. А я всего лишь хотел выполнить квесты в темной долине. Круто. Ну ладно, до кордона недалеко, в принципе. Пойдем сходим. Здесь все. Здесь все. И... Что это? Говно, понятно. Пошли. Можно как-то убрать статистику использования суперпрыжков в настройках? Нет. А зачем? Ну используешь и используешь. Я вон тоже суперпрыжок использую. И метки на коллекционера использую. И метки на документы Воронина использую. Че, мне делать, что ли, нечего еще? Гемор вот этот вот, типа, самому искать. Без меток, тем более я в 2.0 проходил, у меня их и не было в настройках никаких меток. Все приходилось самому искать. Так что и с меня хватит поисков без меток. Просто тупо без читов нереально пройти. Нет, пройти реально, ну просто это ты будешь не проходить игру, а ты, это знаешь, вот как есть Садомаза, понял, которым нравится. Вот чисто вот ты так будешь. Это то же самое Садомаза, только в Сталкере. Чисто вот для любителей вот этого дела. Из той же серии, что и NOC 7, ну ты понял. Ну там, когда любишь, когда тебе на лицо ссут, ну все такое. Ты понял, да? То есть вот то же самое проходите на UC7 или там OP2.1 без использования дополнительных функций. Чисто. Я правда не знаю, зачем я бегу сюда. Мне надо на кордон как бы. Здравствуй, брат. Говори, зачем ну, ладно, пришел. давай посмотрим, ничего нет у него. Артем Кулинар.
А, ну пошли. Артем Кулинар. Что-то мне хочет дать. Каждому нравится играть по-своему. А не вот так вот, чтобы... Ну ты понял, короче. Насчет задания. Все выполнено. Хорошо. Тоже понравилось. В общем, хватаем артефакты и вытряхиваем их на то место, где они раньше кружились. Очень бомбит, когда выносят с одной пули. Мне тоже не по кайфу. Зрелище настолько завораживающее, что мы сидели рядом и остаток ночи смотрели на эту красоту. До самого утра. Насколько мне не по кайфу, можешь перейти в плейлист «Завершенные стримы», который находится в описании под этим стримом, ну и под любым другим. Значит, заходишь туда, находишь 4-й стрим, или 3-й, или 4-й, по-моему 4-й. И, короче, вот ближе к концу, где задание на Павлика, вот посмотри, как там было весело. Я тогда все рассказал, что я думаю про тех, кто придумал такую толпу бессмертных наемников спавнить. Короче, тактика такая. В первую очередь набираешь в этом моде пулестойкость. Арты на пулестойкость ищешь, варишь, где хочешь бери. Чтобы минимум было 80%. Если у тебя будет меньше 80%, это тебя будут ваншотить любые, короче, бомжи с ПМа. А ты будешь хрен убивать. Спасибо, теперь буду арты искать на пулестойкость. На пронаймов вообще пипец, обойму всадил, в него ему пофиг. Да. Это вот эти вот бессмертные профиля, которые понаделали. В сон клонит, надо бы вздремнуть пару часиков. Так, Аким. Удачи. Аким! Вот прям капсом написано. Аким! Что, дорогой? Что-то выглядишь помятым и гарь от тебя прет. Аким, думаю, настало время просто пристрелить тебя на месте. Ты что, зачем такое говоришь? Да не только говорю, сейчас так и сделаю. Кубик твой свора спецназа посла. Не думаю, что ты все мне о нем рассказал, поэтому буду тебя сейчас убивать. Погоди, убери парень с крючка, все расскажу. Про спецназ ничего не знал, богом своим клянусь. Но Кубик, правда, непростой. Приходил ко мне пару недель назад нейтрал, Хазаром кличут. Предлагал у него кубик Рубика купить за 100 тысяч. Сказал, что в нем код доступа есть в одну из секретных лабораторий зоны отчуждения. Ой, бля. Выброс. Ну ладно, хоть арты не испортились. Да только не поверил я ему тогда, да и денег у меня на тот момент столько не было. Не торопись, давай поподробнее. В общем, ушел он в темную долину к Борову. Сказал, что пару недель подождет, пока я деньги соберу, а потом на новые территории уйдет. Но Кубик не хочет с собой брать, и если я не соглашусь на сделку, то другого покупателя искать будет. Что дальше? После того, как он ушел, я, понятное дело, навел справки по своим каналам, и всплыла на свет такая история. В одной доселе неизвестной нам секретной лаборатории зоны проводились биологические опыты. Ну и один из персонала, то ли врач, то ли просто ученый, в один прекрасный момент не выдержал и включил заднюю. Его можно понять. Замкнутое пространство, тяжелая психологическая атмосфера, отсутствие солнечного света. Короче, дал отказ на участие в дальнейших разработках. Сказал, то, что мы здесь делаем, угроза всему миру. Закрыли его в отдельном помещении, дали время отдуматься. И тогда попросил он себе, чтобы думалось легче, любимую игрушку, кубик Рубика. Не знаю, что там дальше было, но вернуться к опытам он не захотел.
Его осудили и приговорили к ликвидации. Но последнюю в своей жизни прогулку ученого вывели на свет, и в руках у него был кубик. На это никто не обратил внимания, но на следующий день перед расстрелом ему дали слово. И он сказал, что послал миру информацию о том, что в этой лаборатории творится. Тогда-то и заметили, что кубик пропал. А рядом со входом в лабораторию вроде как река протекала. Лихой сюжет. И что же за информацию он мог поместить в кубик? Поговаривают, что этот бедняга знал универсальный аварийный код доступа в эту лабу. То есть даже если пароль поменяют, аварийным кодом входную дверь все равно можно открыть. Вот этот код ученый и нашкарябал на пластмассе под цветные наклейки кубика. Да, интересная история. Будет время, попробую поискать этого Хазара. А ты думал, что он кубик на базе Борова оставил? Да, я на это надеялся. Во-первых, кубик пластмассовый, и брать его с собой в дальний рейд нет смысла. Может деформироваться от аномальных воздействий и высокой температуры. Да и потерять легче легкого. Во-вторых, тогда, когда Хазар ко мне заходил, у него много другого хабара с собой было. Не мог он все это с собой в поход тащить. По-любому где-то на базе должен был схрон сделать. И зная твою способность искать нычки, я надеюсь, что ты его найдешь. И ты решил меня слегка развести? Но тебе же нужна информация о фонариках. Если бы не спецназ, то это был бы вполне равнозначный обмен. Допустим. А что за лидеры группировок интересовались кубиком? Меченый, прости, не могу сказать. Признаю, ляпнул тебе лишнего про интерес группировок, но кубика все равно нет. Зачем сокрушать воздух громкими фамилиями? Информация о секрете кубика уже распространилась по зоне, и его цена теперь гораздо больше 100 кусков. Ты ведь тоже заинтересовался этим делом? Ты парень настойчивый, до всего докопаешься сам. Не думаю, что когда-нибудь увижу Хазара. За ним теперь начнется настоящая охота, и судя по тому, что подключили спецназ, дело серьезное. Так что удачи тебе в поисках. А в качестве компенсации за моральный ущерб скажу, где искать фонарики. Последние оставшиеся у меня фонарики я продал 4 дня назад одному доходяге, который собирался на экскурсию в X16. Я поинтересовался у него, зачем ему столько. Он ответил, что часть светилок оставит в резервной нычке в шахте лифта, так как собирается досконально изучить лабораторию. Если тебе так сильно они нужны, то тогда лети в лабу. Бывай, дорогой. О, сколько читать-то. Ну и что дальше? А, ну то есть, понятно, то есть кубик нам искать не надо. Но я так понимаю, что кубик теперь это часть нового сюжета. Ну, в принципе, логично. Логично. О работе, 2 СВД, да блин, что ж такое-то? Здорово. 50 косарей. А у Ворона за 30. Пошел ты. Че, ты спать хочешь? Ну, спи давай, не знаю, 1 час. Чё? Не надо мне тут музыку под авторскими правами включать. Ух ты, блин, смотри, сколько нычек-то. Возле деревни, наград за достижение, газовая труба. Да. Бейлис. Ладно, пойдем обратно на склады. Наконец-то разгрузимся, чтобы уже подготовиться к стройплощадке. А на стройплощадку пойдем в следующем стриме. Там будет мясо не хуже, чем сейчас здесь было. Охренеть, час уже, блин. Хрена себе. Угу. Угу. Ладно, все. Откуда? С России, к сожалению.
К огромному сожалению, я бы даже сказал. Угу. Пойдем в долину. С долины на склады. О, здорово. Подожди. Вот это возьму. Ты чё, неадекватный? Ты чё делаешь? Стреляет он тут. Пивко. Из Украины. У меня... Я, в принципе, наполовину украинец. У меня отец, короче, с Украины, а мама из России. У вас сейчас что, в принципе, хорошо? Что у вас можно загран, короче, получить. И поэтому заграну можно спокойно в Европу ехать. Ни визы тебе не нужны, ничего. Просто живешь. Можешь спокойно жить и работать. Так что советую тебе получить загран, который с биометрией. И херачить куда-то в сторону Евросоюза. Ну, попозже, как вот эта вся ботва закончится. Сам знаешь с чем. С китайской штукой, если быть подробнее. А то сейчас там, ну, не очень, как бы, карантин везде. Вообще не то. О! Все. Почти дошли. Так и правильно делают, что едут. Правильно делают, я тебе скажу. С карантином все печально. Это на самом деле только начало, я думаю. Я уже делал видео по этой теме на канале. Я как бы там сразу сказал, что это начало только. Вот. Уже целые страны на карантин закрывают. Спокойно. Там настройки больше платят, чем учителю. Да. Там настройки платят больше, чем учителю. Там даже какому-нибудь дворнику или сантехнику платят больше, чем учителю. А сантехник, если ты в сантехнике разбираешься, ты вообще нормально будешь срубать. Знаешь, сколько сантехнику там платят, короче, за вызов? У них там оплата идет по вызовам, то есть вызвал, и за один вызов идет оплата. И вот вызов это меньше 100 евро. Это просто не будет такого вызова. А вообще в среднем где-то 200 евро вызов. Сантехника. То есть ты понял, да? Просто 200 евро вызов сантехника. Сколько ты в день можешь вызовов сделать? Даже если... даже если один вызов. Это ты посчитай, сколько ты в месяц заработаешь. Даже если не по 200, даже если по 100 будет. То есть это
чисто на руки это тебе будет как минимум, но если учитывать, что выходные, то это примерно где-то будет 2500. Это если по сотке. А если больше сотки? А если ты еще больше одного вызова в день будешь делать, то тут чисто от Удачи! тебя Будет всё полезная зависит. информация, приходи. Чисто от тебя. Не, это, конечно, жизнь не сказка, ты должен сам, короче, что-то добиваться. Что-то делать. Но смысл в том, что там у тебя возможностей больше. Вот там, где я нахожусь, тут на твои возможности вообще насрать. Ты чисто никто, если у тебя нет бабла. Чисто никто. И знаешь ты что-то, умеешь ты что-то или нет, ты вообще никто. Ну, все, поговорили. Теперь за дело. Скидываем. Бля, зачем я вот это взял? О, выкидываем вот это, выкидываем вот это, вот это. ПТРД, РПГ. Вот это выкидываем. Вот это. И вот это. Все. Вот это еще. Экзоскелет бандитов. Хорошо. Водка, бинт, аптечка. Откуда я взял армейские аптечки вообще? Снял с кого-то, что ли? Давай еще это. Вот это тоже вытащим, мне нужно. Ненужные части мутантов. Они мне, в принципе, сейчас все не нужны. И ненужные вещи. Это у нас ПДА. Это у нас рюкзаки. Оставим штучки 3. Пиво, батоны, сигары, сигареты. Вот это все выкладываем. Все. О, тайник есть. Слушай, а где тайник? В Украине также? Но я знаю, что у вас там тоже. Подходи, пообщаемся. Та же самая пропаганда, что и в России. Только говорят другие слова. А на самом деле точно так же выехали те, кто хотел просто власти и все, и бабла, и все. И... Ну и они как бы сейчас у вас и управляют. Точно так же, как и здесь. Никакой разницы. Да. Поправки в Конституцию. Решили они внести. Ну все понятно, что... Я, в принципе, сразу давно еще говорил, что этим закончится. Но, пасаран, удачи. Заходи, если что. Я давно говорил, что так оно и будет все. Следовало ожидать чего-то подобного. Они уже давно тут творят, что хотят. Абсолютно. Ну, теперь вот просто это официально как бы будет и все. Весело, короче. Кто палит? Что происходит? Не знаю я, о чем он думает. Мне на самом деле насрать. О чем он там думает? Чё?
Что происходит? Две псевдо из воздуха вылезли. Дети у него вроде есть. Но это не точно. Ни хрена себе забор в воздухе висит. У-у-у. Ну да, зона же. Чё, не понял. Чё происходит? О, нормально. Химеры с кабанчиками воюют. Кабанчики с химерами воюют. Эй, алло. Вы что-то там удумали? А, все, кабанчик отъехал. Бывает, бывает. О! Воу! Вы чё это? А чё все разбежались, я не понял. Ну так неинтересно, слушай. Химера стоит вообще насрать ей на всех. Ну, у вас, несмотря на то, что как бы изначально тоже пришли такие, которые карман набивают, но на самом деле у вас при всем желании будет улучшаться, потому что как бы цель есть, присоединение к Европе. А если хотите присоединиться к Европе, то тем, кто у власти хочешь не хочешь, а придется как бы переходить к нормальной системе управления. Иначе просто нахер пошлют. Это здесь просто им ничего не надо, они... Ну... Зачем? Просто как какая-то территория, с которой можно бабло чисто тянуть и все. У них чисто такая цель. Так, ну вроде все такое я сделал, да? В основном. Скальп контролера. Да, все, пойдем, короче. На следующем стриме будет стройплощадка. Будет мясо. Вот сюда вот направимся. Вот сюда. И будет там весело. Тайники всякие, все такое. Что еще есть? Найти все странные чипы. Ну, вроде все. Части карты альпиниста. Слушай, а я не знаю, а на новых локациях части карты альпиниста-то есть? Вот это, кстати, хороший вопрос. Попробую поискать, но это не точно. Я даже не знаю, есть ли тут остановки и все такое. Ну, вертов вроде не вижу, как бы. Особо. Типа да. Так как вообще там куча квестов будем выполнять. Там и медь, и все, короче. До хрена. Все. Что-то Свеблов еще просил зайти. Так, это что, радиодетали? А, ну, кстати, да, на болотах-то тоже радиодетали, типа.
Тень монолита? Нет еще. Я еще восточный... У меня восточная Припять не открыта. Как его? Там же тайник надо искать сначала. А для этого надо открыть эти локации. Чтобы открыть эти локации, надо ветку на экзу Черного Доктора выполнить. А ветку на экзу Черного Доктора выполнить, я даже не помню, когда она начинается, если честно. Выполнял я ее в прошлом прохождении, а вот где она начинается, что-то я не помню реально. Кладбище техники не добавили? А, я посмотрел на это кладбище техники и решил, что нахер оно нужно. А что там в этом кладбище такого? Что там такого необычного? Да ну, какой там интерес? Чисто территория, на которой свалена техника. Ну и все. Что там интересного-то? Зачем она нужна, серьезно? На самом деле по плану еще было много интересных локаций, но вот уже теперь не будет. А так, вон сколько локаций разных. Правда, они почти все не участвуют в сюжете. И переходы на них не дают. Но когда я добавлял, на них были переходы. Можно было побегать. Они все заселены монстрами. Наполнены там. Ящики там есть, все такое. Куча локаций вообще. Я добавлял. Я ж тебе сказал, я локации подключал. Ты чем слушал? Какие не добавили? Да много там разных. Там прилично еще локаций, которые были на очереди. Тут вот здесь на севере должны быть локации за ЧС. Вот здесь. Вот с этой стороны тоже опять же локации. Много чего здесь должно быть. Вот, кстати, сюда на карту захреначили это кладбище техники, про которое ты говоришь. Вот оно. Или это старый радар? По-моему, это старый радар даже, не кладбище техники. Что еще тут есть? Вот какие-то. Ну вот это даже не скажу, что это. Это чисто для антуража. Вот это вот какая-то локация непонятная. С нуля делали? Нет, конечно. Зачем с нуля делать, если можно взять откуда-то? Большинство локаций из Lost Alpha. Долина Шорохов, понятно откуда. Вот это из невышедшего NC Project локация. Вот это вообще какая-то локация ноунеймовая. Но тоже добавить, почему бы и нет. Вот это путь во мгле. Вот это... Не помню, как он называется. Oblivion Lost, что-то там. Этот янтарь мне больше понравился, чем Lost Альфовский. Потом что? Ну, еще подземных локаций много. Подземных здесь не видно, но их много. Там, не знаю, штук 10 подземок реально. Вокзал тоже. Просто с АМК форума. Локация. Вокзал Лиманска она там называется.
Сначала я ее поставил вот сюда, но ее что-то переместили зачем-то сюда. Может, это вокзал Лиманска, блин. Переименовали просто в вокзал. На всех локах квесты нет. Говорю же, в сюжете мало какие локации участвуют. Вот сколько локаций. О, какая карта огромная. Я эту карту сам делал. Брал, короче, со спутниковых снимков из Google Планета Земля. И потом из нее склеивал. То есть оригинальная карта, она была вот. Видно еще контуры. Вот это вот была оригинальная карта. А теперь она вот такая огромная. И по идее это должна быть не закрытая сборка, а платформа для мододелов типа Call of Chernobyl. Вот так вот. Огромный мир, на который, если еще сюжет добавить, будет вообще просто мод, который можно целую, не знаю, годами проходить. Зачем вокзал? Потому что локация новая. В голове не укладывается, как это можно добавить всякие коды там. Чё? Какие коды? Не понял. Да, ну карта хорошая получилась, хорошая. Большая. Она чисто в 2 раза больше. Нет, подожди, не в 2, в 4. То есть вот эта карта, это вот можно уместить 4 таких карты. Если поставить вот так на квадрат и поделить, то это как раз будет 1 квадрат, как вот эта старая карта оригинальная. А если взять карту из оригинального Теней Чернобыля, то она как половина этой карты. Еще в 2 раза меньше. То есть вот так вот просто. Да не, там ничего сложного нет на самом деле. Чисто много гемора с такими, ну, вещами мелкими, чисто которые надо сделать. Но они не сложные, они просто геморные, потому что их много. Ну, их просто много. Их надо сделать. А карту в фотошопе нарисовать это вообще самое простое было. Чисто взял карту, добавил, склеил. И все, у тебя карта зоны новая. Вообще без проблем. С фотошопом, с графикой я давно работаю. Вон, можешь мои видео другие посмотреть по поиску с металлоискателем. Вот там чисто увидишь тот уровень монтажа, который, ну, я в основном использую. Это что за самая графика? Там работа с фотошопом, работа с программами, работа с видеоредактором. Ладно. Красиво, слушай. Зафоткаем. Скриншотик сделаем. На вот эти камни как-то залезть. А, отсюда ни хера не видно. Классно получилось. Ну да, я как бы старался, чё. Я ж говорю. Я думал, что это будет полноценная платформа для моддинга. Все, скриншот есть. Но кое-кто решил, что мод для него одного делается.
И решил, что типа никто не будет эту сборку править без соизволения великого. Не знаю, кем он там себя считает. Ладно. В принципе, уже выходим. Дальше пойдем на стройплощадку. Там будет уже замес конкретный. В принципе, нормально сегодня. Выполнили много квестов. Всякого разного. Насыщенный стрим получился. Тайм-коды потом сделаю. Типа по квестам, что делали, где, как, чтоб весь стрим не смотреть. Будут тайм-коды в закрепленном комментарии под записью стрима. Давай, Coolfire, спокойной ночи. Всем спасибо, кто был на стриме. На этом заканчиваем. И увидимся уже в следующий раз. Всем удачи. Всем пока.